Здравствуйте, дорогие коллеги. Мне поручено произнести некоторые вводные слова, и я кратко их произнесу. Мы открываем очередной лингвистический форум. Это основная годовая конференция Института языкознания, которая проводится уже в 6-й раз. Каждый раз по какой-нибудь важной, интересной лингвистической теме. И в этот раз эта тема называется «Семантические переходы в языках мира». Эту тему, как вы, безусловно, знаете, Анна Андреевна, сидящая рядом, разрабатывает уже много лет вместе с большой группой коллег из Института языкознания и из других организаций. И эта тема, как очевидно, из программы зародилась и в других местах также параллельно. И на конференции мы узнаем очень много о различных подходах, которые существуют к семантическим переходам. Эта тема очень важная, поскольку языковые изменения – это одна из загадочных и одновременно самых таких фундаментальных характеристик языков. Языки меняются и непроизвольным образом. И вот усилия, которые в этой области прилагаются все-таки, позволяют эти ограничения на эти семантические переходы понять, что бывает, чего не бывает. И это необходимо, потому что в исторической лингвистике в течение долгого времени не было никакой теории того, как значения могут изменяться. И, так сказать, оказиональные были гипотезы относительно конкретных морфем или слов. Вот слово поменяло значение. Вот это так оно могло поменять, а так оно не могло. Ну вот теперь мы будем эмпирически выяснять, что могло быть, а что нет. Конференция чрезвычайно мощная, как я понимаю, ее масштаб и размер уже превзошел ожидания организаторов. Был очень большой интерес проявлен, очень много докладов, много будет параллельных секций. Как иногда говорят, конференция высокого уровня, несомненно. Ну и этой конференции мы открываем такой конференционный марафон конца года. Вот начиная с этой недели, в течение 4 недель будут происходить большие конференции. На следующей неделе конференция по полевой лингвистике тоже очень объемная. Затем будет, это еще не объявлено, но я вот сейчас впервые про это сообщаю, будет такой декабрьский лингвистический лекторий, весьма интересный, как мне кажется. Ну и потом на 4-й неделе, начиная с этой, состоится первый Евразийский конгресс лингвистов. Я желаю всем участникам интересных обсуждений и уверен, что они будут, и какие-то зародятся новые идеи по тематике конференции. И теперь я скажу буквально несколько слов для международных участников, чтобы они не чувствовали себя совсем изолированными, да, обделенными. Буквально пару слов на английском языке. Dear international participants of the conference, I have just said some introductory words about the plans for this conference, and I greet you all, and I hope that we will have very fruitful and productive discussions about the semantic shifts in the world's languages. Welcome to the Linguistic Forum 2024. And now I pass the word to Anna Зализняк, who will say some
specific details about our program. Я всех приветствую. И хочу сказать следующее, что у нас действительно программа получилась очень плотно, вообще с большим трудом, даже вот 3 дня нам удалось вместить доклад. Приняты. И вот сегодня и в субботу будут 2 параллельные секции, а в пятницу даже 3. И расписание составлено тоже очень впритык, поэтому просьба ко всем очень большая соблюдать регламент. Я понимаю, что это скучный разговор, но это действительно очень важно, потому что иначе нас все рассыпется. Секционные доклады 20 минут. В принципе, как бы это 15 минут на доклад и 5 минут на вопросы. Если вы за 5 минут будет показана картинка, значит, если вы не успели сказать, хотите договорить, то тогда, значит, вы говорите, используете эти 5 минут, и тогда времени на вопросы уже не остается. Но если кто-то не успеет что-то договорить, или не успеет задать вопрос, или возникнут какие-то соображения по ходу докладов, или просто так, у нас будет в субботу в 3 часа, час с 3 до 4 общая дискуссия. И вот, пожалуйста, если у вас есть желание что-то еще сказать, помимо того, что было на докладе и вопросах, то посылайте заявки об этом, просто напишите об этом в письме, ну вот на тот адрес, который приходила вся информация, как называется, семантический. Вот, собственно, все, что я хотела сказать. И всем желаю хорошей работы и хорошего настроения. Ну, у нас есть еще пара минут до официального начала первого доклада. Может быть, кто-то хочет что-то спросить? Или все понятно? Да. Сейчас. Что 5 минут? 5 минут до конца 20 минут, которые в распоряжении докладчика. Да. 20 минут это в секционных, а на пленарных до конца всего интервала. Сейчас, а на пленарных это будет 10 минут до конца. Ага. Да, правильно. Это надо. Это скажи по-английски. Что на пленарных будет показано 10 минут. Опять же, человек может остановиться и перейти к вопросам. Либо эти 10 минут или половину, или 5 из них использовать на то, чтобы говорить то, что я хотел сказать. Да, ну еще такое практическое замечание, что обеденный кофе-брейк вот здесь, а обеденный перерыв можно будет пообедать, есть несколько таких кафе есть поблизости. Сейчас. Okay, I think we can start the first session of the conference. It consists of 3 plenary papers, each lasting for 40 minutes. And when it's 10 minutes left till the 40 minutes period, I will be showing on the screen the sign 10 minutes left. And then 5 minutes left. If you want an extensive discussion of your paper, when you are shown this sign, you probably better stop as soon as possible so that we have some time to ask questions and make comments. Okay, the first paper in this session is a paper by Bernd Heine, professor of University of Cologne. I don't think that Bernd Heine needs any introduction because anyone interested in this topic know his work, and we don't have time for introductions anyway. So I just announced the title: Semantic Shifts and Grammaticalization, Some Generalizations. Please, Professor Heine. Thank you very much for the introduction. Do you understand me? Hello?
Do you understand me? We don't see the presentation yet. Just one moment. One moment. Yeah. You don't understand me? We do understand you. Thank you. Okay, thank you. One moment. We have you shared your presentation? Yes. Yeah. Да. Okay. Yeah, now we can start, please. All right. So you hear me? Yes, we can hear you. Wonderful. Thanks a lot for the invitation. I feel honored indeed to be in such a distinguished place of learning, and I would have loved to be physically present, but unfortunately that was not possible under the present circumstances. I'm a little bit capacitated physically, so I cannot travel right now. My talk, as the chairman just said, is about semantic shifts and grammaticalization, and of course I will deal with some generalization there. Now, let me see how I move on. Yeah, we see your slides. All right. So this is what I'm going to talk about. After some introduction, I will give you a general understanding of what a grammaticalization is about. Then I will talk about a model that has been proposed within the framework of grammaticalization theory. Then I will deal with some specific semantic topic, namely the shift from human to inanimate concepts. Then very briefly about language contact, and finally the conclusion. Okay, so in many languages across the world, there exist polysyllable patterns involving two contrasting meanings, where one meaning is lexical and in nature, while the other serves as a grammatical function. Now, this is an English example. You can take examples from any language in the world. So if you say, Jeff kept all the money, then kept is a lexical verb with the semantics of a lexical item. Whereas in two, Jeff kept complaining, the same item kept now has a grammatical function, namely a durative aspect meaning. So there are two different meanings involved with one and the same form. Semantic change in grammaticalization is, on the one hand, part of the general semantic structure. But on the other hand, it differs from most other kinds of changes in its scope, in that it is severely restricted, namely to one line of development, namely that leading to the creation of new grammatical forms and constructions, and of course of grammatical meanings. And the goal of my paper is to describe the semantic shift as it can typically be observed in processes of grammaticalization. So what is grammaticalization? Well, you probably are familiar with the field. There are about 40 or 50 definitions of it. But I think the definition that you find here is fairly generally agreed upon, according to which
grammaticalization deals with the development from lexical to grammatical and from grammatical to even more grammatical forms. Importantly for our notion of the term, there are 4 parameters that are used not to define the process, but rather to identify instances of grammaticalization. That is, the parameters are meant to be diagnostics. And the first parameter, context extension, relates to pragmatics. The second one to meaning. The third one, decategorialization, to the morphosyntax. And the fourth one to the phonetic characteristics of the process. Now, I will deal only with the first 2 of them, since the topic is restricted to meaning change. Now, there has been some work claiming that the process, grammaticalization, is not a directional, that it can go in both directions. And here are a few names that have been associated with this idea. It is especially Fritz Neumeyer, who has claimed strongly grammaticalization goes in both directions. Now, according to what we find in the literature, is there is about 90% of all cases of grammatical change that are in fact in accordance with the definition. And therefore, I maintain that grammatical changes that are not in accordance with the definition or any other definition for that matter are not instances of grammaticalization and have to be accounted for in terms of alternative principles and mechanisms. So, which means that I stipulate that grammaticalization is a unidirectional process, and everything that doesn't conform to it needs to be accounted for in terms of other mechanisms like co-optation or borrowing or what have you. Now, there are many different changes, the semantic changes that have been identified in processes of grammaticalization, but perhaps the main ones that we find in some form or other are the ones listed here, namely changes leading from physical meaning to non-physical or mental, from space to time, cause, condition, and manner, and similar from time to cause, condition, and manner. And a very general process is leading from dynamic situation processes to states or a non-dynamic situation. And furthermore, from human to inanimate concepts and from referential concepts to non-referential concepts. Then in the work on grammaticalization, 2 hypotheses have been proposed, namely with respect to how meaning and form behave in grammaticalization. And here the 2 hypotheses are, first, the parallel reduction hypothesis, according to which meaning change coincides with form change, that is, the 2 are parallel. And the second hypothesis has it that there is first meaning change, and afterwards a morphosyntax and phonology will follow that.
The first hypothesis is most of all associated with Joan Bybee and her associates. And the second hypothesis can be traced back to the work of Tom Gibbon and others. And as I maintain, but I am glad to hear your voice, your opinion about it, that the second hypothesis is in fact the correct one. We first usually see meaning change, and then morphosyntactic processes follow that. Now, the context extension model, as we call it, has it that if when you place some object in a new context, that allows for viewing that object from a new perspective, and you can employ that object now for novel processing. And a number of approaches have been used to deal with phenomena relating to context extension. My hypothesis is that context extension is a driving force for new grammatical meanings to arise. It is based on the interaction between speakers and hearers to define and redefine their common cognitive ground. Now, the context extension model has 4 stages. At the first stage, there is the original meaning, the source meaning. Then there is a new context arising, suggesting a new meaning, the bridging context. And then there is a switch context where the new context is incompatible in some way with the source meaning, and the source meaning is now backgrounded. And finally, there is the new meaning becomes independent of the old meaning. It is conventional. Now, in some recent research, the third stage, the switch stage, tends to be ignored, and I will also not highlight it very much. But basically, I think these 4 stages need to be distinguished in any process of meaning change in grammaticalization. Okay? Now, more recently, a British colleague, Maj-Britt Hansen, has come up with some more detailed research about a bridging context. And she claims that first, the role of bridging context is by no means restricted to semantic change in general, but also applies to change in lexical meaning. So it is something that should also be taken into account in work that is being discussed in the present conference, I think. Second, she argues that the new interpretation of an existing meaning is not necessarily intended by the speaker, but more likely by the hearer. This is now a very revolutionary idea, that it is not the speaker that introduces the new meanings, but it's more likely to be the hearer contributing this meaning. And the third is now fairly widely agreed upon, that it is not simply the frequency of use that is relevant in triggering a semantic change, but it is the salient or the at-issue function of an item that invites a new interpretation. And current research suggests that context extension is a highly complex interactive process, and it has been shaped especially by what has been called grounding, or what Nick Evans calls engagement, where the 2 parties involved in interaction
negotiate their common ground and find a solution in order to communicate successfully. And it is there where a new meaning changes need to be looked into. Now, let's take one particular kind of change that has been discussed in this work, and this is the shift I mentioned, the shift from human to inanimate meaning. At the core of grammaticalization, there is this semantic shift, which relies on semantic extension based on a unidirectional conceptual transfer. Grammatical concepts are generally more abstract and derived and relational. They tend to have no meaning in themselves, but rather they get their meaning from the conjunction with other words. And one of the most common types of semantic shift leading to grammaticalization is that from human to inanimate concept, whereby a slot within a sentence reserved for human participants is extended to inanimate participants. And this process has been described in terms of metaphorical transfer in the older literature, especially of the late 1990s. I will give you examples in a minute. Now, from the list of changes that we saw earlier, it is now, I'm restricted to this particular change in what I'm going to say now. Let us take an example from an East African language, Swahili, which is the national language of Tanzania and Kenya. And here you have a verb, kutaka, to want. Now, at stage one, this verb is a lexical item expressing volition. So if I say anataka kuja, then ataka has the meaning of volition. He wants to talk to you. Now, if you take a bridging context where a new meaning is invited, like in the second example, mzee anataka kuja, anataka kufa, then you know that people normally do not want to die. So if someone says he or she wants to die, then that implies that he or she is about to die. And so in such context, a new meaning emerges, which is normally called nowadays approximative aspect, meaning that is, be about to be on the verge of doing something. And in a third context, which is now the switch context, there is an inanimate agent, and here volition is no longer compatible with that idea. So virtually the only interpretation of the verb is one in terms of a grammatical meaning, that of approximating one. So mvua inataka kunyesha can only mean it is about to rain and not it wants to rain. To give you another case study, this time from German, dealing with the verb drohen, to threaten. Now, in the first example, Karl droht seinem Chef, ihn zu verklagen, you have the lexical meaning
of the verb threaten. And when you move then to the second instance of a bridging context, Karl droht den Zug zu verpassen, then you know nobody really wants to miss a train, so there must be another meaning implied, and this other meaning would be Karl is about to miss the train. That is once again an aspectual meaning. And finally, if you have inanimate subjects like a vase, the vase in the third example, then the only new meaning, the meaning arising is that of an aspectual approximative meaning. So we are dealing with two different meanings of one and the same item drawn, namely a lexical meaning. Somebody points out that they intend to do something that is undesirable to someone else, and a grammatical meaning, something undesirable is about to happen. And now B has also been described as an epistemic model on evidential, and it's best characterized as a model for approximative aspect. And our hypothesis in this case is that the change is from the lexical to the grammatical, and not the other way around. That is, the use of the lexical drohen was extended to a new context where the subject referent was inanimate, and in such context now a semantic property of standing for an agent was ruled out. So let's look at some diachronic data. If we look at the history of Germany, we find that around 1500, there was only lexical drohen. Then, shortly after that, between 1510 and 1650, there is a bridging context emerging with 23.5% of all usages. Then somewhat later in the 17th century, it is now a switch context that arises in connection with the use of drohen. And finally, after 1750, we have now instances of a fully conventionalized usage of the item drohen. What this means is our hypothesis of a unidirectional change from lexical via switch and bridging context to grammatical meaning is confirmed. And now let us look how language contact, which is one of the topics I noticed to be discussed in this conference, how this relates to language contact. And in fact, there is by now a substantial body of research suggesting that change in grammatical meaning is fairly frequently associated with language contact, a process that our group has described as grammatical or semantic replication, not borrowing, but replication, because it involves for a meaning and not meaning and form. And I'm going to continue with the example I had, namely the German example, drohen, and look at it in other European languages.
Now, where two kinds of changes can be distinguished, namely either contact-induced grammaticalization, the process I was talking about, and something that you may not be familiar with, namely polysemy copying. Now, this is a term that I cannot discuss here, and I'm restricted to grammaticalization. But if you have any questions, then we can discuss that in the subsequent discussion. Now, if you look at the languages of Europe, then you'll find that virtually all of them have undergone a process similar to that in German. For example, Portuguese has all stages of the process like German. Some languages have a weaker process, having gone only through two stages, namely we have here Russian and modern Greek. Sorry. Now you may wonder, does it really occur in Russian? Well, this is what our informants tell us, but we noticed that there is quite some difference between different speaker groups as to whether some grammatical meaning of the threatened verb is possible. So don't take this as to be the last word, and I invite you to look at that in your own way and in order to confirm or disconfirm these data. Now, how come that there is such a wide distribution of one and the same process in Europe? Now, if we look at the history of the languages in Europe, these are only a few examples, we find that the third stage, the lexical stage, one, occurs fairly early, followed by a stage two in French already in 1200, in other languages around the 15th or 16th century, and so on. So we find a process similar to the one that happened in German, also in other languages. The question then is, what sense should we make out of that? And here there is an interesting observation. Now we notice that the figures suggest that the process started apparently in French before it took place in other languages. And now Paris was in a culturally and intellectually privileged situation around the time between the 12th and the 15th century. So the hypothesis is that the process leading from lexical to grammatical threaten happened first in French, menacer, threaten, and gradually spreading to other parts of it. So this is a hypothesis that has some to it, but needs further support. Okay, to conclude then, the goal of the paper was to account for semantic shift as it is characteristic of grammaticalization processes. And the data, as you saw, somehow confirm the hypothesis proposed. Now, when semantic change of this kind happens, then the old meaning, as we saw, does not disappear, but rather coexists side by side with the new meaning. And furthermore, the shift involves the intermediate stage. Thank you. I'm ready in a minute. An immediate stage where there is ambiguity to the. So what you find is an overall evolution where you have a change from A to A plus B to
be. And what we frequently find in the synchronic state of the language concerned is a complex, contextually defined polysemy pattern of this kind, whose structure can be explained meaningfully only with reference to its diachronic evolution. So, thank you very much for your attention. Thanks a lot. You have left exactly 10 minutes for questions and discussion. Please, question, comments? Well, while people are thinking, let me ask a quick question myself. It's about Russian, which is my native language, and I think that this minus is in the table that you showed in one of your slides. They're not exactly wrong, but they might be reconsidered if you take into account a verb that is cognate with the verb that is the presently most common word meaning to threaten. Probably when the first translation of threaten that we think of is угрожать, but it's based on the simpler verb грозить, which sounds a little bit out of date now, but it's used in some context, including exactly the context that you were talking about. Mm-hmm. Well, thank you very much. That sounds interesting. I will note that, and I will try to work with people here. So I hope more research may come up at your end in order to falsify or verify the data in the way you just mentioned. Thank you very much. There is one question in the chat. Can you see it? Or I can read it if you like. In this chart, or which chart do you mean? The chat of Zoom. It's a function of the Zoom program. Probably at the bottom you have this chat icon. I have problems. Okay, I can read it for you. The question from Stepan Kalinin, he asked, could these threatened constructions be considered as a feature of standard average European languages? Yes, well, this is, of course, a hypothesis that you are very much familiar with, especially from the work of Martin Haspelmath. And yes, I would claim fairly strongly that this case of a threatened development is suggestive of a clear instance of a standard average European property. And I think there are many more of this kind if you look into other kinds of grammaticalization processes leading to semantic change. Okay, there is another question written in chat. Could you please cite an example of an intermediate stage of ambiguity? Does it concern syntactic ambiguity? Flatly speaking, no. No syntactic ambiguity. The only difference is between a semantic reading. Well, you have similar things in some European languages. If you say, well, take the threatened item. If you have a human participant, he threatens to do, then you are likely to interpret that in terms of the meaning of threaten. Whereas if you have an inanimate participant, then
that meaning is normally ruled out. So it is a purely semantic context, not a syntactic, according to what I see. Okay. Questions, comments? Pavel. Yes. Speaking of threaten, I was wondering if the grammatical form of the one that threatens is taken into account. That is to say, if the constructions with the patient in the in the nominative, or the experiencer in the dative. For instance, in Russian, ему грозит, ему угрожает, which literally stands for him, dative, threatens. And something similar could be found, for instance, in Old English with the impersonal, sumneme, well, literally me, dative, dreamt. So the impersonal form, I was wondering if the impersonal form plus dative is taken into account in this. Mm-hmm. Yes, thank you for this question, which is really an important question. And your answer is clearly yes. We have taken it into account, although if you look at all the context where the experiencer of threaten is not a subject referent, but an object or a dative experiencer, that can change things. Now, if you want to know more about that, we have a paper published on that, a paper that I cited in my talk. I'm glad to send you the paper where we have a little bit of more information, but nevertheless, more work is needed on how the syntactic pattern influences, can influence this semantic process. Thank you very much for the question. There is one more question in the chat. Ekaterina Vinogradova is asking, what do you mean by salience which influences grammaticalization? A good question. My straightforward answer is I cannot give you a straightforward answer. This is a big topic, discourse salience. There are a number of people who think that semantic change has centrally involved that people highlight in their talking, highlight certain aspects. These aspects are called salient aspects. And that it is this discourse prominence, the issue function of linguistic material that accounts for changes. Now, I cannot go much more into detail. Again, if you are interested in that, I can give you some of the recent discussion, which is still ongoing research, but it is important research, and so I would appreciate any further work in this direction. Okay, it's time to stop our discussion. Thank you very much both for your talk and for your answers. Let's thank Professor Heine one more time. Mm-hmm. Thank you very much for these interesting questions. Yeah, thanks for participating in the conference. Yeah. Okay, thank you. Now we proceed with the second paper in the session. It's a paper by Ekaterina Vladimirovna Rakhilina and Daria Ryzhova.
Высшая школа экономики. Yeah, I should announce it in English. This is the second paper. Ekaterina Rakhilina, Daria Ryzhova, Higher School of Economics. Patterns of colexification, verbal concepts. Again, the authors of this paper don't need any introduction because they've been working in the field, in the area we're interested in for a long time, and many of their studies are already familiar, so we look forward to this talk. Microphone. Thank you very much, and thank you very much for coming and for inviting. Nothing happens. So the first two preliminary remarks. We are not two. We represent the whole Moscow lexical typology group. And our talk is based on many years of experience gained through these groups' research and development. Our group is working on colexification and dyslexifications in terms of the famous article of Alexander Francois, when a given language uses a single word to encode two concepts. Doing typology, we work on comparatively small samples, up to 50. For typologies, it is considered small or middle. And looking for patterns of colexification and dyslexification, we study semantic fields, or in other terminology classes, concepts, domains, and so on, including verbs. And today we'll speak about verbs, but we also studied nouns and adverbs and adjectives for this sake. Verbs like the verbs of throwing, pushing, pulling, disappearing, and so on. And the data of lexical systems obtained during fieldwork with Shubni, Adik, Hunt, and so on and so forth. And here on this conference, there will be talks on both topics. Now, today, this is the second remark on the title. We would like to discuss more general issue, how to make a synthesis of facts provided by various teams about specific patterns of colexification, meaning what principle is the linguistic colexification of concepts built upon. And this requires big data, like clicks or SemShift, and recent ones like EverSem, and also smaller ones, which are going to be bigger. And this is an advertisement because there is a pilot database we are working on verbal colexifications, and there will be Dasha's talk with her co-authors soon on this conference. So big data allows us to see what can be colexified and gives a detailed picture from various lexicons, including exotic languages, and it is normally very fast and rich and massive, but this data requires reflection and further sense-making work. What does it mean? It means that for each case, we would like to know why the colexification occurs. Why? Based on what general principles? So based on what general principles the speakers of, for example, unrelated languages use one and the same linguistic unit for different entities, or different linguistic units for these entities. So why these entities are lexically combined or opposed? Sometimes we know why. And these are cases of metaphor. So if we look at clicks, we immediately recognize metaphors like follow, imitate, or obey. See, know,
and understand. These are metaphorical extensions. We know that. Why do we know? Why metaphors are evident? Because first, they are already deeply studied in many aspects, and then because of the semantic SemShift database, of course. So as for clicks, abstract concepts are not numerous there, because clicks privileges small languages, and normally small languages don't have many metaphors, and there is a big literature upon that. Now, in terms of our task, this is an advantage of clicks data, because we are interested in, well, less metaphors, more means that there are more other types of colexification in clicks, and which should be more difficult to classify, and we are interested in them. So in this talk, we are going to put metaphors aside, trying to structure the rest. And we'll speak about non-metaphorical colexifications. Now, we looked at clicks to see what types of colexifications, or what colexifications are seem to be predictable. Now, let's look from the other side. Which seem to be impossible. Something which is so surprising that one could like to check it. We are not able to check with native speakers many examples from less available languages clicks has. Though we have an intuition about what is possible and what is normally not. Perhaps some misprints, some lost diacritics, some homonymy. These are not colexification, but clicks allows homonymy. Look at the examples, kill and no. So several colexifications in clicks. This is clicks data. And fortunately, there is Besta data here, and we can look up it in the dictionary and see that they are homonyms. So one and the same word, but not related. Kill and hide, also very suspicious. And there is Archie data here, and we can look up at Kibrik's 1977 dictionary, and we see that these are two different verbs with different spelling. Now, gather and lie down, 3 colexifications, no available data, but very suspicious because you see they are one syllable, these are one syllable words. And well, maybe this is something wrong is here. Maybe we cannot check, but we understand that it is surprising. So no complaints about clicks. Clicks is great, and nobody even expects that there will be no misprints in big data. The question, we have another question. The question is how we linguists guess that these cases are really surprising. And the next step is how to teach our algorithms to show surprise. Now, let's go back to Moscow lexical typology approach and experience. So what do we know from our own research? We know that if concepts differ only by types of their participants, inanimate, artifacts, natural objects, space configuration of different types like containers, surfaces, and so on, we call these types topological type, for example, trajectors. Then, according to our data, we can expect colexification, but also dyslexification is possible and even frequent. What does it mean? Example, oscillation in Japanese. You see, these are different sub-events. They differ with their trajectory. And this trajectory determines the sub-situation, the parameters of sub-situation.
So it could be oscillation with the fixed top. It could be oscillation with a fixed bottom. It could be curtain in the wind. It could be potential oscillate type of motion. So old fence, it is stable, but if a storm comes, then it moves. It is moving. So, and what do we see? There is an opportunity for colexification of all these sub-events, and also for dyslexification. So there could be special lexical items for some sub-events. And the same for other fields or concepts or domains, call them, if you can call them differently. So we can formulate a sort of participle principle. Similar situations, which differ mostly in types of their participants, allow colexification. At the same time, a shift from one type of participant and from one type of trajectory to another can change the whole situation radically. And due to this, some languages have special, need special lexical, in some languages, special lexical item may be needed. Now, a very different case. Bisserman, which is Permic language, opposes two types of trajectories for crawling. Snake crawling of snakes on the one hand, and crawling of flies, for example. So crawling on one's belly and crawling on one's legs, extremities. Like this and like this. Crawling of snakes, worms, and so on is described as stretching, like a sweater. And crawling of flies, spiders, and little children, of course, is described as going. So at first glance, Besserman's story is the same as swimming and oscillation. Different types of participants, of trajectories, conceptualized as different situations, and dyslexification comes. And in some languages like Russian and English, the colexification occurs. We say ползти for both cases and English crawl for both cases. In fact, the case is very different. You see, oscillation, there are two opportunities, either one general verb for the whole field, and this is colexification within a concept or within a field, or specialized lexical items for individual subconcepts, dyslexification. So like this. This is oscillation and other situations with outward motion and other domains. As for Besserman crawling, the first point is just the same, because there could be, as in Russian and English, one general verb for the whole field. So colexification within a concept. But the second point is different. Colexification of each individual frame or sub-event with another concept. So this concept of crawling, as if this concept of crawling is split between the neighbors, some neighboring concepts. Now, why is it so? Because a certain part of the situation is shared. Stretching is part of belly-assisted crawling, and colexification occurs. Going is part of leg-assisted crawling, and
colexification, there is colexification between going and this type of calling. Now, what is shared here is a process of motion or manner, maybe too wide, but the main part of the situation is shared. And this main part of situation determines the lexification and colexification. Not only the central part of the situation, the final and initial stages can also form the basis of colexification. And here are examples, both from clicks and from data of Moscow Lexical Typology Group. So clicks is supported by our data also. Now, final stage of the situation. Key is a final stage, it could be considered a final stage of hiding. As if you hide something somewhere, and then this object is kept there, is there in a secret place. So 3 colexification in clicks, and this is this is not surprising, I should say. And then find as a final stage of looking for, very natural. You are looking for, and then you find. And so there are 15 colexification of find and look for in clicks. We don't recognize these languages. We cannot. Well, this list is very far, isn't available. All these languages for us. We cannot check them, but we have our own data, and it supports this colexification tool. So we have a book on finding and looking for, and an article which will be, which is nearly, which is in print. So now, what about initial stage of a colexification? In clicks, ask as a first stage of buy. So first you ask, then you buy. 4 colexifications. Crouch as a first stage of sit. You first use crouch, then you sit. 18 colexifications for crouch and sit. Now, Moscow Lexical Typology data. Shugni, East Iranian, Pamir. Pour as a first stage of mixing. Слышно? Да? А так? There will be a special talk on colexification of mixed word on this conference, so you can you will know more from it. But of course, you add some liquid first, and then you mix. And this is the reason for colexification of these 2 situations. Initial stage and the whole situation. Now, if it is so, then we expect that if we have a process with initial stage, central stage, and resultative stage, we will come across different types of colexifications relevant for each stage. And our example is falling. So falling is a process. It has an initial stage when the object is attached to some surface. Then it has intermediate stage, reflecting a manner of falling. So when it is moving from one point to another, and the final stage, a result. And here the result, here is the result. It is on the lower surface. So initial, the type of colexification for initial state is presented by jumping, coming out, gliding between, and
well, this is the core. That intermediate stage is presented by flying, which is quite natural. У меня слетела шляпа. And also turning, turn back, rotate, which is more surprising. Now, final stage, hit, break into pieces, sometimes lie. Here are some examples. I should mention that there are several types of trajectories for falling, and this is natural. We have seen that for oscillation and motion and other cases. And they privilege or highlight different types of colexification, either initial or central or the resultative. So the detachment as falling, for example, a wheel is detached and we say отвалилось колесо, so as if it fell down. And also, for example, a nail from the wall, or a rope which was on this nail also detached from the wall. Now, colexification with jumping, like соскочить, Russian соскочить, отскочить, flying, like слететь, gliding, like соскользнуть, coming out in other languages, non-instrumental separation, like tearing, decausative, сорваться, оторваться, and so on. And there could be more general detachment, but this is the idea. Intermediate stage, I mentioned, not surprising, flying, but here is turning. So turn back or rotate, in Russian, перевернуться, and many other languages, and also a distribution of meanings in closely related languages like moksha and darsa. The same word for falling to be overturned and spin circle. So you see, the basis for colexification is here, is presented, and it works. Now, what about final stage, which is privileged by the central, the core frame of falling from the surface above, falling from above, like a cup from the table. So hitting in Rutu, Shugni, Karata, these are Dagestanian languages and Shugni is Pamir languages. And you see, this is very often when falling is colexification, colexified with hitting. Now, another example of colexification between concepts. That was the example of a process. And here we'll take, there will be a case of disappear, and the data will be field data from Shugni. The system of Shugni is the following. It has a dominant verb, bido, and a number of specific verbs representing different types of colexification, and we'll look at them. Well, what is interesting about disappearance? Disappear is a momentary event that does not typically transform into process. So there are no clearly distinguishable stages. And the question is, how does colexification arise in these circumstances? There is an article accepted. Shugni data shows us that there are two types of processes with a momentary component which can cause disappearance. The first is motion from the speaker or observer. So the object becomes invisible, 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 and disappears. And the second is destruction. The object is distracted and it ceases to exist, so disappears. There will be a talk of Pavel Albitsky and Imgul Kaskenova on this conference today.
about Turkic subjects on disappearance. Now, let's consider these cases in turn. So first, motion. Verbs of motion from the speaker to observer. There are at least three in Shugni. Sito, go, and get lost, about missing things. You miss your cell phone. Tido, flow, go, disappear from the sight. For example, a train or somebody disappearing from a moving object. And fade, about colors also. Now, zibido, jumping, which is applied to hiding of a human behind the door, or passing, about hunger, disappearing of hunger. And also a very nice idiomatic description of the sunset, zari zibid, meaning that the rays of sun, as if they were attached to the mountains, they are detached and they disappear. The sunlight disappears. No mountains here, of course, you see, zari zibid, but this is the same thing. Now, the second case is destruction and non-existence. Destruction due to fire, burning, simple word and complex word. And the first is used for about, for example, unused ticket. And the second is used to denote get lost and perish. Now, breaking, about desire or zeal, being paired, about lost health. Also damage, complex work, damage plus sito, go. Wasted, about money. Again, disappearance. And the situation is that we have destruction and then disappearance at the end, at the result. But the direction could be the opposite, what is interesting. And you see, there is bido, disappear. You remember this is the general verb for disappearance in Shugni. And this bido is used for dying. Bido as a euphemism. So one can say he passed away this evening as he disappeared this evening. Nowadays, it is possible only for small children, but nevertheless, and SemShift supports us because there are 9 realizations of colexification of disappear and die in SemShift. Now, the most interesting case, which is post-state. So we have studied different types of colexification. We saw initial part of the process, central and the resultative. But here with disappearance, we have another type, post-state. Shugni has a verb, complex verb auf sito. The second part is go, and the first type is interjection. What a pity, alas, something like that. And meaning that the speaker's feeling about this, about the result, is frustration. It's a pity that everything is lost, something like that. And it is used as an ordinary verb of disappearance in Shugni. So to waste, to be wasted about things. Even now, Shugni is not is spoken not very widely by native speakers of new generation. It is used. So if we look at the picture corresponding to the picture of the process illustrated by falling, you see that there is a momentary event, a point, and this is disappearance, and it is colexified with either with the preceding process, like go, flow, burn, break, be damaged, or
for state like frustrating emotions. And now we come to conclusion. Come to conclusion. Еще немножко. What we saw, what have we seen? We saw part-whole relation. Stages of the event come to denote the whole event, and this is metonymy, of course. So metonymy principle as a basis for colexification. Two verbal concepts can colexify if one of them is a stage or sub-event of the other. The principle of metonymy operates, which is important for us, both within the field as an oscillation or aquamotion, and between different fields, as in Besserman, or with falling, or with disappearance. So between the neighboring concepts. Note that as well, it is well known that metonymy, unlike metaphor, is not necessarily unidirectional. So there are shifts from part to whole and to whole to part. Well, these classical words do not interpret metonymy in the sense we have discussed now. But nevertheless, the idea is very relevant for us because we also come across the opposite direction. And as we have seen, one of the powerful triggers to change the direction is euphemizing. So normally we have depart and disappear. So events in order, but also possible in Russian, исчезни means disappear. So we use исчезни instead of go away, disappear instead of go away. And the same in Shogni, just the same, disappear instead of die. So two important underlying principles of colexifications, cognitively relevant, metaphor and metonymy. Unlike metaphor, metonymy is understudied and underestimated. Yet it is metonymy that provides the connection of different concepts. The connection of different concepts is understood very poorly so far. And it is metonymy which provides a semantic continuity in general, and semantics is continuous. And that's all. Thank you very much. We have very well organized speakers. They systematically leave time for discussion. So please, questions. Thank you. I have a question about the patterns of colexification for соскользнуть, оторваться, and this verbs of falling. Potentially, I think we can have two scenarios of analyzing these patterns. The first one is that the verb оторваться, for example, has two lexical meanings, among others. Well, the first scenario is this verb can have two lexical meanings. The first one fall, the second one, the first one detach, the second one is fall. And the second way of analysis is that the situation is not represented as falling. It is represented as detachment. It is viewed from another domain. And then we have some kind of implicature that falling occurred, but not on the level of the lexical meaning, but on the level of the whole construction of the whole situation. So the question is, what kind of argumentation can we provide to choose between these two options? I think that it doesn't contradict with the idea of colexification and colexification due to stages. So we can, of course, this problem
comes up with all types of colexification, with all the cases of colexification. You see, so you every time you come across colexification, you can look at it from different directions, from this semantic field or concept, or from that. So this is the general problem, but it doesn't prevent this story about colexification due to metonymy of stages, to my mind. Thank you very much. Did I get it right? Speaking about the metonymy and the stages, that the colexification you've cited, heating and falling, which differ much in agentivity, I would say, but they are colexified based on the stages, because heating implies that something will fall, more or less. Is this the basis for this colexification? No, you've mentioned heating and falling. Heating. Yes, if I've Heating. yeah. Because when you imagine it is a stone coming to your and it hits to your the ground. hand. Yes. This So one. this Okay. is a result. Okay. Thank you. Yeah. The result, and it is just or keys throwing which come from your pocket and hit the floor. I've looked at it from the different parts. Okay, thank you. Hitting the result of the result. So this is what I forgot to say, that we checked clicks for this hypothesis, the main concepts, and it works. So more than 100 concepts with a huge amount of colexification, not less than 3 or 2, and it works well as far as we can check, of course. No questions? Так, если еще... Да, пожалуйста. Could you tell more about the metonymy as connection of different concepts? Other example, because usually metonymy should have some ground if two parts of something or part and whole is connected. If there are different concepts, so could you give a more example of it? Yes, this is a very good question. Thank you very much. Because normally metonymy, and it is written in those articles which I have already cited, that metaphor is a process, is something cognitive which combines two different domains. Whereas metonymy works within a domain. But again, metonymy was interpreted in a different way. That was metonymy based on mostly on participants. Стакан воды и вода в стакане, like this. What we are speaking about is, again, part-whole relation, but part-whole relation on the level of a situation. And then if you speak about situational and situational wholes, then we come across the situational, sharing of some semantic component, and then it overcomes the circle of one and the same the circle of this very event. So it would be combined with the neighboring. Okay. We are almost out of time, but I'm instructed by Anna Зализняк to
to let two participants in Zoom to ask their questions very quickly. Professor Heine, am I right that you raised your hand at some point? Yes, that is right. Please, quick question and quick answer. Okay, very quick question. Metonymy, yes, that is very important, and you're right, you should deserve more attention. My quick question is a different one. You were mentioning something like small languages prefer metaphors, if I understood that correctly. Can you briefly elaborate on that? Unfortunately, the sound wasn't very good. So maybe you write your question in the chat or ask it later. Okay. I'm sorry. Okay. Like to answer and to discuss this question with you very much, but I can't hear you. And the last question, Alex Francois, please. Yes, привет, большое спасибо. Thank you very much, Katya, for your talk, which I enjoyed very much. And can you hear me? Hello? Yeah, one moment. We'll raise the level of the sound. Go. Yeah. So Can you please, hear me? Bernard, could you write your question? It's Francois. Yeah, I understand, but Francois is Okay, you cannot hear me. I'll write the question. Okay, it's better now. Please go ahead. Oh, it's a long. Okay, I'll try to write. Yeah. Both of our Zoom participants will write their questions, so you can reply a bit later. Thank you very much. So, Alexander, thank you very much for your attention to my talk. And thank you very much, both discuss it speakers, later. Ekaterina Vladimirovna and Daria. And we have to stick to the timing, and now we proceed with the next paper in this session. Thanasis Georgakopoulos of the Thessaloniki University. His work is very well known in this field we're talking about. So please, the microphone is yours. Hi, everyone. You can see your slides. Can you see my slides? Yeah, can you speak up a little bit? I think that's the best I can do. It's just a second. Can you hear me now? My volume is in 100%, so I cannot do anything else. Okay, now it's fine. Yeah. It's fine. Okay. So hi, everyone. Thank you for the invitation. I would have loved to be there. It's an honor to be around you. So my talk, my title is Graph-theoretical techniques and networks for representing typological universals and semantic change. Let me first mention that where my talk is situated within the topics of the conference. So I would say that more or less it fits in this box formal methods of representing semantic shifts, graph network semantic maps databases. But of course, I will touch upon several issues. So you can see here that I have colored many areas, topic areas. I won't go into details into many of them, but you can see the picture here. We'll start with some introductory remarks defining semantic maps, because my talk will revolve around this concept. And I will also discuss the notion of relatedness, distinguishing between polysemy and co-expression. Then I will look at the basic principles of semantic maps. In fact,
the semantic map connectivity hypothesis and the economy principle. And I will also distinguish between semantic maps and colexification networks. Then I will discuss the scope of the semantic maps method, emphasizing its versatility and potential for cross-linguistic research and diachronic analysis. And so the core of the talk will focus on the protocol for constructing a lexical diachronic semantic map, in particular in the domain of time. This protocol includes two parts. The first one has to do with the building of a synchronic map, and the second one is an expansion of the synchronic map. Will include the diachronic dimension, and I will finish with some concluding remarks and future directions. So let us start with the definition of a semantic map, which is a technique designed to represent sound meaning correspondences, connecting language-specific formal categories, namely markers, to semantic categories, namely uses. The essential idea is that multiple uses of marker are related in a systematic and universal way. And here you can see a textbook example of a semantic map, which was published by Hasselmann in 1997. This is a map of indefinite functions pronouns, where you have the several functions, which also have numbers here, which are connected via connecting lines, technically called edges. And then you have markers which map onto this map. For example, take somebody in English. In one, somebody called you while you were away. Guess who? This is a specific known function. I had somebody, but I couldn't tell you who. This is a specific unknown. Please ask somebody else. This is irreal, is not specific. And if you see somebody, tell me immediately. This is conditional. What is important here is that English would likely not employ the same strategy, that is the pronoun some, if these functions were not in some way related. So naturally, the relatedness between and among meanings brings to mind the concept of polysemy, okay, which is a phenomenon in which a word has two or more related senses. An example here with the word glass. I broke a glass. Here the meaning is material. I feel the glass. The meaning is the contents of the container. Importantly, sense distinctions are attributed to speakers' mental representations in some frameworks, and in some cognitive approaches, certain criteria are applied to distinguish between distinct senses and context-dependent usages. Now, a popular visualization format for mean variation structures is the radial network. Such a network, in such a network, we see a prototypical meaning from which other senses are derived. So here, this is the black dot is the prototypical meaning, and the arrow shows derivation of a sense from another sense, not directionality, because this is not a diachronic map. This semiological approach is mainly adopted, and such networks are designed to have language-specific validity, but of course, they rely on established principles of language processing. Now, let's shift to the cross-linguistic level and explore the cross-linguistic counterpart of polysemy, that is co-expression. And co-expression is defined as follows: the relation between a linguistic form in a given language and several functions that are expressed by different forms in some other language. So this is a covered term which includes colexification. Katja and Dasha mentioned this term coined by Alex Francois. And it also includes co-grammification, which is a co-expression of two grammatical meanings rather than lexical meanings. So importantly, sense distinctions in co-expression are based upon the empirical observation of contrast between languages. And here, let's see the verb go in English, and the first meaning that one sees in the Cambridge Dictionary, which is to travel or move to another place. And the question that arises is whether we should distinguish between going on foot and going by vehicle. So you have two meanings here. We went to the house. This could be going on foot and going by vehicle. We don't know. So should we distinguish between these two nuances?
And the answer is yes. This is because German now dyslexifies these two concepts, these two meanings, going on foot and go by vehicle. They use, in German, we use different words, gehen for going on foot and fahren for going by vehicle. So we would say that go, the English now go, co-expresses, colexifies, go on foot and go by vehicle. So turning to the visualization of co-expression, there is a long tradition in linguistic typology of using diagrams to representing co-expression patterns. So here you can see this diagram, co-expression diagrams consist of two categories, graph structure representations and Euclidean space representations, which are analyzed with multivariate statistical techniques. And the graph structure representations consist of two types, classical semantic maps and co-expression networks. And both have a lexical and a grammatical component or a dimension, let's say. So we have lexical classical semantic maps, grammatical semantic maps, co-grammification networks, and colexification networks. Now, such networks do not require the identification of a prototypical sense, as was the case with polysemy networks. One may choose, of course, a single meaning as a pivot, as Francois does in his paper on breathe. And in these networks, we normally combine the onomasiological and the semasiological perspective. The onomasiological one is more prevalent than the semasiological, but both dimensions, both approaches coexist. And these, of course, are based on cross-linguistic evidence and designed to have cross-linguistic validity. So this will be my focus. So I will focus on the classical semantic maps. And these are graphs. And for this reason, we also use the terms node for meanings and edges for a relationship between the meanings. A specific known is a node, and the connecting line is the edge connecting specific known and specific unknown in this particular case. So this is a graph now. There are alternate terms for graph-based maps, implication maps, first-generation maps, connectivity maps, and others. So now let's move to the basic principles in the classical semantic maps tradition. I will explain first the semantic map connectivity hypothesis, and I will resort to a hypothetical scenario where we have four languages, X, Y, Z, and X prime, and forms like a, and do, k, l, supu. These are the different forms. And so we have three meanings, tree, firewood, and fire. And one here indicates that the form for example, has the meaning tree, and 0 means that the form does not have the meaning, so do does not mean tree. Now, given these three senses, and given the fact that do expresses firewood and fire, what does the semantic map connectivity hypothesis states? That we should connect these two meanings. So if two meanings are expressed by one language form, do in this case, in at least one language, the corresponding meanings should appear connected. Same with ka expresses tree and firewood. These senses should appear connected. Now means tree, firewood, and fire. All meanings appear connected. And let's now see the full version of the semantic map connectivity hypothesis as was illustrated by Croft. Any relevant language-specific and construction-specific category should map onto a connected region in conceptual space. For example, maps onto tree, firewood, and fire, do maps onto firewood and fire, and so on. For tu, su, and pu, this is easy. No colexification there. They just have one meaning. Now, given this data set, we should not add an edge between tree and fire. Why? Because tree, whenever we have firewood here, whenever we have tree and fire, we also have firewood. So there's no need to add
an edge, a connecting line between these two senses. This adheres to the economy principle, which goes as follows: two meanings are connected by an edge if and only if they are not already part of a subgraph of meanings expressed by a single polysemic item in a given language of the sample. All right. And so tree and fire should not be connected by an edge because they are already part of a connected region. And the goal is to find the minimum number of edges between the nodes such that each pattern of co-expression will pick out a connected region of the graph. And now the decision to add or remove an edge reflects a choice between employing a semantic map or a colexification network. Here you see a classical semantic map on the left here, and a colexification network on the right. This is based on a data set. This is just for illustration, right, to exemplify the differences. This is based on Van Off's data set on mainly on African languages in the domain of perception and cognition. And here you have the languages, the forms, this column, and here horizontally you see the meanings. And given this data set, this is just a snapshot, we end up having these forms. So with the same data set, we can create different maps, different networks. And this classical semantic map differs from a colexification network. So we don't know, for example, here whether a form expresses learn and see, you see, but we do know that if a form expresses see and learn, it will necessarily express know. Such an implication is not possible to infer from a colexification network. So this is one of the differences. As you may see, the classical map is also more economic, right? By the way, you could also manipulate the thickness of the edge to take the frequency of attestation of colexification patterns a la clicks, right? So this now is a weighted colexification network, and this on the right is a weighted classical semantic map. All right, let's now turn to the scope of the semantic maps method. The areas covered in the studies employing the model are impressively wide, but they primarily focus on the grammatical domain. So from starting from Alex Francois' paper on a breathe, we have a so-called lexical turn where more and more studies on the lexical domain appeared. There are a few studies in the grammatical domain dealing with the diachrony, and there are even fewer studies that work in diachrony but at the lexical level. And now here there is a study that published in the Journal of Historical Linguistics. It's a joint paper with Stéphane Paulis, of course, again, Francois' paper on lexical tectonics, and there's another paper by Johannes Della on causal inference of diachronic semantic maps. Inferred from cross-linguistic data. So today I will show you how we deal with diachronic data at the lexical domain. I will present a protocol to construct a lexical diachronic semantic map. As I've said, this protocol includes two steps, one synchronic and one diachronic. In the first step, in the synchronic one, we choose the concepts. We then identify cross-linguistic co-expression patterns. We convert the co-expression patterns into a lexical matrix. We then plot a weighted semantic map, a map that includes a frequency for attestation. We then remove infrequent co-expression patterns because that's an important step in order to conduct the diachronic analysis. But this is not a necessary one, though. And as for the diachronic part, we first select languages with diachronic data. We could also rely here on databases like the database of semantic shifts, by the way.
We then try to ensure comparability, and we add the diachronic information, and the last part being the visualization of the result. I will guide you through this process now. First, we chose the concepts for the purpose of universality and stability. We chose the entries for time-related concepts in the shortest 200-word list. The three concepts that belong to this domain, to the domain of time, are the concepts day, night, and year. Then we wanted to identify cross-linguistic expression patterns. Here, back then, we relied on the second version of CLIX, which at the time included 2,487 concepts. And the number of concepts linked to our three concepts, the shortest list concepts, is 30. And here now you can see these concepts. You see that these numbers on the right amount to 30. We have our three initial concepts, day, night, year, and the related concepts in CLIX, like clock, heaven, hour, season, and so on. One may want to visualize the result using the interface of CLIX to see the colexification network. For example, here we see the cluster day and not night in CLIX, which includes all these 11 concepts that you see here in the table. And next, we gathered all the data. We downloaded all the data from CLIX, and all the colexification patterns are tested for these 30 concepts. Were gathered from the CLIX source files. The total number of forms is almost 21,000 words, and out of these, 2,800 items express more than one meanings, and this is what we keep. So this is how the data looked like in this table. When you download the data, you're going to see from the table that air and weather, for example, are colexified in central Thai. The next step is to convert the co-expression patterns into a lexical matrix. So we converted this table into this matrix where you have languages on the left, forms in the column after this, next to it. So constraint name is a lexical item here. And then we have the meanings, meaning 1, meaning 2, meaning 3, meaning 4, and many, many meanings, as you may imagine. This makes our lives easier because you can add data later if you want to add languages, for example. And we then use the algorithm of Anglin and colleagues, which was implemented by Regia and colleagues in their 2013 paper, to construct the semantic map. So this now semantic map was plotted automatically. And this is a map of weight +2, which means that we have filtered out colexification patterns that were attested just once, which excludes cases of homonymy, which may exclude cases of homonymy. Of course, there might be some polyphony patterns there as well. And here we see that there are 430 edges which are supported by colexification patterns occurring in more than one language variety. The colors indicate communities. So we use modularity analysis in the software Gephi to which clusters meanings nodes into groups. These meanings here, for example, are clusters around the concept a year. And in the next step, we removed infrequent polyphony patterns. And we focused on this particular area. We are trying to limit a bit the domain of investigation, because this would be then easier to use in the diachronic analysis.
And we ended up having this final semantic map of weights 12. So colexification patterns that are tested in more than 12 cases, languages, linguistic varieties. And these were the concepts with which we worked. And we can now proceed to the diachronic part of the investigation. The next step involved selecting the languages with diachronic data. We relied on ancient Greek and ancient Egyptian. We used corpora and several lexical resources, dictionaries, which might be etymological or not etymological. And in both languages, we divided the diachronic stages into 3 stages, right? Now, the next step was to ensure comparability. This is why we used specific definitions for the 18 concepts that were in the final map. We used definitions provided by the Concepticon, and importantly, clicks is one of the lists included in the Concepticon, and since we relied on clicks, that was important. And in this resource in the Concepticon, the concept sets are given a unique definition. Take, for example, the concept age, which is defined as the period of time that a person, animal, or plant has lived or is expected to live, and so on. So in some cases, we adjusted definition because it didn't fit to the cultural, the world knowledge of the time, right? So sun was defined as the star that's the source of light and heat for the Earth, rather than the particular star, the center of our solar system, and so on. Then we proceeded onomasiologically. That is, for the particular concept, we picked the lexical elements that express this concept. And here you can see some of the examples. Helikia, for example, is the word for age. Emar is the word for day in ancient Greek. After that, the next step was the semantological one, in which we list the different meanings of the words identified. You see that we have 3 different diachronic stages for each language: Early Egyptian, Late Egyptian, Coptic for Egyptian, Homeric Greek, Classical Greek, Hellenistic Roman for Greek. And now, the final step, the pre-final step, was to add the diachronic information. 2 conditions here. Historical priority was the necessary condition, but was not the sufficient one. Additionally, we wanted to see that there was a clear semantic motivation between the senses in order to add the directionality. And this is now the final table with the directionalities of change that we identified. You see here that metonymy prevails. So in a way, we see an upgraded role of metonymy as was expected by Katya's talk before, right? And here, the green one, it means that I have added some languages based on the catalog of semantic shifts. Here, we use the Cytoscape software in order to visualize the result. And this is now the final map. There are several conventions here used. I will try to explain them, and I will show you a few examples that can map onto this semantic map. We call this map a mixed multigraph because it includes several types of edges and arrows and different conventions, different annotations. It's not that we have an undirected graph or simply a directed graph. It's a mixed graph. Now we represent metonymy
by using this dashed line here. We represent metaphor by using a vertical slash line as the connection between springtime and youth. Synchronic colexification, the convention is the solid white line. For diachronic colexification, we use a gray color. Directionality, there are two options here: attested connection. Okay? Then we use the delta-shaped arrow as between springtime and summer. For reconstructed connection, we use the diamond-shaped arrow as the connection between year and season. And then there's another convention we use. We manipulate the transparency of the edge, and for loose diachronic colexification, I will explain this later, we use low transparency, and for strict diachronic colexification, high, as between day and time here, and it compared this to moon and day with a low transparency. Note that the notion of diachronic colexification is a bit different than the notion employed by De Hoek and Talley, the dialexification, so a term introduced by Francois. I guess we will hear more about this tomorrow. This is the paper that explains dialexification. All right. So let's see a few examples. A connection between summer and harvest. This is a metonymy. What's a metonymy? A particular period linked to a salient activity associated with a period. From summer to harvest, we use dashed line because this is metonymy, a gray color because this is diachronic colexification, this is an attested connection, and the transparency is high. Let's see the examples. From summer to harvest here, okay, the Greek word is theros. In Homer, theros means summer, and in classical Greek, it means harvest. So that's an extension here. Same extension in ancient Egyptian. See here, then his father said he did all that he had said, and consequently the sky was calm, summer days occurring in the winter season. In Old Kingdom, that's the word for summer, and the same word in Middle Kingdom means harvest. Now, we have a metaphorical extension from springtime to youth. This metaphor actually is a structural metaphor of Greek mythology. For this metaphor, we use the vertical slash line, as you may see here. Now, an example for season. You can see for the word hora, hosate hula kai antea gignetai hore. This is the word season now. At the same period, hora can refer to spring. And from springtime, we get the meaning youth, right? Ean kale kai hore, okay, the goddess means that someone surpasses in beauty and in youthful charm, right? Now, interestingly, the opposite pattern is attested in derivation. Take the example here from the database of semantic shifts. This is from Tamil. But this is a partial colexification, so I just cite this here for the sake of completion. Now, I'll skip this. All right, we have metonymy from sun to day. In ancient Egyptian, the extension is limited to a specific constructional environment. What's that? And that's why we have now the low transparency edge from sun to day, right? You see, because this extension is not a conventionalized, leads to not to a conventionalized sense. It appears in a specific construction. Take this one here. The lexeme for sun is ra, and when used with the quantifier nub in the temporal expression ra nub, literally every sun, we get the meaning every day. So it's not a conventionalized day meaning. Another metonymy, month, all right? Here, let's see the examples. The relevant form is Selene, the moon, right? Showed no light from heaven, Ude Selene Uranothen, proof Heine, all right?
And in classical Greek, we have an extension of this word to moon. And let there be no sound of or flute or lyre in the city for 12 full months. It does not mean here moon, it refers to month. And cases now categorize anthropolysemy in the database of semantic shifts in language of the world could be further refined and reclassified as instances of semantic evolution in light of new diachronic data. By the way, here there might be a typo, so it's from moon to month in poetic usages indeed. We can enrich the map with additional directionalities, right? Then we can use the data from the database of semantic shifts, and we can have an extension here from moon to Monday. That's a metonymy, once again, based on the data from Catalan. So Luna dies extends to dilun in Catalan. So that's metonymy. Now, to conclude, I hope that I showed that this is a study that contributes to the field of diachronic lexical semantics. It brings together research on semantic maps and meaning chains with a focus on the lexicon and diachrony. We provide a protocol for plotting diachronic semantic maps of any lexical semantic field, not just limited to the temporal domain. Importantly, the output of diachronic investigations can be assessed against the background of big typological data about synchronic meaning association. This protocol does not ignore synchrony. It relies on typological evidence, which means that the resulting graphs are not language-specific polysemy patterns, polysemy networks. Network visualizations are more than just a convenient display method. I hope that I showed this. They function as a powerful and instrumental tool for conducting semantic analysis in a substantive and meaningful way. Now, as a future direction, right, I will quote here Hasselmat's passage from his 2003 paper. He says that the functions we want to map are not necessarily differentiated only semantically, so sometimes the syntactic context must also be taken into account. And the question is, what is the shape of this information? One possible answer is that it takes the form of lexical constructions, because some details are inalienably linked to the senses, so they are important part of the senses. And how one can deal with it. And here I will just finish with this suggestion. This is just work in progress now. We suggest that we can have a node here. So all these four circles are nodes, are like the meanings we have in the semantic map. But these are enriched with more information. We have several layers, 3 layers. The meaning layer, here, like go somewhere, a layer specifying the morphosyntactic features of the construction. You see, these are now they're layers with morphosyntactic features, and a layer that contains information about the lexemes, and that's the one here. So here, this is a tentative constructional map of go somewhere verbs based on 3 verbs in 2 languages. Okay, that's very tentative, right? But I think that this is a direction we could go from this point on. And with this, I will thank you. Thank you very much. Thank you very much. I think we have time for one quick question. Pavel, please. Thank you so much for your presentation. The question is, well, I've got a question on metonymy, well, the case of harvest to autumn metonymy, and on how to represent graphically, well, the case of the English harvest, because, well, originally in Germanic languages, it meant harvest, then it turned into autumn. See, for instance, the German Herbst, the Dutch Herbst, the Afrikaans Herbst. But then, well, in modern English, we've got it as harvest again. So is it the radial polysemy where the metonymic part is erased, or is it a chain of 2 different metonymies, like
harvest into autumn, like in Old English and Middle English, harvest, and then again, autumn into harvest. See, modern English harvest. Yeah, thank you very much for this question. Very interesting. I would say that from a representational point of view, that would not be difficult because in a way you have bidirectionality. So you could include two arrows going to both directions. And that's not a problem for metonymies because metonymies are by definition bidirectional. So it's not that you can simply go only for summer to harvest and not from harvest to summer. And that in your case, you say that in English we go from harvest to autumn, so that's the primary, the prototypical meaning. So that won't be a problem. It would be a problem if this were a metaphor, and then you should have claimed that there is bidirectionality there, although we assume that in metaphors bidirectionalities are excluded. I hope that this answers your question. Thank you. Thank you very much. We had a very rich session and I think a very nice start for the whole conference. Thanks a lot to all the speakers and the audience. And now we have a short break. Thank you very much once again. Thank you. Thank you very much. Уважаемые коллеги, наверное, я скажу пару слов сначала на английском языке, а доклад буду делать на русском. Dear international colleagues, I will speak in Russian, but those who don't understand Russian can still see my main points in the slides, I think, because I have fairly detailed slides for this talk. Итак, название Эдвард Сепир «Семантические переходы как ключ к реконструкции древних миграций». Но мой доклад почти полностью посвящен пересказу одной статьи Сепира, которую я переводил на русский язык более 30 лет назад. То есть это доклад такой о хорошо забытом старом. На этом слайде вы видите, как выглядел Сепир, замечательный лингвист 20 века. Ну и здесь есть в том числе обложка книги переводов Сепира, в которой была на русском языке опубликована статья, о которой будет идти речь. Научная биография Сепира интересна в том смысле, что в свои молодые годы он выступал во многом как теоретик, в том числе автор знаменитой книги «Язык». Она вышла, когда ему было не так много лет, 37. Но к концу своей жизни, короткой достаточно жизни, он практически полностью переключился с таких общетеоретических на вопросов на конкретные языки, конкретный анализ отдельных частных языковых фактов. Может быть, не очень обычная такая эволюция. Занимался он больше всего языками североамериканских индейцев. И одна из его излюбленных языковых семей это была атабаскская языковая семья. И в частности, в особенности язык этой семьи, язык навахо. На этой карте видно распространение атабаскских языков или ДН, языков, как их тоже называют, в Северной Америке. Это большая семья западной части этого континента. Ну и есть такие три основные ареала, где распространены атабаскские языки. Северный ареал, такое большое пятно на этой карте на северо-западе Северной Америки. Далее есть южная группа, или апачская, иначе называется. Ну, еще есть несколько языков на Тихоокеанском побережье. И в основном мы будем говорить о языках южной группы, апачской. Как и для любой большой семьи, есть вопрос о том, откуда она происходит, где она зародилась территориально.
Ну, например, известно, какую роль эта тема имеет в индоевропеистике, как много было разных работ, исследований, пытающихся понять, откуда эти языки распространялись, по каким путям. Ну и атабасская семья тоже серьезная, большая семья, для этого вопрос имеет значение. Конкретно интересен вопрос о том, где на севере или на юге находится прародина этой семьи. Вот есть два таких больших ареала, северный и южный. Ну и можно предположить, что южные языки, так сказать, мигрировали сюда с севера, но теоретически можно предположить и обратное. Собственно говоря, почему бы нет? Почему бы с юга не продвинуться на север? Ну, в целом, гипотеза заселения этого ареала, так называемый юго-запада Соединенных Штатов нынешнего, с севера, она лучше укладывается в общую схему заселения Америки. Общепризнано на данный момент, что Америка заселялась через так называемую Берингию из северо-восточной Азии дальше на Аляску и дальше по разным частям Северной Америки и так далее. Ну и в этом смысле вот это предполагаемое возможное движение атабаскских языков с севера на юг, оно укладывается в эту общую схему распространения народов и соответствующих языков по территории Америки. Но, с другой стороны, нельзя исключить и обратное. Вот здесь, прямо вот здесь вот, в этом зале, на этой трибуне 2 дня назад была защита Нинели Малышевой, которая изучает якутский язык и лексику этого языка. И в частности, я взял из ее презентации вот эту карту, на которой видно, как якутский язык распространялся с юга на север. И современная территория распространения этого языка является таким северным ответвлением тюркской территории, совершенно, так сказать, уже удаленным от других тюркских языков. И здесь вот приводится цитата из этой работы: «Семантические изменения в сторону более северного биоценоза». То есть распространение на север, в принципе, тоже возможно. Ну, есть еще такой критерий, как степень разнообразия. Обычно он используется при обсуждении прародины. Скорее всего, прародина там, где больше языковое разнообразие. Но и в данном случае в отношении атабасских языков оно явно больше на севере. Южные языки все похожи, они образуют одну группу, а северные, в общем-то, нет. И в этом смысле гипотеза движения с севера на юг кажется более реальной. Ну, а Сепир подошел к этой теме в статье, которая была опубликована в 1936 году, и которая называлась в русском переводе «Некоторые внутриязыковые свидетельства северного происхождения индейцев Навахо». В этой статье он проанализировал 4 слова, ну или, может быть, группы слов, которые указывают, что предки современных индейцев Навахо мигрировали с севера. Это слова, которые обозначают бутылочную тыкву, также лежащие на земле семена, кукуруза и бессонница. Ну, я остановлюсь вот на тех 2 примерах, которые здесь выделены желтым цветом, относительно подробно, а о других только очень кратко скажу в конце. Просто по времени иначе не уложусь. Бутылочная тыква. Ну, это одна из сельскохозяйственных культур, которая распространена на юго-западе нынешних Соединенных Штатов, то есть территория Навахо и других апачей, южных, простите, атабасков. Ну и, как пишет Сапир, это слово, которое звучит в Навахо как «аде», значит также еще несколько вещей, в том числе черпак, ложка, рог
кого-то, какого-то животного. Ну и далее производится в этой работе анализ родственных языков, в основном северных, но также и тихоокеанских. В частности, в таком языке, как бивер, который распространен в Западной Канаде, это слово значит ровно рог какого-то животного. Ну и также это выглядит и в языке хупа, это тихоокеанское ответвление атабасской семьи. Ну прям буквально вот с точностью до там, долготы гласной корень совпадает. Все атабасские языки, в принципе, очевидно родственны, не очень далеки друг от друга. И далее Сепир рисует семантическую историю этого слова, как состоящую из 5 этапов, которые он приписывает определенным стадиям развития языков этой семьи, ну и истории данного смысла. Ну, первоначально на атабасском уровне это рог какого-то животного. Второй этап развития или деривация черпак или ложка, сделанная из рога. И это представлено в северных языках, в тихоокеанских, ну и, как предполагает Сепир, протоапачских, протоюжных. И при этом интересным образом в языке науха этого значения не присутствует, не обнаружено, по крайней мере. Дальше следующий этап развития – это черпак или ложка. И это уже явление, собственно, южных апачских языков. И здесь интересным образом Сапир прям-таки использует выражение «семантический переход». Это, мне кажется, интересно для истории той дисциплины, той части лингвистики, которую мы на этой конференции обсуждаем. Я не знаю, первое ли это употребление этого термина, но вот оно имеет место. Дальше 4-й этап – это черпак, сделанный из тыквы. Уже не просто, не любой черпак, а сделанный именно из тыквы. Это то, что явно присутствует в навахе и, возможно, в близкородственных апачских языках. Ну и, наконец, бутылочная тыква. То есть то, из чего удобно делать черпаки. Это ровно в одном языке, вот в навахе, согласно Сепиру, по крайней мере. Вот такая вот эволюция этого понятия здесь обрисована, и выводы относительно этого примера таковы. Бутылочная тыква, очевидно, не является исходным элементом южно-атабасской культуры. Предкам этих южных атабасков, которые когда-то пришли на эту территорию, были знакомы черпаки или ложки, сделанные из рога. Ну и эти факты подталкивают нас к предположению о движении на юг. Северяне пришли на юг, столкнулись с тыквами, рогов, возможно, стало меньше, и вот черпаки начали регулярно делать из бутылочной тыквы. Второе понятие, которое рассматривается в работе Сепира, это кукуруза, маис. Звучит оно в языке в наваху как «надан». И интересно, что это самая основная культура в современном питании индейцев навахо. И это так было уже на момент их встречи с европейцами. Но это вообще важная культура юга нынешних Соединенных Штатов. Этимология или происхождение этого слова для носителей языка непонятно. Какое-то непонятное слово, довольно длинное, а вроде продукт такой центральный. Ну и далее Сепир производит анализ и демонстрирует, что это сочетание двух корней. Ну, так сказать, такое поссессивное сочетание. Нечто, принадлежащее кому-то. Тут есть два корня. Начнем со второго, конечного. И этот корень совершенно очевидно, как пишет Сепир, связан с корнем глагола «есть», в смысле «кушать».
Там есть такой детранзитивизирующий префикс, который вот дает такое синхронно даже плохо анализируемое сочетание «да», которое означает быть съедобным, что-то съедобное или чья-то еда. А первая часть, как выясняется, это корень, обозначающий врага или незнакомца. И прослеживается по многим атабасским языкам использование этого корня для обозначения соседних, а именно не атабасских народов. Ну, в принципе, довольно часто бывает, что все, так сказать, неродственные народы – это враги, но вот у атабасков это именно так. В разных местах разные. У атабасского племени Чипевиан в Канаде это индейцы Кри, относящиеся к алгонкинской семье. Для более северно распространенного народа Слейви это эскимосы. Для Хупа в Калифорнии это соседнее племя Юрок и так далее. То есть всюду есть какие-то вот чужаки, враги, люди, которым не надо доверять. Ну и в навахо есть целый ряд слов, которые включают этот элемент. Например, река Сан-Хозе называется Нато, что буквально означает вражеская река. Она течет по территории врагов. Значит, изначально кукуруза, нада, значила вражеская еда. А врагами были индейцы, так называемые пуэбло. Это не название народа, а название целой культурной зоны на юго-западе современных Соединенных Штатов. Ну, такое древнее население вот этого юго-запада. И в настоящее время индейцы навахо выращивают кукурузу чрезвычайно активно. Но очевидно, сколько-то столетий назад, когда их предки пришли на эту территорию, они встретили этих, так сказать, врагов, живших здесь уже давно, ну и столкнулись с их продуктами. А вот эти пуэбло, они земледельцы. Это самый такой вообще земледельческий ареал во всей древней Северной Америке. И самый оседлый ареал. И, значит, очевидно, предки навахо, кочевники, пришли на эту территорию, столкнулись с тем, что, оказывается, можно что-то выращивать на регулярной основе, и вот обозначили кукурузу таким образом. Но в современной навахской культуре этот продукт настолько централен, что это абсолютно немыслимо, так сказать, догадаться или понять, что он называется вражеской едой. Это наша родная коренная еда. Ну, как, допустим, картошка для там, русских или белорусов, да? И, как пишет Сепир, эмоции, ассоциирующиеся с двумя понятиями, стали несовместимыми. Ну, вот здесь, на этом слайде, я слева показываю картинку. Это сохранившиеся по сей день руины, развалины древних поселений пуэбло, видимо, тех, которые увидели предки атабасков, навахо, когда они пришли на эту территорию. Ну и сейчас тоже современные индейцы пуэбло имеют жилища, несколько напоминающие эти же архитектурные формы, являются активными земледельцами. Ну а справа навахские женщины, демонстрирующие с гордостью свой урожай кукурузы, но заодно еще и капусты. Современное представление о предыстории навахо и других южных атабасков говорит о том, что они пришли на эту территорию где-то между XII и XIV веками. И XII и XV веками. Точно это трудно определить, но интересно, что они туда пришли буквально незадолго перед испанцами, буквально за, может быть, за пару поколений. И дальше уже осваивались на этой территории, имея испанцев где-то на периферии. Поначалу эти индейцы были охотниками и собирателями, ну а на юго-западе приняли все культурные практики, характерные для оседлых культур пуэбло. Ну и это, так сказать, такой вот взгляд, который формулируют даже не лингвисты, а антропологи, историки и так далее. Буквально пара слов про два других
корни, которые также анализирует Сепир. Значит, первый из них – это «семена лежат». Ну, Сепир показывает, что этот глагольный корень происходит от корня, который означает «снег» или «снег лежит». То есть какие-то мелкие крупицы или частицы лежат на земле, подобно снегу. Так Навахов впервые восприняли семена, которые они, как увидели, придя на юго-запад, разбрасывают сеятели перед посадкой. Вот они использовали, так сказать, визуальную метафору, ну и потом она стала просто, значит, ровно семена лежат на земле. Ну и второй, еще, точнее, четвертый корень, который Сепир обсуждает, связан с бессонницей. Это даже скорее выражение такое. Сон от меня, я не могу заснуть, буквально означает сон от меня ускользает. И вот этот глагол ускользать, как очевидно, благодаря сравнению с родственными языками других ареалов, это глагол, который означает изначально плыть на каное, грести. И там Сепир подробно обсуждает ответвление этого исходного значения в разных атабасских языках, в том числе и в некоторых языках он стал означать просто путешествовать, в некоторых местах даже торговать. Для чего человек может сюда поплыть куда-то? Для того, чтобы торговать. Да? Или в некоторых местах даже бежать. То есть уже способ перемещения изменился, но идея движения сохранилась. Но вот в Навахо он остался только в очень странном выражении про ускользающий сон, который для информанта, с которым работал Сепир, звучало загадочно. Ну, общее заключение из этого рассуждения примерно такие. Значит, лингвистический анализ, тонкий анализ, который произвел Сепир, показывает, что апаческие племена, включая Навахо, прибыли с севера. Бутылочная тыква не была исходным элементом их культуры, их предков. Ложки и черпаки делались из рога. Кукуруза когда-то поначалу рассматривалась как чужая еда, еда чужаков или врагов даже. Сельское земледелие стало знакомым предкам Навахо и других апачи, когда они прибыли вот в этот ареал юго-запада. Ну и все эти наблюдения возможны благодаря исключительно такому внутрилингвистическому, этимологическому и семантическому анализу. И этот анализ, как мне кажется, понятно из внимательного чтения статьи Сепира, основан на таких весьма правдоподобных, не волюнтаристских, а таких реалистичных представлениях о возможных семантических сдвигах. Ну и, кроме того, есть еще такой тезис в конце статьи Сепира о том, что благодаря такому анализу можно обнаружить несколько исторических слоев южно-атабаскской культуры. От северной до постепенно наслаивающихся на нее таких уровней, более близких к современности, в том числе очень похожих на культуру индейцев Пуэбло, которые не являются родственниками атабасков. Таким образом, мы получаем вот такое направление географического развития, которое соответствует в том числе современным представлениям в соседних науках. Спасибо. Пять минут на вопросы. Вот я вижу, Женя хочет. У меня маленький вопрос, собственно, по поводу рога тыквы-горлянки. Но то, что из тыквы-горлянки делают ложки и прочие предметы, это, ну, хорошо этнографически известно. Но мне, пожалуй, неизвестно, чтобы были ранние находки роговых ложек. Или я ошибаюсь? Ну, я не могу отвечать за все, что говорит Эдвард Сепир, но мне кажется, это довольно естественно. Наверное, после вашего вопроса я начну его углубленно изучать.
Просто, Да. может, это действительно какое-то случайное совпадение, или, ну, Мгм. потому что с той морфологией, которая там есть, в общем, Мгм. это, по-моему, довольно странный Мгм. переход. Почему странный? Потому что, как кажется, это, ну, в общем, довольно поздняя штука, и как, ну, то есть не очень нормально их именно из рога делать. Это именно культурно довольно поздняя штука. Культурно что? Довольно поздняя штука, эти самые ложки роговые. Ага. Ну, мы вообще говорим не о какой-то безумной древности. Это мы говорим о том, что было там 500-700 лет назад. Это не какой-то не порядок там десятков тысяч лет. Так, еще есть вопросы? Можно это тоже спрошу на тот же сюжет. А есть ли какие-то свидетельства у Сепира или, может быть, постсепировских исследованиях о том, ну, как может быть связана история с тыквой, с тем окружением, в которое прибыли, предположительно, носители этих языков? То есть, ну, например, как используют тыкву соседние племена? Есть ли у них в языке, может быть, связь между тыквой и названием черпака? Как вообще у них устроено название для тыквы? Ну, могло ли это повлиять тоже в том числе на... Хороший вопрос. Ну, Сепир об этом ничего не говорит. Ну, я, пожалуй, попробую тоже посмотреть. Но вообще надо сказать, что в целом одна из таких фундаментальных характеристик атабаскских языков, о которой тоже писал Сепир в других работах, что они не принимают иноязычных заимствований. Они просто фантастически устойчивы к заимствованиям и, видимо, избегают билингвизма как бы до самой последней черты, пока уже как бы это не станет совершенно неизбежно, как в случае современного английского языка. Поэтому вот буквально там перенос каких-то паттернов, да, полисемии из местных языков кажется маловероятным. Но надо посмотреть, что там. Эти языки Пуэбло, они очень разнообразны генеалогически. Там 3 или 4 разных семьи представлены. Это одна культурная зона, но языки очень разные. В принципе, интересно, да, было бы глянуть. Очень короткий вопрос. Это, в общем-то, во всей Мезоамерике самая горлянка и ложка – это просто одно слово. Как я не знаю. Понятно. Это испанское слово или случайно совпадение? Нет, это, конечно, испанское. Так испанцы называли, они так называли их как бы архитектурный стиль этих деревень, которые обычно были расположены на холмах или на горах. Так вот сложилось, что они называются этим словом. Да. Вот сюда говорить, да? Хорошо. Значит, мой доклад называется «Каталог семантических переходов в языках мира. Замысел и его реализация». То есть я немножко расскажу про историю и про некоторые проблемы. Значит, так, а это что такое? Он появляется не сразу. Значит, изначальный замысел каталога семантических переходов в языках мира, возникший в конце 90-х годов прошлого века, очень давно, и опиравшийся на идеи Бенвениста, Виноградова, Гака, Толстого, Трубачева, Свитцер, Траугот и некоторых других ученых, состоял в инвентаризации и фиксировании в неком едином формате фактов совмещения одних и тех же пар значений в рамках одного слова. Вот это было очень важно. В разных словах разных языков. То есть того, что в диахронических исследованиях, в этимологии и компаративистике называется семантической параллелью. В основе этого замысла лежали две принципиальные идеи.
Первое, что диахроническая семантическая эволюция и синхронная полисемия – это две стороны одного и того же явления. То есть полисемия, по выражению Никиты Ильича Толстого, представляет собой развернутую в пространстве диахронию. И тем самым типы совмещения значений в форме синхронной полисемии и в форме диахронической семантической эволюции должны быть, в принципе, одни и те же. Ну и второе, что совмещение двух разных значений в том случае, когда оно воспроизводится независимым образом в разных словах разных языков, ну, отражает смежность этих значений в некоем концептуальном пространстве, то есть наличие между ними некоторой генетической связи, ну, которая обусловлена действием определенных механизмов в соответствии с первым принципом одних и тех же в сфере семантической эволюции и полисемии. Ну и, наконец, третья идея, такая скорее методологическая, это что исследование данного феномена должно производиться в типологическом ключе с опорой на обширную эмпирическую базу, то есть на значительный объем фактов реализации одних и тех же семантических переходов в разных языках мира. Именно эту цель преследует база данных DatSemShift, в форме которой был реализован этот замысел. Я почему так подробно это говорю, что это все вот замысел был в конце 90-х годов. И тогда еще даже вот идея о том, что о единстве, принципиальном единстве синхронной полисемии и диахронической эволюции тоже была, которая сейчас стала абсолютно общим местом, тогда была, ну, она высказывалась в какой-то форме разными людьми в разных статьях, но она не была общепризнанной абсолютно. Это все-таки было, ну, вот с тех пор много времени прошло. Ну, так же, как и база данных лексическая тогда тоже, вот, собственно, вот тогда, когда вот у меня возник вот этот замысел, собственно, был единственный проект, правда, я о нем узнала уже чуть позже, потом, это ну, два проекта под руководством Петера Коха в Тюбингене. Один по частям тела в романских языках, и другой что-то такое более по 50 языкам мира разных семей. Вот, ну вот, а второй был проект каталога семантических переводов. Сейчас баз данных существует множество, в том числе вот такого типа похожих баз данных, коллекционирующих образцы типологии полисемии. Значит, и так вот этот замысел был реализован в самом начале 2000-х, и была создана, вот Дмитрий Гоненков сделал первый вариант базы данных, и вот был состав, первый состав участников, это Мария Булах, Илья Грунтов, Дмитрий Гоненков и Тимур Майсак. И была создана база данных, и мы начали ее наполнять материалом. Ну и на протяжении тех долгих лет, в течение которых велась работа над базой, там был, к сожалению, некоторый перерыв примерно в лет 8 по независимым от нас обстоятельствам. И потом работа возобновилась уже в 2018 году. Состав участников менялся. На данном этапе, это у нас сейчас вот был грант РНФ, который заканчивается. Это называется уже DatSemShift 3.0. А там много всего было сделано нового за это время. Состав участников – это Илья Грунтов, Софья Дорнева, Виктория Каприелова, Виолетта Кондратьева, Татьяна Михайлова, Мария Орлова, Максим Руссо, Елисей Рыков и Анна Смирницкая. Так, значит, семантический переход. Единица хранения, так сказать, в базе данных была названа семантическим переходом. Значит, это пара языковых значений А и Б, которые могут совмещаться в рамках вот того слова в широком смысле. Что имеется в виду, я скажу чуть позже. Условно это там А – это значение источник, source, или исходное значение, и Б – значение цель, target. Ну, как это вот обозначается в теории метафоры, например. И производное значение. Однако мы этими терминами не пользуемся. У нас просто А и Б, сейчас будет понятно почему. Значит, условно исходное и производное, потому что семантический переход по определению вообще-то не включает идеи направления.
Это прежде всего именно совмещение значений. Так вот, это термин коллексификация Алекса Франсуа, это имеется в виду, ну, примерно то же самое. А в концепции Мартин Ван Хофф то же самое называется вообще как бы с другой точки зрения. По-французски rapprochement sémantique, буквально, ну, сближение именно. А по-английски semantic association, ну, то же самое. Тоже как бы, ну, тоже сближение ассоциации. То есть вот именно совмещение, а не переход от одного к другому, который естественным образом должен иметь направление. Вот. Но тем самым семантический переход может быть вообще не направленным, как, например, в случае синкретизма, типа там синий-голубой в английском blue или там hand-arm, русская рука. Это все известные широко примеры и много обсуждавшиеся в литературе. В таких случаях мы используем просто знак связи без направления. Ну и этот же знак, просто такая палочка, используется в тех случаях, когда направление эволюции нам неизвестно или неясно, или когда это отношение между когнатами, то есть когда это не степочечная, а радиальная полисемия. Тогда тоже направления, естественно, нету. Значит, то есть... Да, почему-то он вот так печатает. Кроме того, бывают двунаправленные переходы, то есть сейчас еще не все. Вот. То есть переходы, которые могут происходить и в ту, и в другую сторону. Вот, например, это голова, вершина горы, и страдать, работать. Бывают зафиксированы переходы и в ту, и в другую сторону. Вообще, это сказать, это ну, как бы склеены два перехода, но мы это обозначаем вот таким образом. То есть вот всего разных способов обозначения направления, всего 3. Но при этом вот эта вот стрелочка такая, ну, палочка без стрелочки, она немножко, ну, может означать разные вещи в разных случаях. Вот, значит, теперь про соотношение понятия семантического перехода и семантической деривации. Сейчас. Что это, ну, очень близкие, но все-таки разные вещи. Значит, термин семантическая деривация возник как антитеза обычной, то есть морфологической деривации, но при этом речь идет об изменении значения при сохранении формы. То есть раньше это называлось семантическое словообразование. При этом семантическая деривация – это механизм, действующий для слов определенного класса и обеспечивающий регулярную многозначность, как бы типа там контейнер, содержимое, животное, мех этого животного, процесс, состояние, наступившего в результате этого процесса. Ну, это все, это типы перечисленного апрессионы тоже много обсуждались в литературе. Вот, это семантическая деривация обеспечивает регулярную многозначность. Значит, эти типы пар значений, типа контейнер, содержимое, которые, в принципе, можно назвать семантическими переходами, в круг нашего рассмотрения не входят. Значит, это нас не интересует. Значит, предметом нашего интереса, так сказать, из собирания каталогизации в форме базы данных являются индивидуальные, то есть касающиеся конкретных слов, семантические сдвиги, регулярность которых состоит в воспроизведении данного вот конкретного с данным конкретным значением этого слова. Воспроизведение данного семантического сдвига в словах с тем же исходным значением в других языках, ну или в синонимах того же языка, так тоже бывает. Такие сдвиги Апрессян называет как раз нерегулярной полисемией и приводит в качестве примера русское слово «лопатка», имеющее два значения, значит, ну, это кость определенная на спине и маленькая лопата, орудие. И он пишет, это совмещение значений встречается в русском языке в этом единственном слове, и поэтому это нерегулярная полисемия называется. А вот, но зато и ровно это совмещение значений встречается еще, кроме русского лопатка, встречается еще в массе других слов в санскрите, в армянском, азербайджанском и еще других языках. Я не помню, сколько, ну там штук 10 реализаций есть этого перехода. Это вот переход 19-18, значит, лопата-лопатка. И это как раз, вот как раз тот тип семантического соотношения, который является, значит,
ну, семантическим переходом в нашем смысле, то есть таким семантическим переходом, который нас интересует, который мы собираем. И он входит в группу переходов, связывающих обозначение фрагмента человеческого скелета по сходству с некоторым артефактом. И наоборот. Вот здесь вот бывает и в ту, и в другую сторону. Так вот, например, есть переход ребро шпангоут, это, собственно, английское слово rib, значит, и то, и другое. Шпангоут – это такая часть корабля, такие как ребра, такие, на котором держится его основание. И наоборот, ключица, да, вот это здесь, потому что вот у нас в базе даже есть картинка, как выглядел ключ древний, вот, и что он постоянно похож на ту кость, которая вот здесь, которая называется ключицей. Опять же, ну, помимо русского ключицы, этот переход реализуется еще в других словах, других языков. Так, сейчас я боюсь, что все-таки... Да. Значит, теперь... да, ну еще мы теперь про ярлыки. Про семантические ярлыки. Семантические ярлыки, вот это меня всегда удивляет, когда, вот, ну, например, в Кликсе и в других базах данных, как бы это вообще не обсуждается проблема, что как называется там, значит, to know, to see, там, то что-то, вот как будто бы берутся английские слова и используются в качестве этих лейблов, ну, ярлыков для значения. На самом деле это ужасно трудная вещь, как бы выбрать ярлык для того, чтобы он был одновременно достаточно точное, определенное значение, и при этом допускающее кросс-языковую идентификацию. В общем, это очень тяжелая работа. Ну вот я тут сейчас не буду перечислять. То есть бывает одно слово, просто, если английское слово, если хорошее, есть основное значение. Если многозначное слово, то дается пояснение в скобках. Ну или там еще бывает... несколько синонимов. Вот это очень важный принцип, который мы в какой-то момент стали применять, что просто через запятую. To cry, weep. Каждая по отдельности, to cry может, значит, не только плакать, имеется в виду плакать, рыдать. Вот через запятую даже иногда бывает три. Вот light, bright, clear, например, это оказалось, что вот их невозможно различить. Вот эти значения всегда как бы соединены, и их разграничить невозможно. Поэтому вот такой ярлык из трех частей. Ну и это удобно для поиска, потому что если человек ищет там набрав любой из этих слов, light, bright или clear, он выйдет на этот ярлык и получит, значит, нужные переходы. Вот. Ну еще бывают как бы ярлыки в угловых скобках, родовое имя, там, например, вот животное, иностранец, какое-то ругательство. Вот, например, наш любимый переход иностранец таракан, у него 47 реализаций с разными в качестве иностранца, бывают там самые разные нации, значит, ну вот немцы, прусы, швабы, французы, испанцы, русские, японцы, цыгане, киргизы и другие. Вот, значит, и это все как бы группируется вот в один переход, один переход с вот этим вот ярлыком в скобках. Так, значит, теперь типы реализации. Значит, как выглядит семантический переход, это значение А, значение Б, между ними какой-то знак, значит, либо стрелка. Ну, чаще всего это все-таки направленная стрелка. И либо что-то еще. Дальше переход демонстрируется реализациями. Так бы, изначально считалось, что мы, ну, как бы типологически, то есть нет, и так и считается, что типологически значимый переход, если мы нашли хотя бы две отдельных независимых из двух разных языках реализации одного и того же перехода. Потом в какой-то момент мы этот принцип ослабили, потому что вот стали попадаться какие-то очень интересные переходы, но единичные. Мы их тоже в базе сохраняем на тот случай, что если вдруг найдется еще такой же реализация этого же перехода, то тогда вот мы его подставим, и будет уже полноценный переход. Это пока что такие потенциальные. Значит, реализация перехода – это, собственно, языковой материал, который демонстрирует это соотношение. Значит, именно различается несколько типов реализации, типов вот языкового материала. Значит, главное – это полисемия синхронная и семантическая эволюция. Ну, это просто, значит, но
есть еще другие случаи, там, в частности, вот как бы промежуточные случаи между полисемией и семантической эволюцией и полисемией, поскольку утрата значения происходит постепенно, это слово остается в связанном употреблении, в словосочетании, в сложных словах и так далее. Вот это как бы мы назвали микроэволюцией или ближняя семантическая эволюция или микроэволюция для вот у нас есть там для русского языка несколько периодов. Вообще языки у нас есть есть список языков, там их больше 2000. И в частности, некоторые языки еще делятся на разные периоды. Там, для русского, например, это там древнерусский, средний и просто Russian, это начиная с 18 века. Но если те изменения, которые произошли уже начиная с 18 века, как, ну, вот как в слове «лето», например, был год, стало «лето». Ну, во всяких компаундах сохраняется значение «год». Это вот называется микроэволюция. Вот, значит, дальше еще бывают еще когнаты, но это достаточно редкий случай, потому что когда бы это, если значение мы значение, прежнее значение нам неизвестно, мы иногда мы сравниваем просто два рефлекса одного и того же слова в родственных языках. И это называется когнаты, вот они тоже не направленные. Вот, например, хапать русское и хапать чешское, ну, это известный переход, значит, хватать, понимать. Но когнаты обычно мы используем в том случае, если у нас есть подтверждение этого же перехода в форме полисемии, потому что иначе вот в принципе радиальная полисемия, это мы ее не рассматриваем, потому что все-таки имеется в виду переход, как бы, когда связь от одного значения к другому непосредственно, как бы, цепочная, а не радиальная. Так, значит, вот дальше еще есть заимствование. Так, 13. Сейчас, у меня сейчас 10 минут остается, да? Да? Так, да, ну тогда заимствование 12, да, хорошо. Сейчас я еще минут 5 поговорю и будем обсуждать вопросы. Значит, заимствование – это всякие там, это тоже хорошие примеры, но придется их пропустить. И что заимствование – это не то же самое, что семантические кальки. Заимствование – это когда в языке донора было одно значение, а в заимствовавшем языке оно перешло в другое. В отличие от семантических калек, когда заимствуется целиком семантический переход. То есть вот как бы в русском, как перешло там во французском туше от трогать физического к трогать эмоциональному, это тоже, тот же переход был скалькирован в русском трогать в начале 19 века. Это семантические кальки. Это совсем не то же самое, что тип семантического перевода заимствования. Так, значит, вот, собственно, я хотела сейчас осталось сказать самое главное. Это касается типа реализации, который был назван морфологическая деривация. Значит, вот это вот пары слов типа изначально это были всякие с приставками, суффиксами разными, с минимальной морфологической модификацией. И тоже было, ну, несколько условно и, наверное, напрасно, но очень нужно было чтобы эти примеры нужно было взять. Тоже было отнесено к категории одно слово в широком смысле, ну, так сказать, руфен и анруфен, немецкие, это что это как бы в некотором смысле одно слово. Слушать и слушаться одно слово, заблудиться и заблуждаться тоже можно считать одно слово, хотя, конечно, это не совсем правильно. Ну, в общем, вот что еще бывает это внутренний когнат, это я пропущу. Вот теперь самое как бы вот последнее, что я хочу сказать, главное, это то, что
что вообще по ходу заполнения базы данных, вот работы с ним, особенно на последнем этапе, вот, начиная с 2018 года, появилось очень много как раз вот именно материала типа морфологическая деривация, то есть как бы когда уже однозначно это другое слово или даже словосочетание, там вот какая-нибудь осина-подосиновик, белый гриб, там всякие названия из двух слов, и в том числе название типа зайчья капуста или божья коровка, которая это не капуста и не коровка, а просто такое сложная номинация для некоторого объекта. Значит, вот, и это, конечно, не семантический переход, а ну, то, что можно назвать мотивационная модель. Это вообще-то термин Светланы Михайловны Толстой. Она в этом смысле, то есть, по крайней мере, мне он от нее известен, употребляет. И это вот мотивационная модель или стратегия номинации. Вот называется, может, если стратегии номинации могут быть одинаковыми в разных языках. Например, картошка как вид яблока, там земляное яблоко или какое-то еще яблоко. Вот у нас 23 есть примера того, что картошка – это какое-то яблоко. Это, в общем, в разных языках разных семей. Ну и наоборот, они могут быть разными, как там уже сегодня упоминавшийся понедельник, день Луны, но он может быть в русском и славянских языках это день после воскресенья, там еще других, может быть, это первый день или второй день, в зависимости от точки отсчета. В общем, это все очень интересно и важно, но и такого материала в нашей базе сейчас очень много. Но это вот отношения, связывающие два разных слова. И была проблема, как это увязать с понятием семантического перехода. Ну и решение, которое вот сейчас мы приняли, состоит в том, что, вообще говоря, что мы включаем вот такого рода материал не только потому, что он очень интересен там, с разных точек зрения, но и потому, что вообще-то как бы, здесь нету никакой границы между, собственно, семантическим... Ну, некоторым классом, если брать только направленные семантические переходы, то они могут быть те же самые, реализованы как в форме полисемии, так и в форме вот такой какой-то морфологической деривации типа суффиксации, но и компаунды, всякие сложные словосочетания из нескольких слов. И это одна и та же мотивационная модель, то есть вот может быть реализована в одних языках в рамках полисемии, а в других при помощи каких-то вот словообразовательных средств. Там, вот французская буш – это и род, и устье реки, а в русском и в немецком это устье реки образуется при помощи морфологической деривации. Так, сколько у меня осталось времени? Сейчас я посмотрю. Уже 6 минут. Ну вот, сейчас, нет. А потом еще вопрос. Сейчас я скажу последнюю фразу. Сейчас я покажу, что вот Петер Кох, замечательный лингвист, который много этим занимался, считает, что семантическая и морфологическая мотивация – это вообще не два типа мотивации, а два измерения одного феномена, который он называет лексической мотивацией. И вот, вообще говоря, вот то, что материал, который собран в нашей базе, он может быть иллюстрацией лексической мотивации, о чем будет следующий доклад Максима Руссо. Но я что последнее хочу сказать, что вот семантические переходы и мотивационные модели это мы пришли к тому, что это не два класса явлений, а две различные, так сказать, перспективы. Мы можем сейчас вот, чтобы это было вот, наверное, вот это вот важный последний вывод. Мы можем рассматривать
один и тот же языковой факт, так сказать, как бы глядя на него, встав на точку зрения исходного значения, заинтересоваться, что, так сказать, что с ним произошло, во что и каким образом это значение перешло. И наоборот, с точки зрения производного, как бы откуда оно взялось, вот из чего оно сделано. И одни факты более логично, естественно, рассматривают с первой точки зрения, другие с второй, но некоторые интересны и могут быть рассматриваемы и с той, и с другой, так сказать. Ну да, и последнее, что я скажу, что вообще-то, значит, вот если принять принцип Коха и считать, что лексическая мотивация – это в целом универсальный механизм порождения нового значения, а полисемия – это ее вот эта лексическая мотивация, нулевое морфологическое средство, то тогда нашу базу данных можно было бы назвать базой данных мотивационных моделей. Но мы так делать не будем. Все, спасибо. Вопрос. Так, ну 5 минут на вопросы, пожалуйста. Да, Николай Викторович. Иван Васильевич. Включаются ли базы данных такие случаи, когда исследователь не знает направления? Я сказала, Включается, да? Да, включается. Если так, да, я так и понял. Я себя проверяю, я так и понял. Тогда я должен сказать, что самое общее понятие – это не семантический переход, а семантическое совмещение. Не same-shift, а что-нибудь вроде same-join. Я обращаю это на внимание. Вот. Это, но это коллектификация. Нет, в силу концептуальных соображений. Если помещаются, а это совершенно правильно, тогда получается, что это доклад... Тогда мы совсем вот эту божью коровку вообще сюда никак. А? Тогда божья коровка сюда вообще никак Ну, не если попадет. есть собаку, тоже никак. Это идиоматика это отдельная, да. Конечно. Нет, есть собаку, это вот мы не берем. Это идиоматика. Ну, потому что собака не... Нет, это идиоматика, потому что это там есть предикат. Там предикат, потому что это тоже... Но это не мужчина, а божья коровка. Значит, здесь... Ну, нет, это... Ну, слушай, по функции... Нет, нас интересует... Божья коровка... Я предлагаю следующую конференцию называть по семантическому совмещениям или там same-join. Но это коллексификация, это все уже сделано в некотором смысле. Ну, понятно. Да. Спасибо. Но вот можно подумать над моим предложением. Я не настаиваю. Так, пожалуйста. Что? Тогда, да, микрофон, пожалуйста. То, что сделано, ты имеешь в виду там в базах больших данных, но это автоматически. Ну да, вы-то нет. А мы-то, у нас ручная работа. Всё. Да, нет, у вас, так сказать, постобработка, но все равно. База ручной работы. Да, ну да, коллексификация не исключает амонимию, да, а вы все-таки стараетесь амонимию мы исключаем железно. Ну вот, значит, у вас не то, что в этом самом, в базе коллексификации. Нет, конечно, у нас другая база, да. Коллексификация – это другое. Я согласна с Колей, что, ну, я тебе это много лет говорю, да, что термин «семантический переход» как бы чисто по смыслу, да, по внутренней форме термин «семантический переход» все-таки говорит о направленной штуке. Вот, и поэтому... Нет другого слова, потому что совмещение это тоже... Совмещение тоже, это тоже будет не точно. Коллокация это вообще... Хорошо. Но в некоторых... И это такое пораженчество отказываться от идеи направления, направление из-за того, что мы не всегда точно можем его определить. Все-таки в большинстве случаев оно ясно и очень важно. Совершенно не в большинстве, могу сказать. Ну, смотря как считать. Ну, хорошо, во многих случаях. Но оно важно, когда оно ясно, оно... По сути, в большинстве, если да. Очень важно, что Кликс не имеет в виду, что амонимы – это коллексификация. Кликс говорит, что он амонимы тоже берет, но это, так сказать… Ну, потому что различить амонимию и полисемию не всегда возможно. Но ты не можешь в языке мумба-юмба отличить амонимы от… Нет, конечно, но он эксплицитно говорит, что у нас такие и такие. Коллексификация по
Коллексификацию не Кликс придумал, придумал Александр Франсуа, да. и он не имел в виду амонимы совсем. Поэтому тут все честно. Кто? Брак, который хорошую вещь браком не назовешь, вот это в смысле брак отсутствует. Ну вот это, я говорю, да. Нет, это мы не берем. Ну, нет, Николай Викторович своим известный комментарием запустил уже репетицию той дискуссии, которая запланирована в субботу. Ну, вот. Это очень интересно, но, наверное, еще один вопрос можно себе позволить, если у кого-нибудь есть. Или уже все выдохлись? Хорошо, тогда переходим к следующему докладу. Ну, хорошо. Ну, собственно говоря, и время подошло к концу. Большое спасибо, Анна Андреевна, еще раз. И завершающий доклад этой сессии Максим Михайлович Руссо, база DatSemShift, как каталог лексических мотиваций. Вот. Добрый день. Я рад, что у нас собралось такое количество любителей семантической деривации. Простите за определенные накладки, которые случились в подготовительный период нашей конференции. Постарайтесь не видеть в них злого умысла. Вот. А я хотел бы рассказать о лексической мотивации в применении именно к той базе данных, которую представляла сейчас Анна Андреевна, и над которой работает наш коллектив, и то, как различные явления, связанные с лексической мотивацией, представлены в этой базе данных и как они втискиваются в существующие формальные ограничения, как у всякого метода, как это все выглядит. Значит, ну, действительно, изначальной задачей базы данных не было описания лексической мотивации, стратегии номинации, но поскольку многие случаи полисемии на деле являются примерами номинации, там название того же устья реки как рта, вот, то это, значит, первый шаг к исследованию мотивации. Дальше мы обнаруживаем, что это же явление может проявляться и как суффиксальная деривация, что слово «уста» и «устья» в русском языке, они родственные, связаны с словообразовательными отношениями. И, наконец, мы видим пример из языка тигриня, где вообще используется словосложение, где устье реки – это род реки буквально, или род воды. Вот, поэтому, как только разработчики базы данных стали включать не только чистую полисемию, но и случаи деривации, включили их в число объектов своего внимания, тут же в базе данных стало появляться все больше и больше примеров мотивационных моделей, мотивационных паттернов, и даже сейчас значительное количество семантических переходов в базе данных представляют собой случаи, где вообще не используется в реальных языках полисемия, а только деривация. Ну вот та же корова, божья коровка. Вот, видимо, не знаю, по-моему, все-таки нет случаев, где была бы чистая полисемия, где одно слово обозначало бы и корову, которая дает молоко, и насекомое. Вот, зато множество примеров, где это какая-то коровка, или небесная коровка, божья коровка, корова Индры, бога и так далее. Вот, значит, в какой-то момент даже была сделана попытка выделить мотивацию как особый тип реализации семантического перехода, но, как вы видите, это было бы ошибочным решением, потому что под мотивацию подходят самые разные случаи реализации: полисемия, деривация, образование сложных слов. Вот. И что еще нужно здесь отметить, что мотивационные модели, описываемые в базе данных, они могут отражать как
реальный признак объекта, взятый в основу номинации, по такому классическому определению мотивационной модели. Ворона – это черная птица, условно говоря. Значит, цвет здесь признак, ставший основой номинации. Так и выбор метафоры для номинации. То есть это, в общем-то, не прямое указание признака, а сопоставление. Опять-таки, тоже устье реки может мыслиться не только как рот, но и как нога, или как дверь, или как перекресток дорог. Верхняя часть плодового тела грибов может сравниваться с головным убором, или же с головой как частью тела, или же со спиной, а не с головой, или же с зонтиком. Вот. Признак слабый о напитке, не крепкий, о чае, об алкогольном напитке, может выражаться прилагательными со значениями легкий по весу, со значением слабый, а не сильный, мягкий, тонкий. Вот. Это все тоже различные стратегии номинации, которые мы отражаем в нашей базе. Вот. Какие здесь возникают проблемы? Вот перед вами растение мелисса лимонная, которое с античных времен было известно как растение, любимое пчелами. Если вы знаете греческий язык, то мелисса – это, собственно, пчела. Самое древнее упоминание этого растения у Феофраста под названием мелисофилон, то есть такой пчелолист. Вот. И античные теоретики сельского хозяйства писали в своих трактатах, что, ну, во-первых, это растение ценный медонос, во-вторых, это растение, как указывали, они имеют свойство оказывать на пчел умиротворяющее, успокаивающее действие, они менее агрессивны, они меньше жалят пчеловода, и запах этого растения их привлекает, поэтому, когда вылетает пчелиный рой на пасеке, то, чтобы привлечь этот пчелиный рой в уготовленный ему улей, можно воспользоваться этим растением, посадив его рядом с этим ульем, и пчелы туда прилетят, поселятся в улье и не покинут пасеку. В связи с этим мелисса часто получала названия, связанные с пчелами, в частности, производные от пчелиного роя. Мы видим в армянском, в румынском языке русское диалектное слово «роевик» и в турецком языке. Производное, собственно, от слова «пчела», как сама мелисса, так и в других языках это может быть пчелиная трава, пчелиное растение, или как пчельник, какое-то морфологическое производное от пчелы. Или производное от слова «мед», как растение, с которого пчелы получают нектар и делают мед, или производное от названия пчелиной матки, тоже вот в связи с этим явлением, когда рой вылетевших пчел вместе с пчелиной маткой привлекаются мелиссой. И получается, что здесь явно по критериям базы данных 4 разных семантических перехода: пчелиный рой мелисса, пчела мелисса, мед мелисса, пчелиная матка мелисса, но они отражают некую более общую мотивационную модель связи растения данного вида с пчелами. На практике в базе данных это мы отражаем при помощи механизма связанных семантических переходов, related shifts, наткнувшись на любой из этих переходов, например, пчела, мелисса, вы можете посмотреть, какие переходы связаны с ним, нажав на особую ссылку, и вы увидите весь список связанных переходов, где будут все остальные. Вот еще один пример связанных переходов – это переходы, которые отражают мотивационную модель названий птица бекаса. Птица бекас известна тем, что она пикирует с высоты, и во время этого пикирующего полета перья бекаса начинают вибрировать, и издается звук, похожий на блеяние козы или овцы. Поэтому существует 2 перехода, 2 стратегии номинации, где бекас получает название в честь козы, он называется небесной козой, воздушной козой или козленком. Или же
в честь овцы, барана, ягненка. Вот русские диалектные названия типа баранчик, барашек, лесной барашек. И здесь тоже мы используем для того, чтобы сообщить пользователю базы данных о связи между этими переходами, что на самом деле они оба основаны на специфическом признаке издаваемого птицей звука, механизм related shifts, связанные переходы, и плюс еще, естественно, текстовый комментарий к переходу, который разъясняет природу этой связи. Вот. Почему в румынском это овца мертвых в диалекте, я не знаю, это некоторая загадка, но вот так есть. Вот. Еще один технический прием, который позволяет нам группировать мотивационные модели, это переход птица-болтун, причем птица здесь взята в угловые скобки, что означает, что реально здесь не значение птица, а название какого-то конкретного вида птиц. И вы видите, в разных языках здесь есть примеры, и сойка, и свиристель, и чайка большой поморник, и ворона, и утка шелохвость, и утка гоголь, кто угодно. Здесь я не стал сюда включать сорок, потому что примеров сорока болтуна слишком много. Просто тут вот все остальные, кроме сорок. И тоже это просто способ технический не делать множество переходов с одним-двумя примерами типа утка-шелохвость-болтун, свиристель-болтун, сойка-болтун, большой поморник-болтун, а сделать один переход, где будет условное обозначение птица в угловых скобках. Точно так же вы видели в предыдущем докладе пример, где иностранец в угловых скобках, и там могут выступать представители самых разных народов. Вот. Есть случаи, когда две мотивационные модели выступают в одном семантическом переходе. Это, как правило, переходы двунаправленные. В переходе ребенок и глупый человек может использоваться модель, что ребенок – это тот, кто еще глупый, кто еще не поумнел, а может быть, что глупец – это тот, у кого разум ребенка. И, соответственно, моро в современном греческом языке происходит от древнегреческого мороз – это глупый. Это примерно одно направление, и в португальском есть слово парвуло, которое имеет оба значения, и ребенок, и глупый такой человек. Вот. Но изначальное у него значение, видимо, ребенок, потому что он восходит к латинскому parvulus, маленький и маленький по возрасту. Вот. И еще один пример – это сова и ведьма, переход, который очень характерен для романских языков Пиренейского полуострова. И причем в некоторых случаях исходным значением служит сова, которая овеяна мифами, что ведьмы превращаются в сову, например. И, в частности, в испанском и португальском потомки латинского слова «strix» означают и сову, и ведьму. Но для, например, испанского слова «бруха», которое обозначает тоже сову и ведьму, исходным значением, видимо, служила ведьма-колдунья, потому что это слово этимологизируется как часть кельтского наследия в испанском языке от кельтиберов. В других языках Пиренейского полуострова, в каталанском, португальском и также в окситанском языке оно известно только в значении «колдунья». Вот. У него есть кельтская этимология, которая сопоставляет его с древнеирландским и древнебретонским словами, обозначающими чары, колдовство, волшебство. Вот. То есть тут ведьма была первичной, а сова возникла как такое ведьминское
ведьминская птица. Вот. Еще пример, уже в одном направлении происходит переход, но тем не менее мотивационных моделей две. Это переход собака и шиповник. Он представлен двумя моделями. Значит, во-первых, шиповник – это собачья роза, это характерно для языков Европы, встречалось еще в древнегреческом и в латыни, вот эта роза канина. Видимо, тут я предполагаю, что эпитет собачья здесь имеет значение что-то типа неполноценная, не вполне настоящая роза, что вот есть нормальная садовая роза, а это какая-то такая собачья роза. Вот. И в тюркских языках тоже есть много названий шиповника, производных от слова «собака», но у них они образуются по модели собачий нос. Вот шиповник – это собачий нос, видимо, потому что плоды шиповника, уже когда он отцвел, они похожи на такой вот кожистый овальненький носик собаки. Вот. Но по подходу нашей базы данных это попадет в один переход собака-шиповник, но тут мы должны помнить и указать нашим читателям в комментарии, что здесь рассматриваются сразу две разных мотивационных модели. Вот. Есть, в общем-то, скорее то, что можно назвать одной моделью, в частности, например, сходство по форме, но, тем не менее, направлений семантического развития могут быть при этом два. Переход язык и язык колокола чаще всего происходит и очень распространен в направлении от анатомического органа к колоколу, но вот в португальском языке есть разговорное слово «бадало», которое, в общем-то, означает язык колокольчика и происходит от латинского глагола со значением «бить», «ударять». Вот. Но в разговорном языке оно иногда используется как с таким шутливым оттенком, как вот язык человека, особенно там какого-то болтливого. Еще пример, переход деньги, серебро-деньги, чаще всего он идет по пути металл, серебряные монеты и деньги вообще. Вот французское «аржан», вы, возможно, знаете, что это слово и в современном французском означает и серебро, и деньги, а происходит оно от латинского «аргентум» – серебро, и есть еще другие примеры такого развития. Однако есть целый ряд примеров, когда переход идет в направлении от денег к серебру. Вот, в чинукском жаргоне это такой торговый пиджин, существовавший в Северной Америке. Серебро называется «белые деньги». Причем слово «деньги» – это заимствованное английское «доллар». Вот. Также еще в ряде языков Северной Америки, в селькупском языке, тоже названия строятся по модели, что серебро – это белые деньги, причем в дальнейшем это название начинает применяться не только к серебру в виде монет, но и к серебру, например, используемому для изготовления украшений, что вот это кольцо, ожерелье из буквально белых денег сделано. Вот. И таитянское слово «мони», которое обозначает тоже серебро и деньги одновременно, это английское заимствование, а второе значение у него возникает под влиянием французского языка, под влиянием аржан. Еще пример двойного направления – это мед и сахар. В некоторых языках название сахара производится от слова, обозначающего мед. Например, в языках Западного Кавказа это модель «медовая соль». Вот. Или в кечуа есть слово со значениями мед и сахар синхронно, но если мы будем рассматривать историю, то, естественно, мы узнаем, что сахар появился в Южной Америке только с появлением там сахарного тростника, который был завезен уже европейцами. И, соответственно, мы можем признать, что у кечуанского слова первичное значение будет мед.
Однако в языке ороков на Сахалине слово «сату», означающее сахар и мед, имеющее два этих значения, через маньчжурский язык восходит к китайскому обозначению неочищенного сахарного песка, который, собственно, привозили на Сахалин китайские торговцы и торговали с местным населением в обмен на продукты их промысла. Также в древнеиванском языке кави есть слово «саркара», которое имеет два значения «сахар» и «мед», и это санскритизм, восходит к санскритскому слову со значением «сахар», которое, в свою очередь, происходит от первичного значения, что-то типа там гравий, мелкие камушки такие. Вот мед не похож на гравий, мелкие камушки, поэтому можно уверенно утверждать, что это значение первично. Также есть случаи потери мотивационного признака. Это самый знаменитый пример, это слово «чернила» в славянских языках, и не только. Видимо, источником этой истории послужил древнегреческий язык, где от слова «мелос» было произведено слово «мелон» – «чернила», и они стали быть не только черными. Вот, и с переводом Нового Завета с греческого языка это распространилось также на, например, готский латынь, на старославянский и на другие славянские языки, где вполне можно сказать красные чернила и так далее. Вот. Может возникать случай вторичной мотивации при переосмыслении некого слова. Вот это название лопуха в коме и в коме-пермяцком порськок, что буквально значит «свиная нога», и исследователи отмечают, что это отражает такой довольно твердый, опушенный, прямостоящий стебель растения. Вот. В русских диалектах Пермского края, в некоторых, появляется слово «проскок» с значением тоже «лопух», «репейник». И из-за ассоциации с глаголом «скакать», корнем «скок», то есть «прыгать», и носители объясняют это тем, что это растение растет 2 года, а потом перескакивает на другое место. Лопух действительно двулетнее растение, и там в первый год это такая форма с большими листьями, которую мы называем лопух, во второй день это плодоносящая форма, которую мы называем репейник. Вот. И после этого растение отмирает, а из семян вырастает в другом месте. Вот. Но понятно, что это проскок в Пермском крае, это заимствование из коми языка, внутренняя структура которого была непонятна носителям русского. Также еще вторичная мотивация – это гимнастический шпагат и веревка-шпагат, которая, видимо, возникла просто по некоторому недоразумению при заимствовании итальянских слов в немецкий язык, когда было спутано 2 итальянских слова со значениями веревка и гимнастический шпагат. Вот. Дальше это заимствование распространилось из немецкого в польский, украинский, русский. Вот. Но при этом под влиянием, видимо, немецкого слова, может, отчасти польского, в чешском языке исконное слово со значением веревка тоже стало обозначать гимнастический шпагат. Вот. И... Да-да-да. Да, ну... Вот зачем, в общем, следует собирать различные мотивационные модели, в частности, для того, чтобы они могли нам показать какие-то элементы мифологии носителей этих языков в прошлом, в частности, 2 знаменитых примера – это переход «душа-бабочка» и молочный продукт «бабочка» у германских народов, связанные с мифами о том, что либо бабочки, либо ведьмы, превратившиеся временно в бабочку, воруют масло или молоко, или там еще сметану. Вот. И последнее, о чем я хочу рассказать сам, это переход юг-полдень – это пример того, как мы можем предсказывать переходы, еще не отмеченные нами. Широко распространенный переход юг-полдень связан с тем, что для
человека в северном полушарии в полдень Солнце находится на крайней южной точке своего маршрута по небу и одновременно в самой большой точке. Вот вы видите, здесь нарисованы люди, смотрящие на юг в полдень, и они видят там Солнце. Вот. Но в северном полушарии все обстоит наоборот. Там в полдень Солнце находится на севере, и можно предположить, что там будет переход, наоборот, полдень и север. И действительно, при поиске по языкам Австралии он обнаружился в языке малак-малак, видите, где распространен этот язык, и я даже надеюсь, что, может быть, в других австралийских языках или в кайсанских языках Южной Африки эта модель будет воспроизведена. Вот. Ну, лексическую аккультурацию, я боюсь, придется пропустить. Вот. Все, спасибо. Спасибо большое. Ну, есть некоторое время для вопросов, пожалуйста. Если можно, я задам вопрос, пока коллеги думают. Вот мы сегодня видели целый ряд таких слайдов, где стоят плюсики, когда что-то в языке есть, и минусы, когда нет. Вот вы говорили о полисемии серебро, деньги. Вот в русском языке, например, есть слово «бессребренник», тот, кто не любит или не ценит деньги. Как вы из этого делается вывод, что в русском языке это есть или все-таки не делается? Здесь я бы поставил такой плюс в скобочках. Вот. На самом деле про серебро деньги как раз в рамках работы по нынешнему гранту РНФ и этот переход вошел в число избранных, по которым мы проверяли их наличие в 200 языках мира из разных семей, поэтому про него есть много материала. Я надеюсь, мы вот как раз после конференции займемся представлением этого в базе данных, и тогда вы сможете увидеть, открыв переход серебро-деньги, не только информацию о том, в каких языках он есть, но и информацию о том, в каких языках его нет. Вот. Но из нашей выборки в те 200 языков, конечно, не полной выборки языков мира. Ну, я вижу 3 вопроса, и ими мы ограничимся. 2 в Зуме и 1 в зале. Начнем с Зума. Анна Владимировна Дебо, пожалуйста. Ага, Макс, я прошу прощения, вы, во-первых, вы несколько раз произнесли про семантический переход юг-полдень. Значит, я понимаю, что для вас направление не имеет никакого значения, но все известные мне случаи были обратным переходом. Да, это справедливо. Вот, это во-первых. Во-вторых, хочу сказать, что мы только позавчера защитили якутскую диссертацию про этимологию названия явления живой природы, которую, в общем, наверное, неплохо бы к вам расписать. Вот. Да, абсолютно справедливо, что направление, да, именно такое. Так, Валерия Колосова, пожалуйста. Спасибо, Максим Михайлович. Вот меня, как вы понимаете, больше всего заинтересовали переходы в фетонимах. Неизвестно ли в исследованных вами языках насчет шиповника, вот там, где собачий носик, там вы не пытались смотреть, какой именно вид шиповника, потому что у многих же из них, у некоторых из них черные плоды, и это гораздо больше походило бы на собачий Я нос. отвечу, это красные плоды, это тюркские языки, значит, там везде красные, иногда желтые плоды. Похоже это на собачий носик тем, что на нем черные усики. Вот, может быть, действительно усики сыграли свою роль. Меня удивило, когда я наткнулся, собственно, на такое название, а потом еще обнаружил, что оно воспроизводится в нескольких тюркских языках, а не в каком-то одном случайно. Так, пожалуйста, Николай Викторович. Частный вопрос, касающийся слова «стена» в отношении верхней части гриба. Здесь нет ошибки, потому что здесь Спина. Спина. Возможно, я оговорился. Спина, да. Я ослышался, да. Ну, или я оговорился. Спина тоже странно. Ну, верхняя спинка.
Ну да, то есть округлое нечто. Мотивация такая, округлое нечто. Да? Или округлое, или, Шляпа, голова, понятно. или верхнее. Шляпка, голова, понятно. А спина, ну тоже можно. Да, понятно, спасибо. Так, ну давайте последний вопрос еще. Да, пожалуйста. Они же бывают еще, ну, как бы вытянутые и круглые. И я слышала вполне себе в русском языке словосочетание «собачий шиповник». Вот, но только я не помню, про какой из них. Ну вот шиповник собачий это, видимо, влияние такого книжного традиции и в конечном счете латинского роза канина, которая тоже вот собачья роза такая, собачий шиповник. Вот. Ну что же, коллеги, давайте еще раз поблагодарим докладчика. И на этом мы завершаем утреннюю сессию. И сейчас часовой или почти часовой обеденный перерыв. Дарьи Александровны Рыжовой, Дарьи Чистяковой и Юрия Макарова. Юрия Юрьевича Макарова. Online database on verbal colexification. Давайте мы. Короче говоря, интернет-база для глагольной отражения глагольной классификации. Синхрон перевод? Точно. Представлять по-русски, поэтому эксклюзивно вам придется переводить на другой язык. На английский. На английский нет, это трудно. И вот так, да. Но, кажется, слайды по-английски. Так Слайды что переводить не да. будем. Переводить не будем. So we have a talk of Daria Ryzhova, Daria Chistякова and Yuri Makarov. The talk will be in Russian, but the slide will be in English. Спасибо большое. Я представляю сегодня соавторский доклад, и как это обычно бывает с такими большими цифровыми проектами, здесь довольно сложно определить границу, в каком месте заканчиваются авторы. Авторов, конечно, много, участников этого проекта очень много, и я выписала здесь большинство, но думаю, что все равно не всех. Итак, что мы делаем? Очень важная оговорка по поводу того, какого рода ресурс мы создаем и что именно мы делаем. Сейчас мы относимся к нему не как к готовому продукту, которым уже можно пользоваться и получать удовольствие, а мы относимся к нему так, что мы его рассматриваем как такую творческую лабораторию. Дело в том, что мы, как Екатерина Владимировна уже рассказала не так давно, да, сегодня утром, мы в наших исследованиях по лексической типологии столкнулись с большим количеством разного необычного материала, в частности, с разными случаями денотативного пересечения глагольных значений. И этот материал нас, во-первых, очень удивил, во-вторых, он показался нам очень разнородным, и нам, конечно, захотелось его как-то систематизировать. И вот именно для того, чтобы этот разнородный, необычный, непривычный для нас материал систематизировать, мы стали создавать инструмент, в котором нам было бы удобно с этим материалом работать, как-то его туда вкладывать, смотреть на него, сопоставлять, складывать материалы разных языков, для того, чтобы продвинуться, собственно, в теоретическом анализе этих данных. Поэтому на нашу базу данных мы пока что смотрим как на лабораторию и постоянно ее меняем, да, вносим какие-то изменения в ее структуру. Безусловно, лексических ресурсов очень много, и в этой аудитории все очень хорошо про это знают. Лексические ресурсы сейчас расцветают, они очень богаты, в них огромное количество данных, но для нас проблема заключается в том, что, безусловно, в этих данных пока что нету той разметки, какую мы хотели бы видеть. Да? Там не размечено как раз то, что мы исследуем. В частности, вот самые большие, самые богатые базы лексические, которые нам известны, Кликс и DatSemShift, включают огромное количество материала, чрезвычайно интересного. Но этот материал не размечен именно семантически. Да, что именно происходит, когда в одном лексическом средстве совмещаются два значения. С другой стороны, есть разные другие глагольные базы данных, в частности, FrameNet, который тоже уже разрабатывается давно, разработан очень подробно, он существует для разных языков. И он в некотором смысле к нам ближе, потому что здесь есть некоторое описание ситуации, да, описание фрейма, что происходит, какой предполагается сценарий, какие есть участники.
И к каждому фрейму прикрепляется достаточно большое количество разных лексических средств, которые высвечивают разные фрагменты фрейма. Это уже ближе к нашей истории про глагольную ситуацию, в которой разные лексемы высвечивают разные фрагменты. Тем не менее, это тоже пока что не совсем соответствует нашим задачам, потому что, ну, например, описание фрейма, описание сценария не подразделяется на разные этапы события, а как, возможно, вы слышали с утра из доклада Екатерины Владимировны, для нас как раз важны именно этапы ситуации. То есть нам нужно не просто описать, что в целом происходит и какие есть участники, а нам важно разделение на разные этапы, что происходит сначала, какое начальное состояние должно предшествовать этому действию, какие могут быть следствия, какие могут быть результаты. У фреймнета другие совершенно задачи, поэтому такого рода описания и разметки здесь тоже нет. Ну и, наконец, как нам кажется, ближе всего к нам база данных лексикограф, которая как раз постулируется как база событийных структур. И именно на этот ресурс мы опирались прежде всего, когда создавали свой. Здесь как раз есть и описание типов участников, и очень подробно разложенные события, разложенные очень подробно на разные этапы. Мы ориентировались прежде всего именно на такой формат, но, опять же, в чистом виде саму базу мы использовать не могли, прежде всего потому, что она разработана для русского материала и ориентирована на немного другие процессы, на разного рода сдвиги, основанные больше на аспектуальных акциональных изменениях. А наша задача немножко другая, наша задача именно типологические колексификации. Поэтому, вдохновляясь прежде всего фреймнетом и базой событийных структур лексикограф, мы начали создавать свою базу, которая бы нам позволила раскладывать каждое событие на разные этапы и прикреплять к этим разным этапам разные лексические средства из разных языков, смотреть, что там происходит. Я буду объяснять, как устроена наша база на одном, прежде всего, примере. Это пример, который мы условно называем «брать». Это большой широкий шаблон. Сейчас я попробую показать, как это устроено. Дело в том, что когда мы представляем наши события в нашей базе, мы опираемся на такую структуру. Во-первых, мы предлагаем некоторое обобщенное описание участников этого события с их возможными характеристиками. Дальше отдельные лексические средства могут специфицировать типов участников. Да? Может быть, обобщенный шаблон говорит о том, что, не знаю, агент одушевленный, а для какого-нибудь глагола важно, чтобы это были обязательно животные. То есть сначала мы создаем обобщенный шаблон. В этом обобщенном шаблоне помимо участников есть также обобщенное описание структуры события. То есть каким может быть начальное состояние, какие могут быть этапы процесса, какие могут быть возможные завершения этого процесса, какие могут быть возможные следствия и импликации. И затем на этот обобщенный внеязыковой шаблон мы накладываем конкретные языковые данные. И уже для каждого конкретного слова мы определяем, какие компоненты этого шаблона для этого слова важны, а какие нет. Да, что там специфицировано, что не специфицировано. Ну, вот теперь попробую показать это на примере. Итак, у нас есть один из общих шаблонов, который мы условно называем «брать». И этот шаблон максимально обобщенно мы описываем следующим образом. Мы говорим, что здесь есть несколько участников, кто берет, что берет, возможно, чем. И для участников, сейчас видно, наверное, мой курсор, не очень видно. Для участников мы специфицируем разного рода характеристики. Это, во-первых, таксономические характеристики, во-вторых, топологические, то есть их форма иногда она бывает важна, и разные дополнительные параметры. Прежде всего, это чаще всего оказывается тип консистенции. Для многих глагольных ситуаций важна консистенция участника. Ну и вот здесь уже видно на самом деле, что здесь уже кое-что немножко специфицировано. То есть для ситуации типа «брать» мы уже специфицируем, что инструмент у нас здесь не прототипический инструмент, а квазиинструмент – это часть тела, руки, зубы, клюв, ну или что-нибудь такого рода. Это обобщенное описание, и оно может изменяться, когда мы описываем какую-то конкретную лексическую единицу. Обобщенное описание события мы представляем следующим образом. Это важный момент, как мы вообще строим обобщенное описание структуры события. Мы не опираемся ни на какой существующий формализм в этой зоне, существующий формализм представления структур события, например, а мы описываем возможные этапы
этапы ситуации, возможные этапы события, и стараемся это делать с опорой на тот материал, с которым мы работаем. То есть если мы встречаем глагольную лексику, которая, например, проводит какую-нибудь дислексификацию, основываясь на каком-нибудь параметре, то мы это отображаем в структуре событий, этот тип ситуаций. Или, ну, например, мы встречаем несколько синонимов, допустим, в одном языке, которые отличаются друг от друга одним или двумя этапами. И вот мы смотрим на те данные, которые у нас есть, и стараемся строить структуру события таким образом, чтобы наш шаблон позволял нам описать все колексификации и все дислексификации, которые мы встретили в наших данных. Ну вот, в частности, здесь у нас пока что такой рабочий вариант шаблона. Да, и, конечно, такой подход означает, что каждый раз с новыми данными мы дорабатываем. Еще я называю эту базу такой творческой лабораторией, потому что пока что шаблоны постоянно претерпевают какие-то изменения, когда мы вносим новый материал, новые данные в базу. Ну вот пока шаблон выглядит обобщенно следующим образом, что для ситуации брать у нас важна некоторая экспозиция, начальное состояние, некоторая пресуппозиция, можно так сказать, что между агенсом и пациенсом нет никакого контакта, и пациенс либо перемещается, либо наоборот находится в статическом положении в каком-то месте. Затем происходит сам процесс, агенс приводит в движение инструмент, в данном случае квазиинструмент, часть тела, затем инструмент приходит в контакт с объектом, и затем, соответственно, объект открепляется от своей исходной позиции, попадает к агенсу, и заканчивается все тем, что объект находится у агенса, прототипически в руках. И это обобщенное описание, в котором могут высвечиваться разные фрагменты в разных случаях. Ну вот, например, если мы попробуем на это наложить русский глагол «брать» в конкретном употреблении «брать» вот что-нибудь откуда-нибудь, например, яблоко со стола, то здесь, в принципе, все описание сохранится, ну вот разве что в экспозиции, да, в исходном, в начальном состоянии мы выберем то, что объект должен находиться в статичном положении, а не двигаться. При этом, если мы возьмем русский глагол «ловить», то, вообще говоря, мы сможем его описать с помощью такого же шаблона, накладывая его на такую же структуру событий, по сути. Но нам нужно будет выбрать, во-первых, что объект должен двигаться для того, чтобы мы его поймали. Ну и, во-вторых, с этим связан тоже, немного связан сам процесс. Да? Здесь уже не обязательно, чтобы агент его перемещал к себе, достаточно, чтобы он его просто зафиксировал, да, взял, поймал. То есть здесь наоборот, не агент двигается, не инструмент двигается, а объект двигается. И это мы пытаемся отобразить с помощью структуры событий. Интересно, что на этот же шаблон можно наложить, например, глагол «держать», который устроен совсем по-другому, не предполагает активного действия, а наоборот стативный. И по сути он стативный ровно вот с этой последней стадией. Да? Мы взяли, схватили или что-нибудь, а теперь держим. И, конечно, во многих языках это очень распространенная коллексификация. Ловить или брать коллексифицируется с держать очень часто. Это видно и по материалам кликс. И вот наши данные, которые мы заносим в эту базу, тоже говорят то же самое. В шугданском есть глагол «анчивдоу», который обозначает и брать, и держать. И это коллексификация, которую мы можем отобразить с помощью вот этих наших шаблонов. Мы берем один и тот же шаблон, но в разных значениях этот глагол высвечивает, соответственно, разные его кусочки. Такая типичная метонимическая связь. Любопытно, что на самом деле чуть более сложные как будто бы ситуации тоже можно описать через этот же шаблон. Например, русское «собирать урожай, яблоки с дерева» можно на этот же шаблон наложить, если немножко уточнить разные детали. Да? Например, если мы здесь уточняем, что пациенс у нас, как это называется, множественный объект, да, пациенс у нас множественный объект, причем источник – это там дерево, куст, в общем, какое-то растение, и вдобавок здесь еще появляется дополнительный участник цель, куда мы его перемещаем. А описание ситуации мы можем оставлять практически таким же, просто в конце у нас будет не стативная фиксация, да, пациенса у агенса, а помещение пациенса в определенный контейнер, так, грубо говоря. То есть с использованием того же самого шаблона мы можем описать и такого рода лексику. Ну и дальше, если идти в разные стороны и смотреть на разные глаголы, оказывается, что вот этот шаблон «брать» может быть частью других более сложных событий. Ну, например, взять с собой, забрать,
да, тоже, в общем-то, вкладывается, да, целиком. Брать вкладывается целиком в это более сложное событие. Ситуация выбора тоже предполагает вот этот компонент взять. Ситуация покупки, и отсюда, в частности, в русском языке коллексификация. Я взял там 5 яблок в магазине, в смысле купил. В общем, разного рода шаблоны друг в друга вкладываются, и, как нам кажется, наша база позволяет нам это представить системно и описать. Должна я уже закругляться, видимо, поэтому я сейчас теперь коротко скажу про то, что именно и как мы делаем. Сейчас мы пополняем эту базу, опираясь на словарные данные. Мы берем словари, стараемся брать неевропейские, более экзотические языки. Сейчас мы работаем в основном с ботлихским и с шугнанским, и просто сплошняком смотрим словарь и заносим глаголы с глагольными значениями в базу, чтобы посмотреть, какие вообще у нас бывают структуры событий, какие бывают типы событий, чтобы набрать как можно более разнообразную выборку. Ну и, как я уже сказала, мы постоянно, привнося новый материал, мы постоянно дорабатываем наши шаблоны. Ну, здесь у меня несколько скриншотов того, как устроена сама база. Быстренько я по ним пробегу. Ну вот, во-первых, вот так выглядит карточка участника. То есть мы сразу заносим мирологические характеристики, таксономические, топологические. Вот так, ну, все равно очень мелко, наверное, не видно. Выглядит карточка структуры события, где можно добавлять каждый компонент. И в частности, для разных этапов можно прям вносить указывать целый шаблон, который составляет этот этап. Да? Если я говорю какой-нибудь покупать, и в нем внутри ситуация брать, я могу прямо здесь отметить, что у меня внутри покупать есть в том числе шаблон брать. Ну, хорошо, раз время закончилось, перейду как раз уже к обобщению. Еще разочек скажу, что пока что это не готовый продукт, а именно лаборатория творческая, которую мы используем как инструмент исследования. Наши семантические шаблоны постоянно претерпевают разного рода изменения, и мы постоянно добавляем разные новые параметры аннотации по мере того, как у нас появляются новые данные. Недавно мы добавили обозначение контролируемости, неконтролируемости каждого этапа, связи между разными этапами, какое-то ранжирование участников и так далее. В общем, сейчас для нас это такой исследовательский процесс, и мы надеемся, что он приведет к новым представлениям о том, как это все на самом деле структурировано, да, как устроена коллексификация в зоне глагольной лексики. Все, спасибо большое. Скажите, пожалуйста, во-первых, вот вы глагол брать, а глагол взять вы считаете тем же самым глаголом или это другой глагол? Это первый вопрос. А второй вопрос, вот каков ваш корпус употребления этого глагола, на чем вы основываетесь? Например, какой-нибудь брать барьер вы берете или нет? И каким образом вы ограничиваете? Наверное, нет. Каким образом вы ограничиваете круг употреблений, контекстов, на основании которых вы считаете объектом описания? Его, ну, тем самым как бы там все выравнивает, что внутри этого круга. Каким образом это? Спасибо большое. Ну, я, наверное, чтобы было не очень долго, я, наверное, отвечу так максимально технически. Да? Вот мы стараемся сейчас идти по словарям не русского языка. Да? Русский язык я приводила сейчас скорее в пример, просто чтобы было сразу быстрее и понятней. Мы идем по словарю, берем из словаря набор значений и опираемся на те примеры, которые есть в словаре. То есть это, конечно... Ну, ботлихский, шугнанский у нас здесь сейчас. Ну, вот, например, мы берем шугнанский словарь, шугнанско-русский, двуязычный, да-да-да, берем шугнанско-русский словарь, там есть... Нет, мы берем глагол, мы идем прям по алфавиту, берем первый глагол на А, андивдол, например, да, берем глагол андивдол, смотрим, какие у него есть значения. У него полисемия, у него там есть ловить, у него есть держать, у него есть там какие-нибудь метафоры, что-нибудь еще, и мы смотрим, хватает ли нам шаблонов для того, чтобы все эти значения разложить и объяснить, почему все эти значения есть у одного глагола.
Когда не хватает, мы вводим новые. Вот ровно так мы и работаем. Когда не хватает шаблонов, мы вводим новые. И, соответственно, мы опираемся на те примеры, которые приводятся в словаре, описываем вот те употребления, которые есть. Безусловно, всегда возникает вопрос, наверное, здесь не хватает, вот не проверить ли вот это, не проверить ли вот это, не хватает такого-то значения. В случае с шугнанским мы можем это проверить. У нас есть доступ к носителям, мы можем спрашивать. Поэтому вот технически набор такой. Спасибо большое. Спасибо. У меня вот такой вопрос, когда фреймовый подход еще так лет 15 назад начинался, да, там фрейм, как-то он очень держался за то, что фреймы характеризуются, ну, таким кластером признаков, да, индивидуальным для каждого фрейма, и они не всегда поэлементно друг другу противопоставляются, да, вот здесь вы приводите в этой базе, ну, я не буду говорить компонентный, скажу поэлементный такой анализ, да, каждой ситуации, вот уживается ли одно с другим в одной теоретической системе? Спасибо, Егор. Это очень, на самом деле, сложный философский вопрос. Ну, то есть, с одной стороны, мы, конечно, не прям покомпонентно приводим, а в результате каждый шаблон — это все равно кластер признаков, и там все равно точно так же кластер, набор ситуаций. Другой вопрос, насколько такой взгляд на глагольную лексику, как на структуру событий, поменяет наше представление о фреймах. Мне кажется, что поменяет, честно говоря. Поживем, увидим, да. Да. Наша следующая выступающая — это Евгения Владимировна Буденная вместе с Максимом Олеговичем Бажуковым, Любовью Алексеевной Барковой, Ахмедом Магомедовичем Дугричиловым, база диахроникон и ее возможности для исследования семантических переходов в русском языке. Да. Так. Сейчас буквально секундочку. Да, где вот эта презентация? Ну, если что, это хрома такая. Да. Да. Здравствуйте, дорогие коллеги. И сегодня я также расскажу об одном коллективном проекте. Сегодня много прозвучало докладов про большие коллективные проекты. И вот наш проект продолжает эту серию. Здесь тоже много авторов, и я указала 4, собственно, тех, кто принимал непосредственное участие в подготовке доклада, но на самом деле их тоже больше. Я расскажу о базе данных диахроникон. Это коллективный проект НИУШЕ. И, собственно, чем эта база может быть полезна для исследования именно семантических переходов. Собственно, что из себя представляет эта база? Это первый электронный ресурс, который позволяет системно исследовать то, как конструкции идиоматизировались в диахронической перспективе. То есть какие именно произошли синтаксические, какие произошли семантические изменения с конструкцией, так, чтобы из композиционального сочетания слов она приобрела другую семантику, уже семантику идиомы, да, ну и примерами конструкций могут быть такие известные выражения, как пруд, пруди, по уши, да, Бог знает, с семантикой неизвестности, то есть сочетание слов, которые ранее были композициональными, а со временем идиоматизировались. И мы основываемся на данных национального корпуса, и также мы привлекали данные генерального интернет-корпуса русского языка, и если у нас выборка ранних данных была не очень обширной, мы также привлекали данные сервиса Google Ngram, но в дальнейшем мы верифицировали вхождение, то есть проверяли полученные данные, и сейчас в базе около 200 конструкций, и к концу года планируется, что она переедет на домен ruscorpora.ru. Я в своем докладе сфокусируюсь на содержательной стороне. Да, здесь должна была бы быть анимация, но так, на самом деле это видео. Допустим. Так, я не знаю, но... Так, извините.
Ну, в принципе, это, наверное, не самое главное здесь. На самом деле, вот тут написано по уж, но должна была появиться буква и потом эта конструкция сменяется другими. В общем, это просто анимированный интерфейс. Не буду сейчас на этом заострять внимание на стартовой странице. Я расскажу о некоторых системных случаях, которые, как нам кажется, с помощью нашей базы можно будет выявить. В частности, кажется, что с помощью нашей базы можно будет отследить нестандартные семантические переходы. Возьмем конкретный пример, конструкции день ото дня и конструкции час от часу. Сейчас, да, в современном языке эти конструкции, они имеют семантику постепенного изменения ситуации, но в древнерусском языке конструкция день ото дня имела значение постоянно, ежедневно. Да, вот можно видеть такие примеры корпусные. Благовестите день ото дня спасения его, день ото дни точнее. Да, здесь семантика постоянности, да, каждый день. Да, благовестите о спасении. Да, а сейчас эта конструкция имеет значение постепенного изменения. То есть как будто бы перед нами семантический переход от постоянно к постепенно. И он выглядит, ну, достаточно необычно, как-то нестандартно и заслуживает какого-то внимания, объяснения, почему так происходит. И с помощью базы данных можно выявить такие возможные семантические изменения и проследить, собственно, когда они появились и в связи с чем. И если действительно посмотреть в глубину этих конструкций, то можно видеть, что на самом деле изначально это были две разные конструкции, а именно это была конструкция от часу, а не час от часу, и конструкция день ото дня. Да, и исторически как раз у них была разная поверхностная форма, и как раз именно от часу имела семантику постепенного изменения ситуации. Да, вот тут есть пример 16 века от часу растяху. А день ото дня в то время также означало постоянно, да, ежедневно. Но уже в 17 веке мы наблюдаем современный вариант час от часу, то есть наращивается первый элемент час. Вот здесь первый пример такой конструкции, первое вхождение такой конструкции в корпусе, час от часу прибавлялась любовь. И первые такие вхождения конструкции уже в современном варианте час от часу, они как раз коррелируют с первыми вхождениями конструкции день ото дня уже с семантикой постепенного изменения. То есть тем самым мы можем видеть, да, в частности, вот такие интересные примеры, когда еще вот старая конструкция от часу перед нами фигурирует семантикой постепенного изменения, да, и день ото дня уже приобрело ее же, и они фигурируют в рамках одного предложения. И тем самым мы можем видеть примеры такой взаимной интерференции, получается, двух конструкций, да, и увидеть, как в диахронической перспективе одна из них переняла синтаксис другой, да, а именно от часу нарастила первый элемент час, а день ото дня, наоборот, да, получается, переняло семантику вот этой конструкции час от часу, и все это привело к развитию такой общие схемы, вида общего инварианта, вида x от x, да, с общей семантикой постепенного изменения ситуации. Да, но это некоторый график, да, как час от часу вытесняет от часу. Да, и как раз вот эта точечка коррелирует с первыми вхождениями конструкции день ото дня, с тоже семантикой постепенного изменения ситуации. То есть вот тут такое, на самом деле, даже тройное вхождение. Еще один конкретный пример, но который стоит за определенными системными изменениями, которые можно отследить в базе Диахроникон, это увидеть новые пути грамматикализации. Да, а именно, если мы посмотрим на диахронию предиката айда, то есть айда плюс глагол в инфинитиве, да, мы можем видеть, что сейчас
Он имеет два основных значения. В частности, он имеет градативную семантику, да, как «пойдем», приглашение собеседника к совместному действию. Например, «айда в чилику играть». Да, и это во-первых. А во-вторых, он имеет значение инхативное, да, начинать что-то делать. Все облегченно вздохнули и айда работать. Это более редкое значение, но оно тоже фигурирует в корпусе, это не единичный пример. И встает вопрос, собственно, почему эти значения совмещены в одном предикате, как это объяснить. И если мы залезем в диахроникон, посмотрим, как эта конструкция идиоматизировалась, да, то мы увидим, что изначально это было слово, это была частица, которая использовалась для того, чтобы подгонять лошадей. А потом она стала употребляться не только по отношению к лошадям, но еще и к людям. Значит, да, это приглашение к какому-то совместному движению. «Айда, — говорит Касимов, — бери плакат и езжай в Емудию». И, соответственно, приглашение перед нами уже человека к совместному действию, да, к движению, да, появляется цель, и возникает побуждение к совместному вот этому движению куда-то. Да, вот, например, «айда коров мучить». Ну, если бы мы на этом остановились, то это достаточно частый случай, который, в частности, описан в работе Хайне-Кутева, да, о том, как появляются градативные маркеры. Да, они появляются из глаголов движения. Но, тем не менее, в русской айда отличается тем, что оно претерпевает дальнейшую эволюцию, да, а именно развивает инхативное значение «начинать». И вот такой переход, такая грамматикализация, она не очень тоже где-то зафиксирована, но мы не нашли работ о таком. А вот в базе данных такое изменение, да, появление инхативной семантики, оно прослеживается. И встает вопрос, да, как это объяснить. Да, любопытно при этом, что тут возникает корреляция с иллокутивной целью высказывания, то есть в нарративе перед нами инхативная семантика, да, айда работать, а в диалоге у нас градативная семантика, то есть побуждение. И это можно объяснить, да, вспомнив о таком явлении, как каузативно-инхативная альтернация. Это явление описывалось типологами, спектологами, да, и это такое явление, которое можно видеть на примере John opens the door и the door opened. То есть один и тот же глагол может иметь каузативное значение и инхативное. Но ранее такая полисемия, она описывалась только для глагольных основ, только для глаголов, а мы можем видеть, что оно также представлено и для идиом, то есть не только для конструкций целиком, не только для единичных, да, именно глагольных основ. И, тем не менее, здесь можно видеть некоторые отличия, в частности, они связаны с переходностью глагола, то есть обычно в каузативно-инхативной альтернации там играет роль переходность глагола, инхативность обычно коррелирует с непереходной семантикой, а у нас, да, с этим айда такой альтернации не прослеживается. Да, и наоборот прослеживается связь с коммуникативной целью высказывания, да, то есть если у нас с иллокутивной силой, простите, да, то есть если у нас диалог, то перед нами градатив, а если нарратив, то перед нами инхативная семантика. Ну, таким образом, мы можем выявить, во-первых, как, не самый стандартный путь грамматикализации, так и, увидеть, как он отличается от уже описанных, да, в чем его сходство, отличие от каких-то схожих явлений, которые характерны не для конструкций, а для предикатов. И далее также у меня есть некоторая часть про синтаксис, но
я ее опущу. Это дополнительные возможности диахроникона. И я сейчас, если у меня какая-то минута, чтобы показать интерфейс. Еще 3 минуты. Еще есть 3 минуты. Хорошо. Тогда сейчас я покажу сейчас введу ссылку и покажу, как это, собственно, выглядит. Хорошо, да, тогда я украду. Может быть. Так. Да. Так. Да, и, кстати, вот, собственно, сейчас как его сделать, чтобы он был виден в зуме. Сейчас это будет видно. Вот он. Да. Скажите, пожалуйста, слышен ли звук? У меня нет звука. Да. Да. Вот, собственно, стартовая страница должна сейчас появиться. Так. Да. Да, это стартовая страница. И сейчас. Где она? Вот. Можно мне открыть? Нет, я хочу сейчас зайти на эту страницу, здесь и на нее перейти. Можно мне дополнить? Вот, например, сейчас. Ну да, если смотрим какой-нибудь айда, о котором я говорила, да, то вот можно будет увидеть, как эта конструкция выглядит в базе данных. То есть, ну, есть, мы указываем такие параметры, как ее формулу, да, то есть это основную якорную часть и вот слот, который может заполняться изменяемой частью, да, в частности, глагольной формой, количество изменений, какие из них синтаксические, какие из них семантические, время этих изменений, то есть в зависимости от вхождения в корпус. То есть самые ранние этапы у нас фиксируются во второй половине XIX века. Ну, поздние этапы, эти даты условные, но да, это вот дата вхождения в корпус. И вот далее, в частности, примеры изменений, что призыв к совместному движению, да, и тогда же у нас фиксируется айда, да, с семантикой, с дополнительной каузативной семантикой, да, айда коров мучить, например, и далее она начинает развивать семантику начала любого действия, да, не только совместного, то есть уже инхативного. Развивается инхативное значение. Оно характерно для первой половины XX века. Да, подняли свеженькие зады и айда работать. Да, и вот, ну, мы отмечаем это морфологическим тегом, да, плюс инхатив. Да, и наоборот, вот семантика именно обязательного совместного действия ушла, и для такого мы помечаем тегом комментатив, да, со знаком минус.
И это тип семантического изменения, да, подтип change in semantic compatibility. И конкретно, да, в чем именно изменяется семантическая сочетаемость, да, оно начинает управлять другими глаголами. И далее, точнее, по сути, одновременно она начинает употребляться в нарративе. Да. Да, все. Тогда я сейчас заканчиваю. Да, ну вот примерно так выглядит страница каждой конструкции у нас в базе. То есть вот цепь таких изменений, можно видеть, какое из какого вытекает, какое за каким следует. Ну, как нам кажется, вот с помощью этой базы можно будет отслеживать разные, ну, нетривиальные семантические явления, которые еще, ну, не зафиксированы, да, или зафиксированы как-то очень фрагментарно, а с помощью базы данных можно будет это отслеживать системно. Большое спасибо. Одно слово. Вопрос. Может быть, в два. У меня вопрос слово «айда» — это что мы про его происхождение понимаем, потому что я вот нашел, ну, беглую справку такую с отсылкой к Фасмеру, что как будто бы даже не тюркизм в русском языке, да, но сравнение «айда» в татарском, и, наверное, для таких проектов это важно, потому что возникает вопрос, на почве какого языка что возникло, и вопрос более общий, насколько вы хотите отражать в этой базе возможные кальки, ну, с французского, английского, например, да, где их все-таки много может быть, и не все на чисто, не вся полифункциональность, как бы, да, чисто на русской почве может развиваться. Спасибо большое, Егор, за вопрос. Да, у нас есть поле для комментариев, где мы, ну, на данный момент в текстовом виде помечаем, ну, какие-то особенности употребления конструкций, которые, ну, пока что не поддаются четкой формализации, и в частности там можем отметить, возможно, что это связь с каким-то возможным происхождением. Пока что у нас, ну, не было ни одного случая, когда бы, ну, можно было увидеть четкую кальку. То есть было бы интересно такое найти, что вот развитие того или иного значения связано там, ну, вот с наличием такого же значения в каком-то другом языке, но четких таких примеров не было. У нас был кейс, вот конструкция, по-моему, от корки до корки, она там или куда ни кинь, ну, в общем, там находились какие-то параллели в болгарском, по-моему, языке, но как бы исключительно в болгарском, и не находились в других южнославянских языках, и кажется, что это, ну, наверное, таки независимо. В общем, как бы трудно видеть это как источник, как кальку, но на самом деле было бы интересно что-то такое найти четкое. Все уже, к сожалению. Ну, к сожалению, все. К сожалению. Но есть же еще. Да. Значит, теперь у нас Мария Эмилия Александра и Эдвард Владимирович. Это чистые семантические переходы. Да, по данным некоторых уральских и лексической типологии. Так, добрый день. Сейчас открою презентацию. Так, демонстрация экрана, там что, работает, не работает? Ага. Ну, включите, пожалуйста. Ну да. Ну, а я-то почему не вижу презентацию на экране? Или туда лучше смотреть, когда рассказываю? Нет, сюда. Ну, сколько минуточку ждать? Где так 15 минут на доклад. Ну, чего вы наладить не могли за утро, что ли? Иван, там внизу надо нажать кнопочку, и все. Потому что вы такую изысканную включаете, а это же не нужно. Да-да. Вот я смотрю.
Ну, сюда, ну, оно листается хотя бы, давайте проверим. А в Zoom видно презентацию сейчас? Коллеги, кто в Zoom видно презентацию? Не видно? Скажите, Да пожалуйста. нет, не видно. Нет. Сейчас видно, спасибо. И листается все, да? Да, листается, да. Да, спасибо. Но уточню, что мы в 15:43 начинаем из-за этого всего. Значит, предмет исследования в докладе — это лексема со значением чисто и чисто в русском языке и заимствование лексем с такими корнями в финно-угорском языке. Мы сосредоточимся на моделях грамматикализации этих единиц в фокусные маркеры и в интенсификаторы. Ну, как в примерах 1 и 2 мы видим, да, что слово со значением чистый, ну, не обозначает физическую чистоту, обозначает что-то такое фокусно-интенсификационно. Обсудим, что... Так, сейчас... А почему я теперь не могу листать презентацию? Как? Ну вот сейчас вот листаю, не листается, что мне делать? Вот все, да, теперь получилось, да. Да, значит, мы обсудим набор моделей грамматикализации в нашей выборке, коснемся вопроса о том, происходит ли в этих случаях независимое развитие модели в русском и финно-угорских языках или калькирование каких-то моделей, и поговорим о семантической мотивации наблюдаемых сдвигов. Ну, материал собран в разных известных всем экспедициях Атипла МГУ, и относим мы себя к фреймовому подходу, ну, не менее всем, я надеюсь, известному. Вот, и да, для прорусский язык я скажу, что мы рассматривали как материал литературного языка, так и доступные нам диалектные источники. Вот они здесь названы. Да, вот. На этом слайде набор лексем и языков, которые интересны нам в рамках этого исследования. И как можно увидеть, в некоторых языках слово «чистый» из русского языка заимствовалось не по одному разу. Дальше. Вот, и это, конечно, только часть системы семантического поля чистой. На этом слайде перечислены работы, в которых рассматривалось это семантическое поле и разные буквальные противопоставления внутри этого семантического поля. Но сегодня нас будет интересовать противопоставление отсутствия загрязнения, которое, допустим, в английском clean, и отсутствие примесей, которое в английском pure. То есть, допустим, чистая шерсть в русском языке чистый может обозначать и то, и другое, как бы и свитер сделан из чистой шерсти, и у кошки чистая шерсть. И мы увидим в примерах, что интересующие назначения, они только у лексем, которые обозначают, ну, как бы вот в этих буквальных контекстах отсутствие примесей. Ну, сначала рестриктивный фокус, то есть имеет место P, не имеет места никакие альтернативы P. Допустим, вот в макшанском примере я приготовила макароны, только макароны без мяса. Вот, в русском языке тоже такое же значение доступно лексеме чисто. Вот приведен пример из устного подкорпуса. В принципе, это такое довольно распространенное значение и в устной речи, и даже в литературном языке. Но в диалектах, как в примере 5, и у слова «чистый» в атрибутивной такой форме это значение тоже есть. Дальше следующее значение — это такое существенное сходство при сравнении. Это может быть как и в симилятивных конструкциях, так и в эквативных. Вот, допустим, в примере 6 мы сравниваем образ действия, как бы манеру. Этот мальчик является как обезьяна, то есть как бы значительное сходство того, что делает мальчик, с тем, что делает обезьяна. Ну и в русском языке это тоже довольно распространено с лексемой «чисто». В примере 7 «чисто как дети». Дальше следующая функция — это полный охват объекта признаком. Допустим, вот
в примере 8 стена полностью белая, то есть как бы стена чисто белая. Это значение, в принципе, тоже есть в русском языке и в стандартном, и в диалектах, то есть чисто русская деревня. Получается, что как бы все элементы множества характеризуются этим признаком, ну, либо почти все элементы, то есть такой как бы небольшой слэг, он тоже есть. Полный охват объекта действия. Довольно интересное такое значение. На нашей выборке это горно-марийский, то есть как бы каждый элемент охвачен действием, некоторым действием, то есть как бы над каждым элементом множество x совершается действие y. То есть, допустим, в примере 10 цишты обозначает полный охват супа действием съесть. Вот. И тут интересно, что как бы не только в марийском, но и в других нефинно-угорских языках есть как бы похожие значения. То есть можно как бы с одной стороны, можно подумать, что это такой квантификатор, но не совсем, потому что он не квантифицирует элементы именной группы, он именно как бы он модифицирует глагольную группу, он такой адвербиальный. Это проверялось на материале горно-марийского синтаксическими тестами, и получается, что это вот именно полный охват множества действием, и в горно-марийском еще там различия в порядке слов между разными значениями. Ну и в диалектах это значение тоже находится, то есть продала чисто, в смысле продала все полностью, у меня чисто взяли, то есть все как бы все взяли, все купили. Дальше высокая степень проявления ситуации обозначена следующая функция. То есть как бы некий x в значительной степени обладает набором характеристик y. Допустим, в удмуртском это пример 12 со чистой паймис, он как бы сильно удивился. Здесь именно высокая степень проявления ситуации, потому что у глагола «удивляться» нет какой-то конечной точки, нет какого-то крайнего проявления, поэтому это просто как бы интенсификация в плане того, что это проявление просто как бы высокое, сильное. Ну и в примере 13 как бы чисто заблудилась, такой диалектный пример. То есть как бы тоже вряд ли у глагола «заблудиться» есть какой-то прям совсем как бы предел. Ага. И вот здесь вот на слайде некоторое обобщение по финно-угорским языкам. Здесь можно увидеть, что самое такое популярное частотное значение – это сходство при сравнении. Оно есть во всех языках, у всех лексем. Дальше это рестриктивный фокус в макшанском и горно-марийском, и также в тех же языках это полный охват признаком. Ну, более редкая вещь – это разные предглагольные функции, типа съел все яблоки, то есть полный охват действием, и высокая степень, типа там совсем удивился или совсем дурак. Ну и в некоторых языках некоторые функции под вопросом, часть носителей нравится, часть нет, как бы, такие переходные моменты. Спасибо. Ну, сейчас перейдем к такой уже более обобщающей части доклада. Значит, один вопрос, который у нас есть о том, происходит ли в случае вот этих вот чистых слов, да, независимо развития модели в финно-угорских языках, или это, кальки из русского языка, точнее, даже не кальки, а заимствование и материала, и полисемии, да, который стоит за этим материалом. Ну, с одной стороны, мы видим, что что-то, конечно, на русский похоже, да, что в русском языке в тех или иных территориальных разновидностях, в том числе и близких к вот этим поволжским, уральским языкам, есть релевантное для нас значение, но в то же время они очень варьируются по рассмотренным нами идиомам, то есть если это и там заимствование, калькирование, то такое довольно избирательное. И, кроме того, на почве финно-угорских языков могут возникать специфические семантические и конструкционные ограничения на те или иные единицы, о чем уже Маша отчасти сказала. Вот слово «цишты» в горно-марийском языке имеет разную семантику в зависимости от своей линейной позиции. Да, в 14а, когда оно находится в препозиции к именной группе яблоки, это означает только яблоки, да, а в 14б, где оно находится в постпозиции, это означает уже все яблоки, в русских диалектах близлежащих, да, у нас нет сведений о том, чтобы там где-то что-то такое было.
Так, вот теперь про механизм семантического развития мы поговорим. Значит, у нас есть что? У нас есть базовое значение, да, но отсутствие примеси в данном случае, как уже было сказано. У нас есть значение рестриктивного фокуса, и у нас есть, ну, вот такой кластер, да, интенсификационных значений, сходства при сравнении, полный охват признаком или действием и высокая степень. Ну, и вопрос, как это все вообще друг с другом, на каких основаниях могло бы быть взаимосвязано. Ну, такая радикальная точка зрения прорусская, чисто высказана Богданом Бегларяном с автором, она состоит в том, что у него есть инвариантная функция, да, вот маркер точной номинации, показатель максимально полного, адекватного, точного референциального соответствия и избранного способа наименования. Ну, то есть по Богдану Бегларяну это все вообще чуть не одно значение слова чисто, но типологически эта трактовка, ну, проблемна, да, потому что если мы говорим, что здесь одно значение, то тогда вот эти все единицы у нас типологически различаются чем, да, какими-то вариантами значений или что, или какими сущностями как-то описывать. Поэтому в таком типологическом, во всяком случае, исследовании, да, мы должны относиться к этим значениям как к разным. Ну, вот дальше у нас есть одна логическая возможность, что лексемы со значением чисто и чисто как бы по одной ветке могут развиваться в маркере рестриктивного фокуса, а по другой ветке развиваться в маркере интенсификации. И такому сценарию есть разная типологическая аргументация, да, ну, семантические коррективы, такие единицы, которые обозначают отсутствие признака, и слово чисто, безусловно, к этому классу входят, они развивает маркер рестриктивного фокуса, да, ну, как английское purely, как в русском слово голый в контекстах типа сидеть на голом окладе, пример вот с словом пустой, такой мы, ну, из DatSemShift, вот, в частности, позаимствовали, ну, да, в принципе, в других языках там тоже, у других единиц этого поля такие переходы есть. И с другой стороны, маркеры идентификации тоже могут развиваться на базе семантических коррективов, но вот некоторые примеры вы здесь видите ниже на слайде, да, ну и как бы, да, мы можем предположить, что у нас, ну и в русском, и вот в контактных этих финно-угорских идиомах, да, модель варьирования какая-то такая. А с другой стороны, возможность, которую, ну, тоже, ну, нельзя отбрасывать, да, во всяком случае, надо обсудить, это то, что значения рестриктивного фокуса и интенсификации могут быть сами по себе связаны друг с другом, и одно из этих значений может мотивировать развитие другого, да, или они могут как-то сосуществовать. Ну, здесь за этим логика стоит какая, что и то, и другое значение, по сути, предполагает какое-то, ну, исключение альтернатив или отсутствие альтернатив. Ну, то есть рестриктивный фокус, да, если мы говорим, к директору пришел только Петя, это мы утверждаем, что пришел Петя, и исключаем остальные альтернативы, кто мог бы прийти, да, говорим, что там, там Вася и Коля не пришли. Вот, универсальная квантификация, значит, да, такой промежуточный шаг, который нам здесь нужен, он говорит, что какое-то множество является полностью подмножеством другого множества. Ну, то есть все студенты разговаривают, это значит, что множество студентов ложно множество разговаривающих, и исключений нету, да, вот нет этих студентов, которые не разговаривают. Но зачем нам здесь нужна универсальная квантификация? Ну, затем, чтобы да, как-то попытаться сформулировать так почетче, что мы под интенсификацией понимаем, да, но это по сути то же самое, но немножко более ослабленное, да, как бы утверждение она делает, что значительное число элементов множества образует подмножество множества b, да, ну там деревня чисто русская, это там множество жителей деревни без исключения или почти без исключения вложенного множества русских. Вот, да, то есть компонент отсутствия исключений там и там есть, и находятся также примеры разные, когда одна и та же единица включает и значение рестриктивного фокуса, и значение, ну, либо квантификации, либо интенсификации, но они там, конечно, разными механизмами могут быть связаны, и сейчас нет возможности, да, каждый пример обсуждать подробно, но вот русское всего, да, например, это квантор по внутренней форме, но у него есть употребление, типа у нас всего одна комната, которая рестриктивная, конечно, по сути. Да, ну, с русским только там чуть более, в общем, сложные есть примеры, которые зависят от конструкции, да, русский исключительно интересно в этом плане, да, с одной стороны, вот ориентируется исключительно на процессор Intel, это только на процессор Intel, а исключительно талантливый актер, это очень талантливый актер, это уже интенсификация, да, которая коллексифицируется с рестриктивным фокусом в данном случае. Ну, и вот пример из коми, который мы, ну, позаимствовали тоже из DatSemShift, но, в общем, судя по тому, что я вижу в коми и там словарях корпусе, да, я могу этот пример независимо верифицировать. Вот слово «нач», оно значит, с одной стороны, исключительно или только, «нач ten adverseness always», да, исключительно только из-за тебя это случилось, и оно может значить, ну, что типа совсем, как вот совсем глупое во втором значении вы здесь видите.
Ну и подводя итог, да, мы вывели вот изображенный здесь на слайде набор фокусных идентификационных функций слов чисто в русском и в нескольких контактных финно-угорских языках. И мы видим, что с одной стороны это может быть, ну, и заимствование формы, да, и заимствование модели, но уже с чем-то привносимым самими контактными языками на своей почве. И мы видим потенциально два возможных сценария семантического развития. Это может быть как независимое значение, развитие значения рестриктивного фокуса интенсификации, так и от чистого, да, так и их взаимосвязь уже между собой внутри вот этой фокусной интенсификационной зоны. Спасибо. 3 минуты, да. А микрофон Только у вас в быстрый, зуме не... быстрый. Частный, но быстрый. Ага. По поводу глагола «заблудиться» и проявления его в предельном таком значении. То есть посмотрела я совсем с наречием, и таких примеров, ну, такие примеры есть. То есть проявление в предельном таком. Не совсем удивился, но тоже от этого удивился не станет. Ну, это вопрос, что значит совсем уже в русском языке, да, просто как бы в предельное развитие глагол заблудиться, да, вот, ну вот что, как бы что это за точка, после которой, да, эта ситуация продолжаться не может. Вот тут такой. Второй вопрос вот тому. Сейчас. А вы подойдите. И вы подойдите. Хотел спросить про употребление такие в русском языке, как он чисто поболтать пришел или чисто я по жизни, вот такие молодежным сленге, вот как вы это анализируете? Это рефлективный фокус или что? Ну, наверное, да, как еще? У тебя есть какая-то другая версия? Чисто поболтать это, да, рестриктивно, ну, то есть только поболтать. А второй пример я не расслышала. Что там было? Чисто я по жизни, есть даже такой сериал. Чисто я, но это высокая степень сходства, это как чисто как отец, вот там было на первом примере, мне кажется. Ну да. Я просто, спасибо большое, я хотел просто привести пример из финно-угорского языка, конечно же, в зоне контактов с славянскими языками, но не с русским. В венгерском тоже «тисто», то есть чистый, в значении идентификации высокой степени. Вот, например, песня группы «Омега», классиков венгерского рока, и у них песня «О кюнвело олма», то есть сон бухгалтера. И как раз этот бухгалтер во сне становится ударником в рок-группе, и про него говорят «тисто шоумен», то есть чистый шоумен. Ну, надо посмотреть. Спасибо, мы экспедиционные языки пока только брали, да, откуда были подробные данные. Тисто, ну, то есть там это раннее очень заимствование, поэтому там «ч» перешло в «т». В более поздних там, конечно, «ч» переходит в «ч». Ну, все, последний. Давайте. Ну, с 43 минут, если считать, как раз, да. Хотел уточнить, в русских примерах чистый соответствовало прилагательному, наречию или частице, а вот в ваших языках какой категориальный статус этих слов? Ну, тут хочется как бы начать с размышления над вопросом, какой вообще набор частей речи в наших языках, при том, что там, когда грамматики писали, там перекодировали все, что можно с русского языка, с умом или нет, тоже другой вопрос. Ну, скажем так, что эти штуки, они могут быть и применными, и приглагольными, но это типичная история для прилагательных в этих языках, в принципе, да, они многие, ну, как бы амонимичные прилагательные наречия, да, но называть ли это потом частицей или там продолжать называть наречием, ну, не знаю, но можно, наверное, назвать частицы, да, такие грамматикализованные употребления, если писать словарь, просто как на каких основах здесь, на каких критериях это верифицировать, да, уже тоже такие вопросы То есть возникают. они просто всегда вот в такой немаркированной форме используются во всех. Без слов. Допустим, тот же самый «ци», что он ведет себя перед глаголом абсолютно адвербиально, но при этом также маркирует отсутствие примесей. Ага. Хорошо, да, спасибо. Спасибо большое. Спасибо. Мы успешно справились со вторым докладом, с третьим. И теперь у нас 4-й доклад. Ксения Олеговна Дунаева. Я забыла, мы хлопали или нет?
Кажется, нет. Давайте. Так, так, теперь, тогда Ксения Олеговна Дунаева, Валерия Владимировна Маринина и Екатерина Алексеевна Шепель, нет, не и, Татьяна Исидоровна Резникова. Контролируемые ситуации и семантические сдвиги на материале глагола «мешать», который уже был объявлен «мешать». Ах, доклад будет онлайн. Доклад будет онлайн, а некоторые докладчики тут. Да, а все равно доклад будет онлайн. Да, здравствуйте, сейчас расширим экран. Все у нас слышно, видно, все нормально. Видно и слышно. Ага, спасибо. Да, тогда начнем. Мы расскажем про контролируемые ситуации и семантические сдвиги на материале глагола в поле «менять». Мы — это Ксения Дунаева, Валерия Маринина, и также над этим докладом работали Татьяна Исидоровна Резникова и Екатерина Шепель. О чем мы будем говорить? Сначала немножко расскажем про методологию материала, потом расскажем о структуре поля «мешать», о прямых значениях глаголов «мешания», потом обсудим модели семантических сдвигов для глаголов поля «мешать» и теоретический статус выявленных сдвигов, а именно проблему контролируемости. Мы работаем в рамках фреймового подхода Московской лексико-типологической группы. Фрейм в нашем понимании — это прототипическая ситуация, которую может описывать данные лексемы и типичные участники ситуации. Также мы пользуемся понятием коллексификации. Коллексификация — это выражение разных значений одной лексемой. И в поле «мешать» мы используем понятие слабой коллексификации, то есть, например, русские приставочные глаголы считаем одной лексемой. Да, рамки нашего исследования. Мы исследуем ситуации физического мешания и метафоры, образованные от глаголов поля. Под мешанием мы вообще понимаем физическое воздействие, под мешанием в прямом смысле, да, мы понимаем физическое воздействие на объекты с целью получения однородной массы. Да, на слайде перечислены языки, с которыми мы работали. Да, немножко про противопоставление внутри поля. Мы не представляем здесь полную карту, так как это не так важно для целей нашего доклада. Просто скажем несколько слов про некоторые контрасты. Во-первых, глаголы в поле глаголы мешания противопоставляются по цели действия. Может быть, две цели. Это соединение компонентов в однородную массу и поддержание консистенции. И русский не противопоставляет эти две ситуации. Но, например, английский противопоставляет. У нас есть глагол mix, например, который используется для в ситуациях соединения компонентов в однородную массу. И, с другой стороны, есть глагол stir, который используется во фрейме поддержания консистенции. Да, и то есть мы не можем сказать, например, mix the porridge в значении помешивать кашу, чтобы она не пригорела. Помимо противопоставлений по цели мешания, есть противопоставление в таксономическом классе объектов, выделяются отдельно жидкости, сыпучие вещества и тесто. И также выделяются несколько топологических типов объектов. Это, например, длинные гибкие предметы типа веревок, игральные карты и какие-то сравнительно крупные дискретные объекты. Ну вот, например, длинные тонкие объекты, смешивание длинных тонких объектов часто выражается особым глаголом, типа путаться в русском. Да, здесь перечислены тоже некоторые лексемы, да, но иногда, в принципе, это
путание описывается и более общим глаголом, как во французском и татарском, но все-таки это противопоставление во многих языках есть. И мы дальше покажем, что метафоры от этих глаголов могут быть разные. Теперь перейдем, собственно, к метафорам. В рамках фреймового подхода мы считаем, что источник метафорической модели — это не конкретное физическое значение лексемы в целом, а вот некоторый определенный фрейм из сферы покрытия лексемы. То есть каждый фрейм ассоциируется со своим набором переносных употреблений. В нашем материале в этом отношении четко выделяется фрейм удержания консистенции, а вот для смешивания и путания переносные значения в значительной степени пересекаются. Можно следующий? Да, основные метафоры от поддержания консистенции следующие. Во-первых, это шевелиться, как в английском he stirred in his sleep. Кроме того, будоражить, волновать. Тоже здесь пример из английского и вьетнамского. Взбудоражить общественное мнение. И в этом случае, кажется, идея физического движения перемещается на такое душевное движение, так скажем. И кроме того, есть еще метафора говорить не переставая, как у русского болтать в татарском. Но да, здесь не очень понятно, калька это или нет, потому что, кажется, больше нигде такой метафоры найдено не было. Можно следующий слайд, пожалуйста. Кроме того, есть еще значение отвлекать, мешать кому-то, которое есть у русского мешать. Но это, как оказалось, типологически редкая метафора, и мы считаем ее скорее метафорой от поддержания консистенции, потому что, во-первых, как бы в вьетнамском языке есть нечто похожее, и у ребенка был жар, он мешал нам своим плачем всю ночь, и здесь глагол тоже используется в значении поддержания консистенции. Но, кроме того, есть еще немецкий глагол, который имеет значение только мешать кому-то и не имеет прямых употреблений, но он является когнатом английского stir, поэтому вот кажется, что, возможно, в русском, в отличие от других языков, мешать такой доминантный глагол поле, который развил и другие метафоры, во всех остальных языках, собственно, глаголы для поддержания консистенции, эти метафоры по какой-то причине развивают не так часто. Дальше. Да, здесь на слайде представлены основные метафоры и смешивания и путания, о которых мы будем говорить, там перепутать одно и другое. В общем, не буду сейчас подробно останавливаться на этом списке. Дальше рассмотрим их подробнее. Первая метафора — принятие один объект за другой. Да, начнем с метафоры путания. Принять один объект за другой, то есть задействовать один объект вместо другого, в основном о людях, словах, фактах и так далее. Там, я спутал его с тобой. Путать имена и факты. Тут вот примеры из польского и татарского. И в русском тоже такая метафора есть. Следующий. Кроме того, есть еще, собственно, декузативный вариант предыдущей модели. Информация сама по себе путается у меня в голове, мысли тоже сами путаются в голове. Тоже довольно частая метафора. Тут немецкий, вьетнамский достаточно разные языки, но она в них есть. Кроме того, есть еще метафора. Человек путается в чем-то, в делах, в словах. Тоже такое значение развивается. То здесь есть идея некоторого замешательства, собственно, как и в предыдущих метафорах. Тоже здесь примеры из польского, ты путаешься в своих показаниях, из французского, запутала в своих делишках. Да, есть еще метафора заблудиться, тоже встречается достаточно часто в польском, в татарском. Там вместо того, чтобы идти направо, пошли налево, совсем заблудились. Вот здесь тоже присутствуют некоторые идеи замешательства и ошибки. Следующий. Да, есть еще метафора впутаться в какое-то дело случайно, оказаться в какой-то ситуации. Я бы предпочел не быть сейчас впутанным в проблемы окружающей среды, как, например, в испанском. И, кроме того, еще есть метафора запутать, усложнить. В вьетнамском путать следы, в татарском запутать дело так, что никто не может понять. Следующая метафора
человек сливается с фоном, она также есть у глаголов мешания, но вот здесь французский пример. В общем-то, про эту метафору, ну, как бы она такая смежная и для путанья, и для мешания. Не очень понятно, что здесь первично. Вот, есть еще метафора X путается под ногами. Например, в польском поросенок путается между актерами, взрывается в траве. И тоже из татарского, тоже такой пример. И путайся около взрослых. Да, теперь я скажу немножко про метафоры мешания. Есть значение, например, вмешаться в какое-то дело намеренно. Там, примеры из испанского, казахского на слайде. Мы не вмешиваемся в судьбу общин. Я не буду вмешиваться в это дело. Да, в русском у нас тоже есть такая метафора. Да, еще одна метафора – это соединение абстрактных объектов, например, смешать поэтические и иронические тона, пример с польского, пример из английского, смешать, как бы мешать работу и удовольствие. Да, и также, как за глаголами путания, есть метафора X сливается с фоном, да, обычно это человек, но не обязательно. Да, есть также метафора, когда у нас соединяются несколько абстрактных объектов, реальность и сон смешивались, дикости, в которой смешиваются ненависть и сладострастие. И последняя метафора, которую мы скажем, это значение общаться. В русском такого, кажется, нет. Да, ну вот здесь примеры из испанского, казахского и английского. Да, пообщаться с несколькими фанатами, общаются между собой. Mix with a wide variety of people. Да. И сейчас в завершение нашего доклада обсудим немного теоретический статус переходов, которые мы описали. Да, в как бы теоретическом ракурсе выявленные переходы похожи больше всего на метафорические. Как метафорические сдвиги описываются в теории концептуальной метафоры? Предполагается, что метафора — это проекция домена источника на домен цель, и при этом в домене цели сохраняется когнитивная топология сферы источника, то есть наследуется какой-то структурный структурный каркас, набор основных элементов и отношения между ними по Лакову. Но не очень понятно, что считать элементами домена, а что отношения между ними. Лаков об этом подробно не говорит, но кажется, что логично считать элементами участников ситуации, а отношения между участниками задает, собственно, предикат. И, видимо, нужно еще учитывать основные характеристики предиката, и к ним можно точно отнести акциональность и контролируемость. Да, то есть этого нет у Лакова, но нам кажется, что это было бы логично сделать. И наши языковые данные дают материал для анализа переходов в отношении контролируемости. Да, мы можем анализировать переходы в отношении контролируемости, потому что путанье как ситуация прототипически неагентивна и неконтролируема. То есть длинные тонкие предметы, как правило, смешиваются сами по себе, либо при участии некоторого неканонического агенса, например, там, провода спутались в коробке сами по себе, ветер спутал волосы, не то, чтобы у него были какие-то намерения это сделать. Мешание в то же время, наоборот, агентивно и предполагает наличие какого-то каузатора, который, собственно, воздействует на некоторые объекты, и таким образом они соединяются. Там, смешать одно с другим. Угу. Поэтому мы бы ожидали, что в метафорах «отмешать» сохранится контролируемость, а в метафорах «отпутаться», наоборот, неконтролируемость. И действительно, в целом ряде метафор есть такой параллелизм,
между источником и результатом сдвига в отношении, собственно, этой контролируемости. И идея агентивности и контролируемости иногда она помогает различить близкие модели, производные от путать и мешать. Следующий слайд. Угу. Ну, например, в ситуации принять случайно один объект за другой и соединить намеренно несколько объектов. В случае, когда здесь примеры из польского, где речь идет о словах, о словах в языке. В первом случае поэты соединяют латынь с родным языком намеренно, поэтому используется глагол «мешать». А во втором случае героиня путает слова случайно от волнения, и поэтому используется, собственно, глагол «путать». Однако в некоторых метафорах происходит смена контролируемости, и метафоры от «мешать» описывают неконтролируемую ситуацию, а метафора от «путаться» – контролируемую. Например, это происходит в случае запутать, усложнить. Там запутать дело так, что никто не может понять, запутать следы. Кажется, что это скорее контролируемая ситуация, агентивная, и это происходит намеренно. Это то же самое ссорить, портить отношения. Дальше. В случае смешать, наоборот, метафора, о которой мы уже говорили, смешаться как бы об абстрактном, в эмоциях, качествах, признаках и так далее, развивается скорее от непереходных глаголов. Вот в русском, кажется, виден этот четкий контраст между грусть мешается с радостью, и он мешает грусть с радостью. Мне кажется, второе предложение недопустимо. И здесь есть примеры из вьетнамского и итальянского, где тоже такая метафора развивается от непереходных глаголов. Ну и таким образом получается, что, конечно, для того, чтобы проследить влияние мены контролируемости на природу семантического сдвига, нужно оценить более широкий языковой материал, но в целом семантические сдвиги неоднородны в отношении этой контролируемости, и, ну, как кажется, вот нарушение этого исходного отношения нарушает и каноническое представление о метафорическом сдвиге. Ну и, возможно, стоит говорить не о жестких типах перехода, там, о метафоре и о метониме, а какой-то более дробной градации переносов, о которой еще, может быть, стоит подумать. Вот. На этом у нас все. Спасибо большое за внимание. Ну, 3 минуты или 2 на вопросы. Есть вопросы? Вопросы есть? Вопросов нет. Есть один. Опять такое вот частное замечание по поводу путать, которое, ну, по крайней мере, если говорить о славянских глаголах путать, не обязано иметь семантику неконтролируемости, потому что это от слова путы, родственно, там, ну вот 5 раз 5, и это, ну, действие контролируемое, вообще-то говоря. Да, хорошо, спасибо, мы об этом тоже подумаем. Ну, кажется, что, ну, по крайней мере, как нам показалось, что все-таки ситуация чаще не контролируемая. Вот. Синхронное утверждение действительно скорее употребляется путаться, мы рассматриваем, когда анализируем русский язык, очень много каких-то примеров. И, конечно, в первую очередь встречаются неконтролируемые ситуации. Да, и как только путать, да, сразу переносное значение. И это как прям бросается в глаза, и как бы этот материал напрашивался. Да, да. Значит, если путать, то переносное. Путаться бывает тоже переносно. Нет. Он спутал, нет, он спутался с кем-то, кажется, не скорее в большей степени неконтролируемое, чем вмешаться. Вмешаться, ну, как бы это похожие очень метафоры. Нет, вмешаться, да, вмешаться и впутаться в историю. Они очень хорошо друг с другом, да, и путаться, да, путаться было. Да, да. Да, и как бы кажется, что вот здесь они действительно наследуют свою контролируемость от исходных. Да. Спасибо вам большое. И тогда мы переходим к следующему докладу. Да? Следующий доклад
Арины Витальевны Овчинниковой о полисемии русского глагола «забрать» в типологической перспективе. Да-да. Доступен предыдущий доклад? Что это? Руководитель вообще всей конференции убивает нас. Но что делать? Все фиксация и возвратность — это все все считается лексикой. Ну, на уровне фреймов, как бы, да, на уровне вот фреймов. Да. Но дальше мы смотрели уже действительно на то, что из этого скорее ведет себя агентивно, а что не агентивно. Ага. Так, ну, все, ура. Теперь мы переходим все-таки к Арине Витальевне и узнаем глагол «забрать». Да, ура, всем здравствуйте. Я действительно расскажу про полисемию глагола «забрать», причем в типологической перспективе. И удачным образом мы сегодня уже немножко обсудили глагол «брать», и в ситуации с глаголом «брать» мы знаем, что подразумевается, что объект находится в каком-то source, и вот агент что-то такое делает с объектом, что он перемещается. Вот. И забрать ровно то же самое, в том смысле, что есть некоторый source, где находится какой-то объект. Но интересно с глаголом «забрать» то, что он может покрывать и контексты локативные, где source — это какое-то вот место, и контексты, где source — это вообще-то не место, а контрагент. А контрагент вообще-то может быть против и даже сопротивляться. Вот, и уже на этих примерах мы видим, что как минимум есть такие вот локативные контексты условно, и условно контексты, где есть воздействие на контрагента. И тут стоит сказать на ограничения, про ограничения, которые я ввожу. Я буду рассматривать в основном конкретные физические действия, и, наверное, это понятно для локативных контекстов. Вот, а что касается контекстов с контрагентом, что нам обеспечивает физическое, более конкретное действие? Ну, то, что агент, да, вот совершает конкретное действие, вот объект физический, и обычно он соизмерим с рукой, потому что это прототипический квазиинструмент, которым действует агент обычный человек. Да, и понятно, что если это нарушается, там, ну, забрать мяч не то же самое, что забрать дом, отобрать сумку не то же самое, что отобрать машину, да, когда отбирают или забирают дом, он вообще-то никуда не движется, он стоит на месте, поэтому это более абстрактная ситуация, чем забрать мяч. Вот, поэтому мы будем смотреть на более физические действия. Ну и рассмотрим параметры, которые вообще могут влиять на лексификацию этой ситуации. Ну, как мы уже сказали, есть контекст локативный, а есть контрагент. Значит, нам важно то, что у нас бывает перемещение агента, вот, а бывает, что он не перемещается, а вот что-то такое делает, что объект перемещается к нему, а он вообще-то статичным остается. И вот русский-то глагол так умеет, а типологически это не всегда так. Ну вот, например, во французском у нас в контекстах с перемещением агента и без перемещения будут разные лексемы. И не только во французском, в других языках тоже. Вот. Посмотрим теперь на параметры, релевантные для каждого отдельного типа ситуаций. Ну вот, в ситуациях, в которых агент кто-то перемещается, чтобы забрать, получить объект, вот, и после этого тоже с ним кто-то перемещается, нам могут быть, например, важны условно отношения между объектом и агентом, да, если объект предназначен агенту, это какой-то конкретный референтный объект, забытый где-то, оставленный, или это какой-то новый объект, и это ситуация вхождения в обладание в том смысле, что это запланировано, да, забрать заказ откуда-то или что-то такое. В этом случае во французском скорее будет лексема récupérer, вот, но при этом это почти взаимозаменимо с aller chercher, но там
дистрибуция шире, потому что объект может быть и незнакомым, потому что можно сходить вообще за чем-то. Вот. Или, например, в нидерландском может быть важно, какова локация, в которой находится объект, если она временная. Можно это так анализировать. Если она временная, то есть если ребенка забирают со школы, потому что он не всегда там находится, да, то это значит, что его скорее обфален, то есть просто забирают домой. А в случае с авхален у нас, как и в русском, может быть две интерпретации. Ребенка могут забрать со школы в смысле, что его отвозят домой, а могут забрать в том смысле, что его хотят забрать насовсем и перевести в другое место, в другую школу, в другое учреждение. Вот. И в этом смысле вообще интересно, что в нидерландском глагол «afvallen» по словарям должен быть взаимозаменим в ряде контекстов с «ophallen», но он еще и значит, несмотря на то, что обозначает как бы пространственный там, ситуацию с перемещением, он еще значит удаление, то есть просто убрать. И словари не сходятся с данными носителей. Носители во всех локативных контекстах выбирают «ophallen», а «afhallen» только в контексте, ну, в анкете «убрать скатерть со стола», например. Вот. Еще один важный параметр для ситуации с перемещением агенса — это то, выражается ли в контексте только source или может выражаться еще и конечная точка действия. Ну вот забрать как раз, он вообще-то скорее source-oriented, но он как раз умеет, он вообще может иметь семантическую валентность на goal. И, конечно, контексты source встречаются чаще, но в корпусе довольно много примеров с выраженной goal. И здесь что важно, что, во-первых, забрать что-то куда-то — это не всегда то же самое, что взять что-то куда-то, потому что часто это действие такое невозвратное. То есть объект не возвращается, он забирается насовсем. Вот. И важно здесь то, что в других языках эта часть контекстов как бы выпадает, потому что как только во французском или в нидерландском в контексте появляется глагол, то там сразу появляются глаголы со значением унести, отвести, и это уже кажется не совсем то, точно так же, как и взять с собой, а не забрать. Вот. Теперь перейдем к ситуации, где нет перемещения агента, где есть контрагент и, возможно, воздействие на него. Здесь важный параметр — это то, охарактеризован ли способ действия или нет. Ну, глагол «забрать», он недоспецифицированный, и ровно так, как и лексемы в других языках, да, эстонская «вытма», французский «prendre», лексемы со значением «брать», они не очень конкретные. При этом охарактеризованными будут лексемы вроде «вырвать», «выхватить», «выдернуть», французская «arracher», эстонская «harma». Все лексемы, которые так или иначе связаны вот с некоторым воздействием, таким резким или грубым действием. Еще один параметр, который может быть важен в этой ситуации, это, опять же, отношение между объектом и агентом. Ну вот во французском есть отдельная лексема для ситуации, когда возвращают объект именно такой, который уже когда-то принадлежал агенту, то есть это просто глагол «брать», «prendre», да, и приставка «re», которая означает, что действие происходит заново. Еще интересно, что если у агента нет цели присвоить объект себе, а скорее цель лишить контрагента объекта, но при этом это все еще физическое действие, то во французском может скорее выбираться, например, лексема «retirer». Да, вот как в контексте «elle retire le gâteau de main de l'enfant», она выхватила нож из рук ребенка. Не потому что она хотела стать поссессором, а потому что она хотела лишить этого предмета ребенка, то есть контрагента. Вот. И можно подумать о том, как устроена система в языках. Вот так схематически обращу внимание на то, что это не семантическая карта в привычном понимании для лексической типологии, потому что в подходе, который подразумевает выделение фреймов, обычно и на карте мы видим фреймы,
между фреймами видим ребра, которые предсказывают, что у нас будет коллексифицироваться, а что нет. Такое ощущение, будто, по крайней мере, на данном этапе не очень удобно думать про забирание в терминах фреймов. И я попробовала представить это в виде наборов вот некоторых признаков. Это, кажется, все еще позволяет сравнивать устройство систем, хотя, наверное, конечно, имеет не такую объяснительную способность. Но, тем не менее, вот уже видно, что русский забрать очень такой, ну, это вообще очень доминантная система, забрать умеет покрывать много контекстов и с перемещением и без. А, например, французский явно делит более дробно эти ситуации, да. Я не буду, наверное, все лексемы комментировать, но скажу самое интересное, да. Во-первых, отсюда условно выпадает контекст из goal, потому что как только goal выражено, там уже скорее будут глаголы со значениями отнести, унести, отвести и так далее, а вот забрать там кого-то из школы куда-то, то есть где выражены ресурсы goal, ну, скорее всего, там уже в год глаголов типа récupérer не будет. Вот. Что интересно во французском? Ну, глагол prendre, он сам по себе скорее не обозначает ситуации перемещения, только если он в конструкции с глаголом движения passer. Passer prendre значит вот проехать, как бы не останавливаясь, подобрать человека и ехать дальше. Вот. Для обозначения этой ситуации еще, опять же, используется глагол récupérer, который мы уже обсуждали, и конструкция aller chercher, venir chercher. Вот. Но они отличаются только тем, aller и venir, только тем, где находится говорящий. Вот. Посмотрим для сравнения на нидерландский. Вообще-то система очень похожа. В принципе, деление такое же. Интересно то, что если во французском мы видим, что сюда попадают конструкции с глаголами движения, то в нидерландском вот как раз есть отдельная лексема для этого. И еще, что касается лексем, которые охарактеризованы по способу действия, вот есть такой глагол packen. Packen вообще значит хватать. Вот. И есть еще глагол retten. Он носителями скорее не выбирается в контекстах, вот, но по корпусу тоже встречается, обозначает более грубое действие, судя по всему. Вот. И еще эстонская система с чуть более пестрой и хаотичной схемой. Почему так произошло? Ну, в эстонском, как кажется, нет специальных лексем для выражения ситуации с перемещением агенса, как во французском, где есть récupérer, или с нидерландским. Сюда проникают те самые глаголы, которые до этого мы исключали из-за того, что у них есть понятность на гол. Потому что в эстонском, например, вима и тома, нести, вести, они могут употребляться и в контекстах с source и с goal, вот, и они проникают глубже в эту схему и покрывают вот контексты source, и носители регулярно отмечают, что вот в эстонском детей, например, со школы не забирают вообще-то, а просто отвозят. Вот, еще интересный момент, то, что здесь внезапно оказывается глагол «получить». Но если подумать, что и в русском здесь может употребляться глагол «получить», «получить посылку», а не «забрать», но вот в эстонском это значительно чаще, и вот если забирают что-то готовое, что-то вот предназначенное, то чаще вот это именно «получить», а не «забрать». Такой своего рода более пациентивный взгляд на ситуацию. Вот. И уже на этих данных видны некоторые интересные тенденции. Да, ну понятно, что ситуация выражается часто за счет лексем основ со значением «брать», вот, и «брать» как-то модифицируется. Ну, например, за счет приставок, или за счет частиц, или за счет модели управления. Да, вот во французском отобрать что-то будет именно prendre quelque chose à quelqu'un. Вот. И, ну, конечно, это не все средства. Мы уже заметили то, что в поле, в эту лексическую область проникают лексемы смежных зон. Да, это глаголы движения и глаголы воздействия. Ну и как можно объяснить смежность?
Ну, конечно, через то, как устроено событие. И мы об этом уже сегодня говорили во многих, нескольких докладах. И, например, как вообще выглядит ситуация, в которой агент перемещается. Ну вот, объект находится где-то, агенту нужно туда переместиться, взять или получить Y, а потом уже дальше с ним перемещаться еще куда-то. И вот разные языки могут профилировать разные фазы ситуации. Да, допустим, французское «aller chercher» означает перемещение вот в фазу, которая под номером 1. А, допустим, эстонский «сама», да, это вот про такую срединную фазу, которая высвечивает не перемещение, а вот именно момент, когда объект переходит к агенсу. Ну, «вима» может обозначать последующее перемещение с объектом, то есть когда объект уже получен, и его уже уносят. Вот. То же самое с контекстами, в которых агенс забирает объект у контрагента. Да? Объект находится у контрагента, агенс как-то на него воздействует вот с помощью квазиинструмента, и объект к нему переходит. И вот откуда у нас появляются лексемы вроде «вырвать» или «выхватить», ну, они профилируют как раз ту самую фазу воздействия. Да, это характеризованность по способу действия, как именно агент отбирает предмет. Вот, французское, допустим, «Ильма арраше», он вырвал у меня телефон, или там «мама выхватывает у детей спички». Вот, получается, что эти лексемы, они изначально как бы не про ситуацию взятия, ну, скажем, рвать, тянуть, не про ситуацию взятия, но за счет смежности ситуации они проникают в это поле. Ну и вообще-то это действительно похоже на метонимию из-за того, что мы говорим о фазах ситуации, да, берем одну фазу и называем по ней всю ситуацию целиком. Но, как сегодня уже прозвучало, например, в докладе Екатерины Владимировны, то, что вот у нас есть смежность фаз, но это такая метонимия, которая не вполне стандартная из-за того, что у нас нарушаются границы между полями. Вот можно говорить о таком нестандартном сдвиге, когда мы говорим о смежности, но смежность не может, но смежность нарушает границы доменов. Вот, на этом у меня все. Прямо как раз 5 минут на вопросы. Давайте. Ой, а надо... Таня, дайте, пожалуйста. В немецком языке есть такой глагол «abholen», который употребляется для, ну, как бы, который забрать, но для русского человека он употребляется очень странно. Например, вот они забирают человека на вокзале, вместо того, чтобы вот мы встречаем человека на вокзале, они забирают. И мне кажется, что вот это противопоставление, то есть забрать по-русски можно ребенка из сада очень хорошо, из школы, ну, скорее младший, но уже вряд ли студент, или сын-студент из института и там жену с работы. А в немецком все это делает глагол «abholen» абсолютно свободно. Это просто значит, что я за тобой заеду на машине туда, где ты находишься, и мы поедем куда-то вместе. Вот что значит «abholen». Это, видимо, это, ну, что это... Ну, заберите. Нет, я хочу сказать, что забрать, это можно действие по отношению к человеку, который сам либо маленький ребенок, либо который сам не самостоятельной своей волей не обладает. Вот забери меня из ресторана, я пьяный, не могу сесть второй. Это тот же самый случай. Ирина Борисовна подсказывает. Вот. Вот это такой пора, то есть, ну, забрать, ну или забрать кого-то в милицию можно забрать. Это тоже, это вот некоторые насильственные. Из роддома. Что? Из роддома можно забрать. Ну, правильно, из роддома человек сам не может передвигаться. То есть это некоторое это действие, которое контролирует агент, а пациент как бы тут выступает пассивным участником. Но это такой важный параметр, который... Вот, а в немецком, в этом «abholen» этого нет, этого ограничения. Вот это даже скорее не вопрос, а вопрос, как что вы думаете. Да, спасибо большое. Это очень интересное замечание. На самом деле,
Действительно, чаще всего, когда речь об одушевленном объекте, он скорее действует, он вообще менее валидивный в этой ситуации, хотя на самом деле это не всегда так. И был, например, пример из НКРЯ, где было «забери меня отсюда, забери меня в Москву». Ну, да, наверное, здесь человек не очень агентивный, хочет, чтобы его забрали, но все-таки он хочет. Ну и действительно забрать в больницу, в полицию, в армию, как будто бы это действительно действие агентства, который обладает некоторой силой и какими-то правами, да, а пациент действительно здесь скорее бессилен. Ну и, собственно, наверное, более устаревшее значение «забрать», ну просто «забрать» в значении «арестовать» по словарям. Есть еще вопросы? Нет, вопросов нету. Мы выиграли минуту. Спасибо вам большое. Ага, хорошо. Теперь Анастасия Дмитриевна Подгорная. Семантические переходы в близкородственных языках. Глаголы бросания в русском и чешском. Первый. Лучше PDF. Да, докладе расскажу про систему глаголобросания в русском и чешском и про семантические переходы, которые они развивают. Материалом для работы послужил контексты из русско-чешского параллельного корпуса НКРЯ. Я рассматривала публицистические тексты Толстого и на СМИ и художественную литературу XX века. Всего было выписано достаточно много контекстов, как в прямых, так и переносных значениях. Под бросанием, я понимаю, как и это общепринятая трактовка, каузированное движением руки, перемещение определенного объекта. При описании систем глагола бросания я опираюсь на фреймовый подход к лексической типологии, но также опишу семантические переходы. Для поля бросания в существующих работах выделяются следующие фреймы. Это такие обобщенные ситуации, которые могут иметь особенности выражения в языках мира. Это множественность объекта или ситуаций, прицельное бросание, метание, избавление, выбрасывание, легкое движение. Также легкое движение может противопоставляться бросанию с эмоцией или силой, а также релевантным для выбора лексемы может быть направление. Это бросание вниз или вверх. В своей предыдущей работе я уже рассматривала глагол бросания в чешском на основе анкетирования носителей, а также одноязычного корпуса, одноязычных корпусов чешского контекста. Рассмотрим систему чешского, как и для многих, по крайней мере, европейских языков. В чешском выделяется глагол, который можно назвать доминантным. Он покрывает, в общем, все выделенные фреймы, развивает широкую полисемию, имеет большое количество приставочных дериватов. В общем, как русские «бросить» и «кинуть». Это «годит» и «разит», глагол несовершенного вида. В его приставочные дериваты лексикализуют отдельные фреймы, уточняя направление. Например, «отгодить», «погодить» обозначает выбрасывание, «надгодить» — бросание вверх, «сгодить» — наоборот, вниз и так далее. Кроме «годить» и «газет», в качестве такого широкого глагола бросания в словарях указываются «выргнут» и «выргат», который содержит корень «вырг», когнатный «верг» в приставочных дериватах в русском.
носители не указывают какого-то конкретного признаку, противопоставляющего вырхнут годит, например, можно сказать годит или вырхат нуш, то есть метать нож, но при этом он намного менее частотен, чем годит и газет. Кроме того, есть глаголы, которые выделяют прицельное бросание. Это, например, трефовать, метать, а также попадать. А метать, метнут, является в чешском уже книжными устаревшими. И при переводе соответствующих контекстов в русском сметать носители этот глагол не выбирают. Например, петягази или трефуе мич до коши – это пример для такого прицельного бросания. Кроме того, большое количество лексем выделяют бросание с эмоцией или силой. Эти компоненты сложно отделить, но это мырштит, мырскнут, и глагол несовершенного вида мырскат, швырнуть, швырять, а также целый ряд глаголов праштить, бацить с значением ударить и швихнут, хлестнуть. Это можно сравнить с ситуацией в русском, где для таких глаголов, как шарахнуть, бахнуть, тоже в словарях приводится значение бросания, не только удара. Сопоставляя систему русского и чешского, можно отметить, что они очень похожи. Выделяются доминантные глаголы, притом это целая пара. Бросить, кинуть, и также в чешском есть годить и выргнут. Отдельные лексемы существуют для прицельного бросания. Метать, метнуть в русском или запустить, также силой, и трефовать в чешском, и вот такой книжный уже почти не встречающийся метать. Бросание силы эмоций, для русского это швырнуть, швырять и ряд других глаголов, и для чешского тоже центральный мырштить, мырскат, одна группа, и также праштить, бацить и швигнут. Интересно, что приведенные системы не имеют когнатов. На материале параллельного корпуса выделенные отношения между глаголами также прослеживаются. Так бросить и бросать соответствует уходу и газет, также переводится кинуть и кидать, а выргнут, выргат в параллельном корпусе в прямых значениях соответствует бросить, бросать. Например, выргли по нем ласу, был брошен аркан, или годила талирш полевки, кинула тарелку супа. Для прицельного бросания в корпусе встретились в русском глаголы «метнуть» и «запустить», а в чешском они соответствуют «годить». «Трефовать» там представлено одним примером в другом значении. Для бросания с эмоцией и силой в русском это, во-первых, швырнуть, швырять, а в чешском швырнуть может соответствовать как «годить» доминантному глаголу, так и «мырштит», а также «праштит». Швырять соответствует глаголу несовершенного вида «газет». Относительно переносных значений мы можем ожидать, что глаголы, имеющие одинаковое происхождение, когнатные лексемы, развивают те же переходы. Или глаголы, имеющие когнатные приставки, развивают те же переходы. Это такая симметричная ситуация. В то же время мы можем ожидать, что глагол, занимающий одно место в системе, русское или чешское, например, доминантный это глагол, или такой второй доминантный глагол, или глагол вроде швырять, тоже будут развивать одинаковые переходы. По исследованию, посвященные русским глаголам бросания, это, во-первых, глава в работе Кустова 2004 и специальная работа, сравнивающая русскую систему с английской, Блинов 2019. Основным толчком к развитию, к семантическому переходу является смена типа аргумента. Для глагола бросания это в первую очередь смена типа объекта. При этом фокус внимания может передвигаться на различные компоненты ситуации бросания. Это, во-первых, ликвидация исходной ситуации, избавление от определенного объекта, теряющего контакт с агентом, а во-вторых, каузация новой ситуации. То есть объект оказывается в конечной новой точке. Кроме того, для семантических переходов в этом поле могут быть важны компоненты быстроты, коннотации небрежности, незаинтересованности в судьбе объекта, как, например, бросить человека или бросить машину, свои вещи без присмотра. При работе с материалом параллельного корпуса я произвела разметку встретившихся примеров на следующие группы. Это, во-первых, физические прямые значения, выделенные серым, соответствуют
прямым значением, а черным, например, одежда, тело, движение и действие неодушевленного субъекта уже отличаются от прототипической ситуации бросания. В случае одежды, например, потому что объект нет большой процессной фазы полета объекта, для тела объект не отделяется от агенса и так далее. Компонент каузации новой ситуации это случай вроде, это случай, выделяемый как направление, соответствующими объектами, например, свет, тень, взгляд и так далее. И третья группа – это избавление, оставление, то есть ликвидация исходной ситуации. Я рассмотрю их по отдельности. Для одежды интересно в первую очередь то, что глаголы «накинуть» и «набросить» содержат приставку «на», а «приходить» в чешском уже другую приставку «пере». То есть мы видим, что здесь выбирается доминантная основа, но при этом разные приставки. То есть «приходзене», «призрамене». Глагол «сбросить», «скинуть» соответствует в основном чешскому «сходить». То есть здесь когнатна приставка и при этом доминантный глагол. В случае движения частей тела интересно то, что во многих группах или в русском, или в чешском выбирается глагол бросания, основа бросания, по крайней мере, вскинуть голову, глаза и многие другие объекты. В чешском переводится с помощью не относящихся к полю бросания глаголов. Также закинуть, откинуть соответствует заклонить, звратить, не глаголом бросания. В то же время походить распространенный в чешском, и это движение головы, также движение плеч, пожать плечами, в русском переводится с помощью тряхнуть, мотнуть, кивнуть, но не другими глаголами бросания. Также розгодить. Розгодить руцы или рукама – это развести руки в первую очередь, но также может переводиться и с помощью раскинуть. Интересны также ситуации откинуть что-нибудь, откинуть крышку, капюшон, здесь тоже объект не отделяется, и в чешском здесь будут глагол отсунуть и отклопить, а в русском встречается откинуть. Среди групп направления каузации нового состояния можно выделить две группы каузации нового положения человека. Это бросить, например, землекопов на рытье ямы, то есть направить какие-то силы и бросить кого-то в тюрьму. В чешском здесь могут быть как «годить», так и «увергнуть». То есть ввергнуть. Но ввергнуть в русском употребляется только для обозначения каузации нового состояния. Например, ввергнуть в хаос. Здесь мы видим, что увергнуть может употребляется шире, чем глагол ввергнуть, имеющий как когнатную как приставку, так и основу. Интересно, что бросить в жар, бросить в дрожь в чешском не используют глаголы бросания. Интересна ситуация речи. Это бросить, годить. Можно бросить реплику, пару слов. Проронить и проходить. Здесь используют когнатные приставки. Бросание взгляда – это бросить, кинуть взгляд в русском. В чешском соответствует скорее не годить, а выркнуть. То есть менее употребительному доминантному глаголу. Бросить тень и свет демонстрирует тоже соотношение. То есть здесь скорее в качестве эквивалента бросить в русском будет встречаться выркнуть. Контексты избавления довольно разнообразны. И здесь можно отметить, что русский и чешский соответствуют как в выборе приставки, например, выбросить, выгодить, так и в выборе основы. То есть бросить и годить являются доминантным глаголом. Здесь отбросить сомнение, отгодить также возможно, отвергнуть также употребляется, и свергнуть, свергнуть, но также можно сказать и сбросить, и сгодить. Однако параллелизм не наблюдается в контексте избавления от человека, от какой-то вещи или покидания какого-то места. Вот бросить человека в чешском переводится с помощью «нехат». Также в устойчивых выражениях «нехат своему осуду», «нехат вештиху». Это бросить на произвол судьбы в беде используют не глагол бросания в чешском. Также и бросить какое-то место, покинуть в чешском будет переводиться с помощью «пустить». Интересно, что такое широкое употребление глагола «бросить» зафиксировано на
по сравнению с другим глаголом бацати в сербском, зафиксированном в работе Ryzhova 2024 года. Мы можем говорить о том, что годит также не распространяется на ситуации, когда человек уходит от объекта. Например, бросил машину в чешском будет переводиться как нехал вуз. А вот бросьте стул, здесь не предполагается специального замаха бросания, в чешском также будет пустить кшешло. Также и бросить какое-то действие. Например, бросить школу будет переводиться в чешском не с помощью доминантного глагола, а с помощью глагола, описывающего бросание с эмоцией и силой. Это праштит, но также по словарям возможно и швихнуть с нечим, бацить с нечим. При этом, например, такие ситуации, как бросить курить или это оставить работу, в чешском будут переводиться тоже не глаголом бросания. Это пшестат или нехат. Працы нехат в типы брось шутить в таких контекстах встретилось. Таким образом, мы находим как и сходные черты, так и различия. Сходные черты проявляются в том, что мы находим довольно много пар, которые употребляются в одних значениях, как в русском, так и в чешском. Это ввергнуть, ввергнут, свергнуть, свергнут. Мы находим и когнатные приставки, например, сбросить, сгодить и так далее, выбросить, выгодить и проронить. Интересно, что здесь основа описывает неконтролируемое действие, в отличие от чешского прогодить. В то же время мы видим, что сходства могут быть вызваны и одинаковой позиции в системе глагола бросания. Мы находим, что бросить часто соответствует годить в рассмотренных контекстах, а при этом вторичные глаголы, занимающие как бы второстепенное положение относительно доминантных, это кинуть и вырхнут, при этом могут быть более употребительны относительно прямых контекстах в определенных зонах. Например, для кинуть это надевание, накинуть, скинуть, хотя и бросить там тоже возможно. И также встречается в кинуть взгляд. Вырхнут оказывается чаще годит в поле при описании взгляда и при описании бросания света или тени. Асимметрии мы находим как для по всем этим пунктам. То есть верх и вверх не употребляется точно. Также как в русском, так и в чешском, мы находим, что набросить соответствует прегодить, то есть выбираются разные приставки в одной ситуации, или, например, перебросить какие-то силы соответствует угодить в направлении людей. И также глаголы, занимающие одно место, могут иметь различия. Бросить используется шире в ситуациях оставления, оставить место человека, чем годить. И также вот доминантный глагол на второй позиции выргнут оказывается более частотным, чем годит в бросании взгляда, света или тени. В русском такого соотношения между бросить и кинуть мы не наблюдаем. На этом у меня все. Прекрасно. Вопросы есть? Докладчик, давайте. Да. А микрофон? Спасибо большое за интересный доклад. У меня один маленький вопрос по поводу чисто оформления. Я вот не совсем поняла, что означали цвета у вас на слайдах. Там они как-то, я подумала, это основное значение или побочное, но как-то, по-моему, что-то другое. Да, я боюсь, они в некоторых местах съехали, но цвета просто означали отбросить. Я отводила красные стрелочки, чтобы было понятно. Вот, например, бросить здесь, а синенькие были для приставочных дериватов или глаголов, не относящихся к полю бросания. Вот. И зелененькие шли откинуть, но это не всегда. А тут вроде тоже кинуть. Ну, да. Ну, да, здесь приставочный дериват, я имею в виду, что вот именно доминантный глагол без приставки. Да, поняла. Спасибо. Вот содержательно хотела спросить, вы говорили, что там в чешском
использовался изначально какой-то другой глагол, да, вместо бросать, ну, который сейчас как используется трефовать или типа того, а до этого что-то, по-моему, с корнем мет. Да, или... метать. Да-да-да. И вот в русском тоже же изначально там был вот этот корень верк, да, ну, который сейчас уже, ну, вот часто устаревший. Вот хотела спросить, может быть, есть какие-то параллели в том, ну, как бы, какие лексемы, обладающие какими признаками, может быть, быстрее уходит употребление и там, и там. Может быть, есть ли что-то общее между ними? То есть, ну, скорее, может быть, это так на подумать, поскольку у вас синхрония, но вот в целом, поскольку вы обратили внимание. Да, это, в общем, интересный вопрос, потому что вот эти глаголы с корнем «верк» — это, получается, общеславянский корень, но почти во всех славянских языках он как-то немного уходит и уступает место другому доминантному глаголу. Вот, он только в славянском в речи так хорошо держится. А вот в чешском получается, что он еще имеет прямые употребления, а в русском это уже только связанный корень в переносных значениях. А годить, который в чешском занял такое место доминантного глагола, это на самом деле как надо годить, угодить. То есть изначально он значил попасть куда-то, попасть в цель. И потом, получается, стал вот таким широким глаголом бросания. В русском тоже бросить, он еще довольно поздно появился, по-моему, где-то 17-18 века. То есть до этого, да, это был глагол с корнем «верк», «вергнути». То есть постепенно, получается, в славянских языках вот это «верк» немного уходит в переносные значения. Хорошо. Я хотел спросить по поводу глагола «газит». В сербском и хорватском мы просто видим «газиты», но в совсем другом значении. Переходить вброд, топтать или брести, например. «Газим кроз ночь», то есть бреду сквозь ночь. И хотел спросить, есть ли какая-то связь, есть ли какие-то соответствия в чешском? То есть вот это вот или топтание, или хождение у «газит». Именно у этого глагола я не могу сказать, но если я правильно помню, в сербском есть гаджати, который бросать в цель. И вот это как раз тоже вот этот корень год, который угодить, попасть куда-то. А в чешском годит, газит, получается, имперфективный дериват от годит. Спасибо большое. Все, да? Больше вопросов нет? Спасибо большое. Спасибо. Спасибо. Следующий доклад Татьяны Сергеевны Резниковой, Рамазановой, Мирдановой, Егоровной Осиповой про семантическую зону игра. Typological и полисемии. Значит, наш доклад посвящен зоне играть. И зона играть, она такая довольно простая, такая ее можно играюще проанализировать. Вот, но я надеюсь, что вот из доклада будет понятно. Значит, ну вот я только хотела обратить внимание на первом слайде на ссылку на сайт Московской лексико-типологической группы, про которую рассказывала Екатерина Владимировна. Но вот просто у нее еще существует сайт. Там не все совершенно, не все есть, но про некоторые наши проекты там можно прочесть. Значит, чем интересно играть? Играть есть довольно развитая полисемия и хорошо знакомая нам, как носителям русского. Да, можно играть в мячик, можно играть на музыкальном инструменте, и можно играть, в смысле, исполнять какую-то роль или
да, драматическое произведение, и эта полисемия присутствует в целом ряде европейских языков, да, ну вот также та же самая полисемия есть в английском play, да, в немецком шпилен, в французском jouet, ну и в некоторых других. Ну и вообще известное рассуждение Wittgensteina о том, что слово «шпиль» соответствует очень разные, за ним стоят очень разные понятия. Ну и вопрос, который в этой связи возникает для типологии, насколько подобная полисемия регулярна, бывают ли глаголы в зоне «играть», которые покрывают не только эти, но и другие ситуации, какие здесь возможны типы систем, и как диахронически получается такая полисемия. Ну вот я не буду подробно говорить про методы, здесь неоднократно уже прямой подход обсуждался. Языков было 40, потому что поле довольно простое, и это можно было сделать. Ну и вот стандартные были методы сбора данных для нашего подхода. Значит, ядерная ситуация – это какое-то занятие, да, ради развлечения. Ну, например, да, играть в куклы или играть в карты. Ну и, как мы видим в русском, да, мы обсудили, что бывают некоторые периферийные ситуации, явно, да, производные, когда говорят, назовем их условно, да, ситуация театр, играть новую пьесу, играть Шекспира или играть Джульетту, да, и музыка, да, про исполнение музыкальных произведений и играть на музыкальном инструменте. Значит, что выясняется в типологической перспективе? Ну, во-первых, эти периферийные ситуации, театр и музыка, могут лексически противопоставляться ядерной, то есть дислексифицироваться. Да? Во-вторых, то, что мы назвали ядерной ситуацией, это на самом деле не одна ситуация, а две разных, которые могут в языках противопоставляться. И, кроме того, в зону покрытия ядерной лексемы может попадать еще одна периферийная ситуация, да, это ситуация танец. Значит, теперь по порядку о каждом из этих пунктов. Значит, про периферийные ситуации. Выясняется, что по данным нашей выборки театр гораздо чаще оказывается в зоне покрытия играть, чем музыка. Значит, театр западает, да, и покрывается глаголами поле играть в 31 языке из 40, а музыка в 19 языках. Ну, здесь могут быть разные объяснения, может быть, потому что просто сама идея театрального представления была заимствована вместе с тем лексическим средством, которое его покрывало в том языке, откуда оно пришло, да, может быть, это было вот такой калькой. Но может быть, и не так, да, но вот это, кажется, такое вероятное объяснение. Здесь перечислены языки, в которых не покрывается, да, в которых театральный фрейм и музыкальный фрейм покрываются другими глаголами. Ну, в частности, да, вот в белорусском не совпадают глаголы для театра. И я потом буду комментировать белорусский отдельно, да, но в итальянском и так далее. Ну и для музыки используются другие глаголы в этих же языках, да, в которых театр, и плюс еще целый ряд других языков. Значит, если это не глагол «играть», который описывает игру в театре, игру на музыкальном инструменте, то это глагол, который заимствуется из какого-то другого поля. Да, не то, чтобы есть какой-то специальный глагол в языке, которые нужны для музыки или театра. Еще для театра бывают некоторые, по нашим данным, да, какие бывают источники, ну, это что-то типа читать вслух, например, в итальянском recitare, да, бывает глагол типа шутить, веселить, или что-то типа изображать, воспроизводить и представлять. Ну и дальше, в принципе, можно проследить, да, даже по современным некоторым употреблениям, как происходит расширение и переход от конкретного действия, связанного с выступлением на сцене, да, например, там, читать вслух, к обозначению вообще любой деятельности. Да? Но это такие метонимические переходы, связанные со сменой синтаксической модели. Ну, например, да, сначала это рассказывать стихотворение там, на каком-то празднике, потом рассказывать, как бы буквально рассказывать, да, маленький спектакль, а потом просто даже уже без дополнения рассказывать как бы, да, в фильме. Ну, то есть играть, да, то, что мы бы назвали играть. Для фрейма музыка тоже довольно понятные источники. Бывает общий глагол звучания, типа итальянского суонare. Бывает обозначение специфических звуков, как правило, связанных с человеческим голосом. Значит, вот есть в румынском петь, в сербском и болгарском свистеть.
Ну и, наконец, это, наверное, самый распространенный тип, это определенный тип физического воздействия. Например, трогать в португальском или да, значит, в китайском и японском в зависимости от типа инструмента используются разные глаголы. Если инструмент духовой, то глагол «дуть», а если там струны, то что-то типа «дергать», «тянуть», «тащить» и так далее. Значит, вот в агульском используется глагол «бить», и он используется при этом, да, может, для разных инструментов. И это, опять же, про путь семантической эволюции, что изначально, понятно, глагол «бить» возник как способ, ну, как игру на ударном инструменте и, прежде всего, на барабане. Здесь вот пример: отец играет на барабане, да, но дальше, по аналогии, это распространяется на разные другие инструменты. И, например, сын играет на баяне, да, он совершенно не предполагает никакого ударного воздействия, да, никакого действия «бить», тем не менее используется тот же глагол. Ну и вообще интересно, что такая вот исходность, да, ударных инструментов, она проявляется в том, что для того, чтобы обозначить ситуацию, играют музыку, да, говорят, что барабаны бьют. Да? И причем, обратите внимание, что барабаны, да, во множественном числе, а если просто играть на барабане, то в единственном числе. Значит, теперь про ядро поля. Я сказала, что там представляется два фрейма. Один фрейм – это детская игра, и, как правило, это какая-то непредельная ситуация, типа играть в куклы, играть в песочнице, а с другой стороны, бывает некоторая как бы игра по правилам. Так, для играть в футбол, играть в шахматы, играть в карты, в тех языках, в которых эти две ситуации противопоставлены, да, используются две разные лексемы. Ну вот эти ситуации противопоставлены в 10 языках нашей выборки. Ну, например, по-польски, если говорить про игру в куклы, то говорят «бавиче ляльками», да, а если про играть в футбол, то будет глагол «грач». Значит, по-шведски тоже, с одной стороны, есть глагол «лека» про детскую игру и «спеля» про вот игру по правилам, да, ну и вот в агульском тоже используются две разные лексемы для этих ситуаций. Наконец, третий, да, пункт – это про то, что в поле покрытия глагола «играть», да, с ядерным значением какого-то занятия ради развлечения попадает еще и фрейм «танец». В нашей выборке таких языков 5, но вот в DatSemShift еще больше таких реализаций, да, 11, в том числе вот какие-то из тех, которые у нас оказались, но и, соответственно, другие. Значит, здесь вот примеры, да, что для ситуации играть с солдатиками, танцевать вальс в узбекском, это обозначается одним и тем же глаголом, или в агульском, да, мальчики играют в карты, и отец плясал, да, хорошо на свадьбе, да, опять же, один и тот же глагол. Ну, и того, значит, такая легкая, да, структура как бы поля, 5 фреймов у нас получилось, ну, и можно посмотреть, какие системы здесь бывают. Ну вот, нет в нашем материале ни одной системы, ни одного языка, который бы все эти 5 ситуаций выражал одним глаголом. Значит, максимум – это вот общности, это когда у нас есть один глагол для 4 фреймов, и что-то одно выделяется. Ну вот бывает, что противопоставлены 3 зоны, бывает более дробно, да, 4 и даже все 5. Ну вот какие-то примеры систем. Значит, вот есть здесь система казахского языка, на самом деле русская устроена ровно так же, да, что танец выделяется в отдельный глагол и предоставляется всему остальному, что коллексифицируется. Но доминантная система может быть устроена по-другому, может выделяться, наоборот, музыка, да, а танец вполне попадать в общую сферу покрытия ядерной лексемой. Интересно при этом, что всегда почти для вот танец у него такая немножко зыбкий статус внутри поля играть, потому что всегда, когда он попадает в поле покрытия ядерной лексемы, все равно есть некоторый глагол, который описывает танец помимо этого, вот, да, помимо играть. Обычный глагол типа играть покрывает какие-то ситуации, связанные с традиционными танцами. Значит, вот средняя система, в которой музыка и танец, да, отделяется, это первое, что явно отделяется по разным языкам. Есть вот система белорусского, в которой для детской игры и игры по правилам, я еще скажу, будут еще примеры, да, используется глагол «гулять», а для театра и музыки вот когнат русского «играть», ну и для танца отдельный глагол. Могут отделяться, да, танец и детская игра, могут отделяться детская игра и музыка, но вот тут сама структура карты, в общем, говорит о том, какие здесь возможны довольно различные варианты, они и реализуются.
В итальянском есть 4 разных. Да, глаголы, собственно, объединяются только вот детская игра, игра по правилам. Ну и, наконец, бывает дистрибутивная система, в которой все 5 фреймов отделены. Более того, даже вот в фрейме «игра по правилам» на самом деле он может чиниться дальше для китайского, потому что в зависимости от того, как именно играют в игру, какой частью тела используются разные глаголы. Если у нас есть там игра в бадминтон, то и игра вообще рукой, там один глагол, а если игра в футбол – это игра ногой, то там другой глагол. Вот. Так что, ну вот, да, если думать о том, как возникают такие глаголы широкой семантики, то понятно, что вот путь семантической эволюции, который проходят глаголы, которые становятся такими широкими, он похож как на уровне как бы отдельных фреймов, так и на уровне распространения этого, да, глагола на большее количество фреймов. Да, ну вот мы видели, что, например, итальянский глагол recitare, как он от конкретного довольно значения, да, рассказывать вслух, дальше распространяется на значение исполнять как бы на сцене любыми средствами. Или как агульский глагол бить, который изначально про ударный инструмент, дальше развивается значение играть на любом музыкальном инструменте. Но вот такие же источники и диахронически прослеживаются для ядерных фреймов. Да? Например, шведский глагол «лека», который «играть» про детскую игру, для него восстанавливается источник «прыгать и бегать». То есть вот некоторое конкретное действие, которое затем перерастает в более общее, да, понятие игры, как бы детской любовь. Ну вот и обещанный пример «прогулять» в белорусском – это тоже источник, получается, для, по-видимому, глагола детской игры. Вот сначала «гулять» как конкретное действие, а потом для как бы любого действия, связанного с развлечением, он сохраняет значение «гулять», но тем не менее, помимо этого, он используется в контексте, например, она играет с куклами, да, значит, вот «гуляя», да, управление и там играли в карты, да, тоже гуляли как бы в карты. Вот. Ну и не только какие-то такие игры, связанные с коннотациями, может быть, отрицательными и гульбой, но и, например, гулять в шахматы совершенно так же, да, употребляется с глаголом «гулять». Вот. А тем самым вот этот вот когнат русского «играть», он сохранил сферу покрытия только вот, связанную с музыкой и музыкальными, ну и театром. Ну и вот это распространение фреймов на глаголов на другие фреймы, вот, видимо, оно тоже так работает. Еще один пример такого рода, как бы скорее диахронический, такой гипотетический, что глагол, который в цыганском значит «играть» и «танцевать», да, его когнаты в других индоарийских языках значит вот просто играть. Видимо, да, здесь тоже имело место такое семантическое развитие, связанное с распространением на другие фреймы. То есть это такой вот... Он тоже решил поиграть. Как раз 5 минут. Да, и я как раз заканчиваю. Да, и идея в том, что, наверное, поле играть – это вот еще один пример таких недоспецифицированных полей, которыми мы занимались в последнее время, там поле прятать, поле искать, находить, когда мы не называем конкретный способ, да, а называем некоторую общую цель действия, да, самим глаголом. Но исторически, диахронически эти глаголы происходят от обозначения конкретных видов действий, которые могут быть связаны, да, нацелены на эту общие цели. Вот. Все, спасибо большое. Так, ну вот, целых 3 вопроса. Очень... Так, первое, наверное, Ирина Борисовна. У меня вопрос такой технический. А вы не смотрели, как описана «играть» и «игра» в активном словаре русского языка? Там огромнейшие статьи, которые написала Елизавета Эдуардовна Бабаева, мы их подробно обсуждали, и просто ваша первая фраза, что это простая вещь, игра. Нет, ну она как бы на первый взгляд простая с точки зрения типологии. Да, я понимаю, что у вас другая задача и так далее, но все же, может быть, что-то пригодится. Вы посмотрите на сайте Института русского языка, да, это есть. Кстати говоря, заодно скажу, что бросать и кидать у нас тоже очень подробно описаны. Ну, бросать, естественно, да. Да, хорошо.
Ну, на самом деле, я думаю, что играть мы тоже смотрели, конечно, какой-то ранее довольно давняя работа, и мы на каких-то первых Ладно, этапах. я хорошо, думаю, да. Ну, мешать пока не вышло. Да. Да, да. Спасибо большое, Да. да. Ага, так, Егор, да. Спасибо. Вот у меня про игру по правилам вопрос, вот нет ли смысла там покопаться, поискать, может быть, какие-то лексические различия или конструкционные различия, потому что там же разные типы ситуаций зашиты внутри. С одной стороны, есть играть в карты, где второй участник — это, ну, какой-то инструмент, да, а есть играть в футбол, где второй участник, ну, в другой семантической роли, там явно находится, да, какое-то содержание действия или что, я даже не знаю, как это назвать. Ну, я бы сказала, что конструкционные различия, скорее, вот где они хорошо представлены, они отличают фреймы. Да? Даже если система доминантная, то по разным языкам, ну, в английском этого, скажем, нет, а в русском это есть, да, что одно дело играть на, а другое дело играть в, и это, ну, там, или по-французски же а, да, с игрой, и же de с музыкальным инструментом, да, это вот действительно то, что хорошо видно, и это мы действительно отдельно смотрели, что одно дело это как фреймы противопоставляются лексически, а другое дело как фреймы противопоставляются конструкционно. Про противопоставление внутри фреймов мы, честно говоря, не думали и вот не видели, что там бывают разные модели, но все может быть. Да. Ну, это вот ровно, да, мой следующий вопрос был про конструкционные различия. Наверное, тоже интересно посмотреть, там в горномарийском, допустим, там играть в футбол будет, ну, как бы сравнительный падеж, да, тот же, который в сравнительных конструкциях используется, но, видимо, берется вот модель управления от каких-то, ну, более простых детских ситуаций, ну, и там, наверное, еще много интересного искать можно. Да. Ну, это вот с тем же глаголом, что там ребенок играет, да, а музыкальный инструмент, там глагол другой, и модель управления инструментальная уже будет. Ну, и там, скажем, по-чешски противопоставление играть, вот тут есть специалисты по чешскому, что играть, там детская игра и игра по правилам различаются ровно как играть и играться, да, по-русски тоже это есть, но по-русски играть может покрывать и детскую игру тоже, а вроде бы в чешском, по нашим данным, получалось, что играться это только про детскую игру, а играть, ну, тоже в каком-то смысле конструкции, да. Еще один вопрос. Почему не успеем, да. Собственно, мой вопрос – это небольшое добавление к вопросу Егора по поводу конструкционных различий. Ну, просто понятно, что в русском есть играть в и играть на чем-то с инструментальной моделью, но если посмотреть шире, например, на диалектный материал, к примеру, в южно-великорусском наречии, например, курские диалекты, народная песня, в курско-щегровских диалектах, там народная песня есть «Мил у скрипочку играя». Как раз играет в скрипку, ну, то есть на скрипке. Да. Спасибо большое. Да, нет, вот диалект мы, конечно, в этом поле совсем не смотрели точно, да. Да, да, спасибо большое, да. Татьяна Андреевна Андреева, семантическое поле глагол «делить». Да, спасибо большое. Мой доклад будет посвящен семантическому полю глаголов деления и тем метафорическим и метонимическим сдвигам, которые у этих глаголов наблюдаются. Вот, я бы хотела поблагодарить сначала всех, без кого это исследование бы не состоялось. Вот Татьяна Сидоровна, мой научный руководитель, и множество друзей и коллег, которые помогли мне собрать данные. Вот, я начну свой доклад с каких-то предварительных сведений о поле делить, и затем перейду уже к семантическим переходам. Вот, мое исследование было о таких ситуациях, как делить таблетку на 4 части, делить учеников на группы, делить комнату с соседками, делиться бутербродами и так далее. Вот, я заметила, что в русском эти ситуации обслуживаются глаголами делить и делиться, а в английском, ну, например, divide и share. И где в русском делить, в английском иногда бывает divide, а иногда бывает share. Вот, именно эта разница послужила импульсом к работе над этим полем.
Вот, нужно сказать, что вообще коллексификация смыслов divide и share – это распространенное явление в языках мира. Например, вот в Кликс есть 134 примера языков, в которых есть такая коллексификация. Вот. Поле делить достаточно сложное. Это то, что иногда называют промежуточное, недоспецифицированное, абстрактное поле. Вот. Ну, это потому, что глаголы деления означают обычно некоторый результат, да, что объект разъединен на части, а тот способ, которым действие выполнялось, нам не ясен. Вот. Нет какого-то четкого зрительного образа того, что собой представляет деление. Поэтому для предварительного определения границ поля я отталкивалась от того, как употребляются русские глаголы делить, делиться, разделить, и английские глаголы divide, split, share, separate. Вот, я не включала никакие глаголы, которые лексикализуют способ действия, то есть что-то типа там, резать, ломать, дробить не попало в мое исследование. Вот, глаголы способа исключались. Вот, я работала во фреймовом подходе к лексической типологии и с помощью анкеты, которая состояла из 34 контекстов. Пока что выборка языков включает в себя всего лишь 7 языков. Вот русский, английский, нидерландский, итальянский, татарский, казахский и абазинский. Вот. И дальше я буду говорить о материале этих языков. Вот предварительный вариант семантической карты, который я пока что построила для этого поля. Здесь в вершинах графа располагаются достаточно частные по типу ситуации микрофреймы. Вот. Объединение фрейма произойдет на более поздних этапах работы. Значит, в самом центре этой карты располагается ядерная прототипическая ситуация, которую я назвала разъединить на части. Это примеры типа делить тесто на 3 части, когда у нас есть некоторый физический цельный объект, и мы в буквальном смысле его как-то разъединяем. Вот, каким-то способом. У этой ситуации есть одна фаза, вот, то, собственно, само разъединение. Вокруг этой ядерной ситуации располагаются другие частные по типу ситуации, которые в чем-то отклоняются от прототипа. Ну, например, у нас может быть некоторый плоский объект, какой-то участок, в котором мы проводим границы. Например, спасатели делят лес на участки. Да? Вот, буквально как бы целостность участка не нарушается, но границы появляются. Вот, если объект, допустим, состоит из каких-то элементов, мы можем его поделить, например, на какие-нибудь группы, да, там учеников делить на группы. А бывает, что в ситуации у нас присутствуют другие участники, которые получают части нашего разъединенного объекта. Ну, например, там воры делят украденные деньги между собой. Вот, то есть здесь есть еще и дополнительная фаза, в которой кусочки объекта раздаются участникам. Вот. Но и, наконец, может, в принципе, не нарушаться тоже целостность объекта. Это случай типа делить комнату с другом, когда мы вместе пользуемся каким-то объектом, какой-то локацией. Вот. Здесь я хотела показать, что на карте образовалось таких 2 полюса. Вот. Между ними ни в коем случае нет какой-то четкой границы. Вот. Это именно что полюса. Вот справа оказались те типы ситуаций, которые, например, в английском языке обслуживает глагол share. А в левой части карты оказались ситуации, которые обслуживает глагол divide. Так. Вот кратко прокомментирую то, какие бывают типы глагольных систем в этом поле. Вот пока что я выделила 3 подтипа. И первое – это дистрибутивная система, как в английском языке, когда у нас отдельные лексемы обслуживают левую и правую половины карты. Вот, например, в английском правую часть обслуживает глагол share, а левую divide. Но, конечно, между ними, как видно, есть некоторое наложение. Вот. Другой подтип дистрибутивной системы обнаруживается, например, в итальянском языке. И разница здесь в том, что глагол, который обслуживает правый полюс карты, вот где смысл share, это дериват от глагола со значением divide. И в итальянском, например, это пара глаголов dividere и condividere. Вот. Похожие системы в татарском и казахском языке тоже, где глагол share – это дериват от divide. Вот. Следующий иной тип системы я пока назвала квазидоминантным. Это случаи, при которых центральный глагол поля характеризуется очень широкой зоной покрытия, и он охватывает и левую, и правую половину карты. Вот. Но не захватывает, тем не менее, все частные типы ситуаций, которые есть в этом поле. И вот яркий пример – это нидерландский язык, где глагол delen охватывает большую часть микрофреймов. Вот. Похожие системы в русском и абазинском языках. Вот, теперь я могу перейти к семантическим переходам, которые есть у глаголов деления.
В отличие, противоположность тому, как обычно поступают во временном подходе, я свою семантическую карту строила, включая в нее и как бы ситуации конкретные, такие, ну, воспринимаемые органами чувств, так и ситуации более абстрактные. Вот. То есть на первом этапе работы я рассматривала вообще все контексты, которые бывают, вне зависимости от того, какое значение переносное, а какое нет. Вот. Но сейчас я постараюсь объяснить, как связаны значения, о которых я говорила. Вот, я опиралась в качестве такого рабочего определения на представление Елены Викторовны Панычевой о метафоре как о категориальном сдвиге, при котором изменение таксономического класса участника ведет к изменению типа действия, и на понимание метонимии как сдвига фокуса внимания. Вот, также я держала в уме идею представителей фреймового подхода о том, что источником семантических сдвигов являются не конкретные слова в каких-то языках, а целые обобщенные ситуации, то есть фреймы. Вот, первый пример метафоры – это переход от ситуации «давать часть своего» к ситуации «сообщать информацию». Ну, например, в русском «делиться бутербродами» и «делиться новостями». Вот здесь достаточно явная смена типа объекта. Объект меняется с физического на абстрактный, на какую-то информацию, и, собственно, тип самого действия тоже меняется. Вот, эта метафора оказалась регулярной, вот она есть во всех языках выборки, кроме абазинского. И особый контекст, который я тоже сюда бы отнесла, это всевозможные употребления, связанные с социальными сетями, вот, публиковать какой-то контент в соцсети или распространять, да, то есть не оригинальный, а там перепостить что-то другое. Это все описывается тем же глаголом, что и делиться бутербродами, вот, в языках выборки. Например, в английском to share video on YouTube, по-итальянски можно condividere un post, поделиться постом. И это тоже типологически регулярная метафора. Вот следующая метафора от значения «вместе обладать, пользоваться» к значению «вместе испытывать». Например, по-русски можно делить с другом комнату, да, или там делить дом с кем-то, а можно делить с другом горе и радость. Здесь тоже достаточно ясная смена типа объекта, да, с какой-то локации или с какого-то артефакта, предмета обихода к каким-то эмоциям, чувствам. Вот. Эта метафора есть и в английском, например, to share a car и to share the same sense of loss. И в итальянском тоже бывает, например, condividere le stesse emozioni. Вот, разделять одни и те же эмоции. И это типологически регулярная метафора, которая отмечена не только в этих языках, но и в других, в языках выборки. Вот. Следующий метафорический перенос от значения тоже вместе обладать, пользоваться к значению придерживаться того же мнения. Например, вот по-английски можно share a car together, а можно share beliefs, да, то есть быть согласным с каким-то набором представлений. Вот. Так можно сказать и по-нидерландски, и, например, по-итальянски, да, condividere le posizioni, разделять какие-то позиции. Вот. Тут тоже, мне кажется, достаточно прозрачная смена объекта, которая ведет вот к смене типа самого действия. Вот. Такая ситуация, вот придерживаться того же мнения, оказалась не лексикализована глаголами поля в казахском, татарском, абазинском языках. Вот там носители перефразировали как-то. Вот. А в русском немножко другая модель, потому что мнения обычно разделяют по-русски. Вот разделять какое-то мнение, какие-то идеи, но не делить. Вот там делить мнение так не говорят. Вот. И я обратила внимание на то, что в украинском тоже похожая модель, правда, там глагол «над» с другой приставкой, с приставкой «по». Вот. «Поділяти». Следующая метафора основа от совместного обладания и использования к значению подвергнуться тому же, чему другой участник. Вот. Например, по-английски можно сказать share the same fate. Да? По-итальянски тоже condividere il destino. Вот. По-итальянски, по-нидерландски аналогичный пример. И в русском здесь снова немного особенная модель. Здесь нельзя сказать делить, поделить судьбу, можно сказать именно с приставкой «раз». Вот, разделить судьбу, разделить участь. И в украинском здесь тоже похоже на русский, только там глагол с другой приставкой, с приставкой «по». Вот. Еще один пример метафоры – это переход от значения «раскладывать по контейнерам» к значению «распределять время».
Вот для глаголов деления характерны, хотя это не очень частотные контексты, но бывает такое, что глагол деления означает раскладывание чего-то по каким-то емкостям. Да? Вот, например, divide the custard among the pastry tart pieces. И мне кажется, что метафорой от этих употреблений будет что-то вроде divide one's time between one's children and spouse. Вот, это распространенный контекст со временем. И я думаю, что здесь можно говорить о том, что время осмысляется как какое-то вещество, которое мы раскладываем по каким-то контейнерам. Вот еще одна метафора – это переход от значения «разбивать на группы» к значению «разобщать». Вот. Это контексты, которые затрагивают ситуации только с объектом, представляющим собой какую-то группу людей. Да, то есть, допустим, учитель разделил учеников на группы, вот это бывает во всех языках выборки, а есть что-то вроде там, «война разделила жителей страны» или «the movie divided the audience». И мне кажется, что здесь имеет место вот смена как раз типа субъекта, потому что изначально это кто-то агентивный, это человек, а потом это становится какое-нибудь событие или какое-нибудь произведение, которое по какой-то причине противоречиво, вот, что оно может вызывать у людей разные реакции. Вот, эта метафора в меньшей степени регулярна, но вот в этих 3 языках она точно есть, в русском, английском и нидерландском. Вот. Следующий пример это уже про метонимию. Вот. Очень частотные контексты для глаголов деления – это как раз проведение границ внутри какого-то плоского, лежащего на плоскости объекта, вот, без, собственно, нарушения целостности этого объекта. Ну, вот, например, спасатели делят лес на участки. И здесь может быть какой-то агентивный субъект, да, как вот спасатели, а могут быть употребления типа «шкаф делит комнату на 2 половины» или по-английски «the curtain splits the arena in two». Здесь, конечно, никакого процесса, никакого действия не происходит, это просто некоторое стабильное состояние. Вот. И я думаю, что здесь можно размышлять о том, что это переход от процесса к результату, вот, но это более заметно, кажется, лучше просматривается в случаях с не очень большими предметами, артефактами, такими вот как шкаф, занавес, чем в случае с какими-то крупными и особенно природными объектами. Ну, например, бывает там улица делит город или там река делит деревню на 2 части. Вот. Может быть, семантическое развитие шло от каких-то вот более прозрачных случаев к широкому кругу контекстов. И здесь я хотела еще заметить, что в моей анкете были все 3 типа контекстов вот, про проведение границ. То есть был контекст про спасателей, где агентивный субъект, был контекст со шкафом и был контекст с рекой. Вот. И в языках выборки я не отметила какой-то разницы в том, как ведут себя глаголы в этих 3 контекстах. То есть если глагол охватывает какой-то один из этих 3 контекстов, то и остальные тоже. Вот здесь разницы пока не наблюдалось. Ну и последнее, о чем я хотела сказать, это такой достаточно сложный для меня сдвиг. Это вопрос того, почему вообще глаголы деления могут означать что-то типа там делить комнату с другом, да, то есть почему ситуация совместного обладания и пользования, которая, как-то интуитивно странно ее относить к делению, почему вот эти глаголы ее покрывают. Вот. И поскольку эта ситуация достаточно абстрактная, она не предполагает нарушение целостности объекта в буквальном смысле, это, наверное, результат какого-то сдвига. И вот мне кажется, что такие употребления, их источник, это вот микрофрейм распределять между собой. То есть употребление типа to share a lunch among the 3 of us. Да, и уже потом возникает что-то типа to share a pair of blue jeans, то есть эти джинсы носить по очереди. Мне кажется, что здесь семантическое развитие могло идти примерно так. Сначала были объекты, которые буквально можно разделить на части, да, только буквально. Ну, это какие-нибудь продукты питания, вот как шоколад. Контексты, которые допускают двоякую интерпретацию, это вот что-то с локациями. Например, вот участок земли. Да? Если мы делим землю, это значит, что мы можем буквально ее разбивать на какие-то куски, говорить, вот ты тут будешь жить, и я тут буду жить. А с другой стороны, мы можем вместе жить на этой земле и вместе ею пользоваться. Вот. И мне кажется, это какой-то вот переходный момент.
И уже после этого возникает что-то вроде делить машину, ну, по-русски, так сказать, плохо, вот, но в английском, например, бывает share a car. И здесь уже никакого разъединения, конечно, не может быть, это просто совместное использование, причем даже не одновременное, а вот именно попеременное. Вот. И я думаю, что здесь можно размышлять о некотором сдвиге внимания, фокуса внимания от вот этой стадии разъединения к стадии совместного использования. Да? То есть когда мы там share a lunch, то мы сначала как-то его делим, собственно, разъединение, мы его раздаем, и мы его едим. Вот. И я думаю, что здесь акцент мог сместиться вот от этой начальной стадии разделения к позднейшим стадиям. При этом изначальное разделение как бы затемнилось. Вот. И уже для контекстов типа делить машину оно стало нерелевантно. Ну и, конечно, тут, наверное, можно думать о некотором переходе от пространственного значения к временному. Вот если у нас, допустим, есть Земля, да, когда мы ее делим на участки, это что-то пространственное. А когда мы попеременно используем машину или попеременно носим какую-то пару джинс, это уже что-то явно временное. Вот, думаю, так здесь тоже можно размышлять. Да. Все, да. Хорошо, да. Ну, я могу только закончить тем, что переходов гораздо-гораздо больше, и это лишь то, для чего я отметила какую-то регулярность уже в этих языках. Вот, спасибо. Отличный доклад. А теперь, пожалуйста, один или два. Да, давай. Коротко приподнимем. Никто не тянет. Вот, тоже вопрос про конструкционные различия. Как-то вы поучитывали их или нет? Вот там казахский пример, допустим, где у вас были там делить там еду какую-то по тарелкам, там, да, тарелки у вас в дативе, да, будут, а делить время между там кем-то, там посленложная конструкция совершенно другая, да, ну, тоже тут интересно, можно ли там разделить еду между тарелками, можно ли там делить время кому-то, вот, и, может быть, на другие фреймы тоже посмотреть. Нет, честно, вот особенно про казахский не скажу про конструкцию, еще не смотрела на различия в этом. Ну, это на будущее просто может быть, Спасибо. как направление Спасибо. возможно. Спасибо. Спасибо. Спасибо большое. Я начну. Спасибо. Я начну с некоторой истории. Я не буду подробно про это говорить, потому что это отдельный доклад. Просто хочу вас познакомить вот с теми значениями, которые были в древних языках, в диалектах, вот в истории, в этимологии и так далее. Это вот глухое озеро, глухая балка, глухие места, там невсхожие семена глухие, пустой бесплодный, там в разных языках непроходимый, полная тишина. Глушица – это залив, глухой рукав реки, ночная глушь, там глушно-душно, глушня, закрытый фартук, слепой. Значит, и эти значения связаны этимологически, ну, этимология все время меняется на самом деле. Вот сейчас такая этимология, а через 50 лет может быть уже другая. Значит, пока что это связано с сжиманием, со сжатием, то есть с теснотой. Вот глухие места и глухая чаща – это, значит, непроходимое, там тесно растущее, то есть с движением связано, это важно. Вот. Ну а слепой вот этимологизируется как липнуть, мазать, вот слепое зеркало мутное, но это еще более сомнительная этимология. Не в этом дело, я просто хочу вот обратить внимание на вот эту глухую чащу и глухие протоки. Значит, естественно, что очень много всего написано про глухой слепой. Вот у Екатерины Владимировны Рахильной был проект по прилагательным, там есть эти прилагательные, и есть у Светланы Михайловны Толстой замечательная работа, и в активном словаре русского языка есть Марины Яковлевны Главинской, у Егора Владимировича Кашкина есть специальные даже работы по финно-угорским языкам и по английскому, в том числе языку, по английским переходам. Вот. Но я хотела остановиться не на наборе значений, не на самих значениях, которые хорошо уже выделены и известны, а именно на системе значений и на как бы на тех закономерностях перехода, а скорее даже не на закономерностях, а на парадоксах, которые обнаруживаются в этой системе переходов. Значит, я хочу затронуть два сюжета. Один сюжет связан с несимметричностью зрения и слуха, но это совершенно тривиальная вещь, но очень важная именно для системы значений. И
там обнаруживаются как раз парадоксальные различия. И второй сюжет связан с разными уровнями внутри систем восприятия, то есть зрения и слуха. То есть там некоторые есть внутренние еще ступени. Ну, естественно, надо рассматривать не отдельные предикаты, а целый фрейм. Значит, там есть разные типы восприятия их предикаты, есть октанты, есть условия восприятия. В частности, очень важная вещь – это условия, и они же препятствия. Да, то есть, когда нет условий, то есть препятствия. Вот. И эти препятствия – это преграда, например, и расстояние. То есть, если глухой колодец, то он не пропускает не только взгляд, но и звук. Вот. И кроме того, во фрейм косвенным образом во фрейм восприятия входит движение. Каким образом, я потом отдельно скажу. Это не совсем ясно и не совсем очевидно. Это какое-то боковое ответвление. А разве не листается? Так она не листается. А вот может быть тогда зря. А вот может быть тогда зря сделали полный экран. Может наоборот. Нет, я надеюсь, что то, что я сказала, можно и понять и без презентации. Как говорил один старый профессор, действительно часто, именно когда делается слайд-шоу, не листается на экране, а при том докладчик видит, что листается. Поэтому можно сделать без слайд-шоу. Вот сейчас листается, отлично. Спасибо. Вот, значит, это я уже все сказала, и теперь перехожу к парадигме. Значит, естественным контекстом, конечно же, для системы значений слепой и глухой являются невидный, темный, темно, неслышный, тихий, тихо, ну и, разумеется, глаголы видеть, смотреть, слышать, слушать. Значит, внутрифреймовые переносы очевидны, это на стимул, то есть объект восприятия, глухой звук, слепой текст, это конверсивная метонимия, и на условия и преграду это менее очевидный переход, глухой колодец, слепая башня там, и так далее. И от каждого типа метонимических переносов может быть еще потом своя метафора. Значит, и еще тут важно, что у параметра может быть два значения. Вот оно раздваивается. Как бы слепой и глухой это не только не видит, не слышит, а еще и плохо видит, слышит. И вот это более важное значение. И второе раздвоение связано с глаголами. Значит, видеть, соответственно, вот эти переносы ментальные, видеть, понимать, да, и слышать, воспринимать информацию, получать информацию из речи. Вот, значит, первое, начнем с человека, это самое простое. Значит, пассивное восприятие. Оно, конечно, пассивное, но при этом, вот это очень важно, оно включает способность анализировать информацию. И именно благодаря этому возникает вот это ментальное значение. Ты расстроился, я же вижу. Услышать тоже есть информационное значение, но оно как раз-таки пассивное, потому что экспириенсер его не контролирует. Ни объем, ни получение информации. Вот она приходит из внешнего источника. И значит, если объект находится в зоне восприятия, то эти значения вроде бы симметричны. Там, ты что, слепой, вот же у тебя перед глазами. И может также сказать, ты что, глухой, я ж только что это сказал. Но на уровне метафор совершенно эта симметрия пропадает. Потому что если человек слеп, то он просто не видит того, метафорически слеп, то есть он просто не видит того, что видят другие, то есть не умеет анализировать информацию. Там, ты что, слепой, не видишь, что тебя обманывают? А если человек не слышал, например, об отъезде кого-то, то есть ему не сказали, то он в этом не виноват. Предыдущее было отрицательное значение, а если он просто не слышал, он не виноват. И нельзя сказать, ты что, глухой, все уже слышали об этом. Но можно сказать, ты что, в лесу живешь, это значит, что у тебя нет источника информации. И еще есть одно отдельное значение, которое связано с расширением этого фрейма на модель коммуникации, это глух к просьбам. Значит, зрительное восприятие не предполагает другого человека, да, а как бы вот глухой и предполагает как-то не странно как раз общение, коммуникацию. И, значит, глух – это тот, кому обращаются, кто не отвечает. Соответственно, у слепого такого значения нет и быть не может. Вот, следующая часть фрейма – это предметы стимулы, то есть глухие звуки. Глухих звуков очень много, там у человека, у животного, у природные всякие звуки, там глухой гром и так далее, у механизмов. И глухой – это плохо слышно, они не слышны.
То есть это вот то раздвоение вот, не бывает, не распространяется, глухой не распространяется на отсутствие звука, а только на тихий звук. Отсутствие звука выражается предикативом тихо, ну или глухо. Стимул не может быть неслышным. Неслышные шаги, например, вы видите, то есть можно сказать неслышные шаги, но тогда вы их видите. Вот. А тихо – это состояние среды и отсутствие информации. И вот сейчас развивается такое жаргонное значение глухо. Есть новости глухо, то есть ничего не сообщают. И глухо, как танки, глухо стоят в пробке и так далее. Тихо связано именно с полным отсутствием звука, и поэтому тихо как побуждение используется и в значении «не шевелитесь», и в значении «замолчите». В целом получается «замрите». И это очень важное вот это значение такого мертвой такой тишины, оно потом очень пригодится в дальнейшем анализе. Но, значит, тихий и глухой – это, конечно, не одно и то же, потому что глухота – это не функциональное состояние, и глухой не слышит нужных звуков, информационных, это функциональное нарушение. Если тихо – это комфортное состояние среды, когда отсутствуют именно мешающие звуки, то глухо – это отсутствие функциональных звуков, которые вы хотите услышать. Поэтому тихо – это хорошо, а глухо – это плохо. То есть тут появляется такая еще оценка, наращивается. Ну, у глухого очень много внешних объектов из-за того, что много разных типов звуков, а у слепого мало. Вот бывает слепая рукопись, там слепой текст, экземпляр, ну, то есть нечитаемый. Вот. И надо сказать, опять-таки, очень важно, что этот слепой экземпляр, он не невидимый, а он, наоборот, видимый, просто мы его прочитать не можем. То есть это участник агентивной ситуации, и это тоже очень важно. Ну и бывает, конечно, слепая и глухая зона, слепая, которую камеры там не охватывают, а глухая, которую мобильники не ловят. Ну, тут все понятно. Значит, менее понятно с преградой. Значит, естественно, что преграда бывает и для взгляда, и для звука, и для движения. То есть это значение сплошной, непроходимый, без отверстий, без проходов и выходов. Но правильный перенос – это перенос именно на стимул. А перенос на преграду – это несколько неправильный перенос. То есть он еще и… Это не то, что вы не видите, а то, через что вы не видите. Вот, значит, бывает там глухой забор, глухие ворота, глухая стена – это без отверстий, без окон, без просветов. Но глухой забор – это преграда для чего? Казалось бы, это должна быть преграда для звуков, да? А это преграда для взглядов. То есть взгляд не пропускают. То есть этот кластер обслуживает, кластер как бы зрения обслуживается прилагательным глухой. Ну, и слепые дома, и слепая стена тоже, конечно, бывают, но именно потому, что уже глухой занял это место, они очень малоупотребительные, там бывают скорее какие-то полуметафорические, там слепые окошечки там и так далее. Вот это вот такое. Вот. Значит, и еще важно, где находится наблюдатель. Значит, глухой забор без просветов, и значит, извне наблюдатель не видит и не может туда заглянуть. Поэтому там человек как бы находится в защищенном состоянии. Там прячутся. Вот у меня родители с высоким глухим забором запирают двери. А кроме того, и глухие стенки – это еще и не от проникновения взгляда, а вообще от проникновения вора, например. Потому что вот когда были решетчатые стенки на грузовых вагонах, там все разворовывали, а потом сделали глухие стенки. То есть это отсутствие проникновения извне. Но с другой стороны, и наглухо закрыто, это и внутрь нельзя проникнуть, и наружу нельзя выйти. Вот аналогично там глухая одежда тоже наглухо закрывает. И с точки зрения наблюдателя это такая антонимическая ситуация, своего рода энантиосемия. То есть, с одной стороны, человек прячется за глухой преградой, и это защита, и это хорошо. А с другой стороны, человек против воли как бы находится за глухой преградой, например, за глухой стеной или в глухом колодце, ну как бы метафорическом или физическом, и он лишен информации, и это плохо. Значит, ну, своего рода относительное значение бежал вдоль глухой стены, это уже не важно, какой там наблюдатель не собирается никуда заглядывать, просто нету окон. Вот. Ну и бывает метафора глухая стена партийности. Вот, значит, звук связан, в принципе, с движением, и поэтому вот я сказала про движение, что движение тоже входит во фрейм восприятия, но
какое движение входит во фрейм восприятия непосредственно? Это движение звука, то есть движение сигнала. Звук доходит до наблюдателя, то есть действительно двигается. Наблюдатель может удаляться и приближаться, и чем больше расстояние, тем слабее звук. То есть такого рода движение прежде всего связано с распространением сигнала. Ну и кроме того, сам звук есть импликация движения, там мотоцикл трактел по деревьям. Но есть другой кластер, и другой тип движения – это движение человека в пространстве, которое вообще никак не связано с восприятием. И вот этот кластер происходит из вот этих древних значений глухая чаща, глухой лес, глухая протока, глухое озеро. И, скорее всего, значит, парадокс состоит в том, что, скорее всего, именно это значение было исходным, то есть непроходимость, а глухой – это у которого заткнутые уши, то есть только непроходимые уши. То есть такая сейчас вот этимология, как бы такая актуальная. Неизвестно, сколько она сохранится, но пока такая. Да, и таким образом, несмотря на то, что это древнее значение совершенно ни к селу, ни пришей, как были хвост, да, тем не менее оно встраивается, поскольку оно сохранилось в языке, оно встраивается в современную систему, и получается, что оно как бы производное. Вот, значит, таким образом вот эти глухие, ну, нас интересуют, конечно, не глухие чаще, а городские места глухие, то есть непроходимые без выхода. Там тоннель со слепым отростком, слепой коридор, ну, слепая кишка термин, да, глухие тупики, глухие... да, спасибо. Угу. Ой, все, я тогда все пропускаю. Значит, это просто примеры. Глухой угол, глухая ниша и даже глухой конец копья – это тупой, а не острый. Значит, смотрите, дальше начинается расхождение. Пока что глухой коридор и слепой коридор – это симметричные значения. Но дальше идет совершенно парадоксальное расхождение. А именно, глухой переносится на пространство и реализует идею пассивности. А слепой переносится на ситуации, прежде всего, ну, у глухого тоже есть на ситуации, но очень такой периферийный, а слепой прежде всего переносится на ситуации и связан с идеей активности, как это ни парадоксально. И тут нет никакой симметрии. Значит, бывают закрытые пространства, глухой колодец, там, где не слышно, не проникает, в том числе метафорические. То есть от каждого, практически от каждого переноса есть еще метафорическое. Глухие места, кстати, совершенно не обязательно закрытые, как колодец. Бывает глухой пустырь, глухой двор, и в глухих лугах его останавливаю. Знаменитая песня «Я буду долго гнать велосипед». Парадоксальным образом, как могут быть луга, открытые пространства глухими? Они глухие, потому что там нет людей, движения, активности, жизни, там никто не ходит, и это глушь, в другом смысле глушь, да? Вот, и все-таки такие глухие места тихие, тем не менее, да, хотя это совершенно другая ветвь развития. Вот. Но это не то же самое, что тихий двор и глухой двор – это совершенно разные вещи, как я уже говорила. Тихий – это комфортная тишина, а глухой – это безжизненный, заброшенный и даже опасный, и вам там никто не поможет, и там никого нет. Вот. И то же самое глухой лес и глухая чаща тоже скорее отрицательные в современном смысле. Непонятно, были ли они отрицательные в древнем языке, но сейчас это уже как-то не очень хорошо. И по этой же линии происходит перенос глухая ночь, глухая пора и глухая осень. Не бывает глухой весны, потому что это умирание жизни. Да, то есть когда именно листья опадают, и когда совсем зима, то есть умирает природа, и вот эти времена года называются глухими. И тишина глухая – это глубокой ночью. Вот. Соответственно, вторая импликация – это далеко от центра. Да, далеко от центра. В центре люди, шум, машины, механизмы, а далеко от центра – это вот глухие углы, пригороды, глухая улица, ну и, соответственно, глухая деревня, глухая провинция – это далеко от столицы, новости доходят с опозданием. Вот туда долго идет как бы сигнал, да, новости с опозданием, моды туда не доходят, передовые веяния и так далее. И человек там как бы в таком пассивном состоянии. Вот. Ну, и есть, конечно, перенос такой на ситуацию глухой ропот, недовольство, возмущение. Это когда человек скрывает свое состояние, и поэтому оно плохо доходит до наблюдателя. То есть это такая же модель, как и глухие звуки, и глухие раскаты грома. А вот слепой, тут есть два типа, они переносятся на ситуации, два типа ситуации буквально и метафорические, и оба типа агентивные. Да? Значит, глухой связан с идеей пассивности, а слепой связан с активностью. Хотя кажется, что слепота больше мешает жить, да, и больше сковывает активность, чем глухота. Но вот тем не менее. Значит, слепой связан не с отсутствием зрения, вот такой слепой, агентивный, да, а с сознательным отказом смотреть. Да?
То есть это слепой метод печати, слепые уроки через ширму, слепое рецензирование, зондирование, операции, много терминов. И метафорические, типа слепая судьба, там слепой ветер. То есть это тоже все активные, слепой случай, это все тоже активные воздействия, но как бы неконтролируемые. То есть результат вам не понравится. Вот. Это не обязательно воздействие человека, но это какие-то силы, которые активно воздействуют. Вот. Значит, соответственно, слепое, ну, слепые, да, и слепое подражание, это тоже агентивная, это тоже агентивная вещь, но, так сказать, связанная с отсутствием анализа. Да, слепое подражание, повиновение, анализа, да, анализа. То есть слепой исполнитель, слепой подражатель есть это, но и слепые чувства тоже. То есть вы не анализируете ситуацию, и вы поэтому несете, это отрицательная ситуация, вы несете ответственность за то, что вы все видите, вы получаете информацию, но вы не сможете ее проанализировать. Это вот тот самый случай, когда человек слеп, так сказать, да, то есть он сам виноват, то есть тот, кто видит, тот должен понимать, вот этот переход должен происходить, но в данном случае его не переходит. Так вот, значит, что в результате получается? Что значения совершенно несимметричны, и кажется, что оба значения, исходная и слепота, и глухота, связаны с беспомощностью человека, а оказывается, что только глухота связана с беспомощностью, а вот глухой, а слепой, наоборот, связан с активностью, хотя и очень часто неуправляемый. Спасибо. Один маленький вопрос. Микрофон. Глухой существует, а слепой, кажется, по корпусу, если проверить пример, то четверти не существует. Слепая кишка, да, а остальное есть много от головой. Впечатление такое, что слепой – это сколок кальки. Вот, то есть остатки от какой-то… Это надо проверять по корпусу, я не знаю. Нет, это не знаю. Калька, само собой, а вот древние это значения слепые-то тоже были, понимаешь? То есть они… Тут два направления, одно калька, а второе древнее. Точно совершенно есть европейские бригады, и тоже все эти модели ровные, бригады и так далее. Конечно, движение метамина бригада. Конечно, естественно. Вот, но мне кажется, что без привлечения европейских этих самых не понять, что тут происходит. Нет, а чего не существует? Из чего это калька? Я не знаю, я не знаю, я помню. Ну вот Егор про это как раз писал, про английскую систему значений. Я писал в свое время, у него была статья. Я совершенно не помню, это давно было, но я точно помню, что в 90-е годы у него была статья. И надо посмотреть его старые книжки. Да, слепого, безусловно, меньше, конечно. Все, больше времени нет. Спасибо. Это не системные вещи, а, так сказать, штучные. Вот это момент, когда штучный, как кишка. Если бы экземпляр, да, намного меньше. Надо посмотреть. Сейчас она должна быть. Так вот, поэтому вот тут как бы есть подозрение, именно на слепого, есть подозрение, что вот, но действительно был собственный. А сейчас доклад Максима Хорошо. Так, запустили. И нужно демонстрацию включить. Так. Показать панель задач, наверное, надо. Где поделиться экраном? Да, здравствуйте. Здравствуйте снова. Я постараюсь
очень быстро сказать то, что я хочу сказать, потому что на самом деле я хочу попытаться сделать так, чтобы как можно больше говорили вы. Дело в том, что это мое выступление, это в большой степени не представление каких-либо результатов исследований, а скорее знакомство аудитории с некоторой инициативой. И инициатива называется «Проект семантико-типологические анкеты». В наши дни существует немало ресурсов типологического характера, посвященных фонетическим характеристикам языков, различным там морфосинтаксическим параметрам и так далее. И, на мой взгляд, в подобных ресурсах недостаточно освещена лексико-семантическая типология. Вот вы видите 3 примера. Это Всемирный атлас языковых структур и все его карты, посвященные хоть как-то можно отнести к области лексической семантики. Это противопоставление hand-arm, есть в языке или нет, finger-hand, палец и рука, какие основания у систем числительных, какие системы базовых цветообозначений, синий-зеленый, красный и желтый различаются или нет. Местоимения первого, второго лица, есть ли у них фонемы «м» и «т», соответственно, и название чая восходит к «т» или восходит к «чай». Вот это вся лексическая часть Walls, на мой взгляд, недостаточно. Еще 2 ресурса, посвященные поволжским финно-угорским языкам. В нем вообще в основном уделяется внимание грамматике и только немного происхождения, к чему восходят личные указательные местоимения, там классификаторы числительных и система именных классов. Вот. И ура-тип – это посвящен типологии уральских языков. Здесь интересующих меня сведений больше, но все равно, на мой взгляд, недостаточно. Вы видите, какие там есть немного про температурные прилагательные, немного про термины родства. В основном вещи близкие к скорее грамматической типологии, типа степеней удаленности в пространственном деиксисе. Что предлагается сделать? Предлагается сделать коллективными усилиями научного сообщества некий ресурс, чем это может быть, или онлайн-ресурсом, или какой-то коллективной монографией, где эксперты по языкам описывали бы свой язык по некой единой анкете, указывая его параметры, его лексики с типологической точки зрения. Вот. И я бы хотел предложить некоторые такие параметры, которые можно включить в подобную анкету, и узнать от вас, насколько кажется это, во-первых, нужным, во-вторых, реалистичным, а в-третьих, обсудить этот набор параметров. Вот. Ожидается, что за это дело возьмется действительно специалист в языке. Из всех языков, с которыми я хоть как-то знаком, я бы мог взяться за такую задачу только для испанского, древнегреческого и румынского. Я выбрал румынский. Вот, значит, не анализируйте примеры. Если вас заинтересует, я всегда поделюсь этими материалами, собранными по-румынски. Хочу, чтобы вы обратили внимание на набор характеристик. Значит, первая часть этого обзора должна быть модели полисемии, есть ли в данном языке. Вот полисемии солнце-день в румынском нет, полисемия луна, календарный месяц в румынском есть. Набор значений прямой, правильный, правый представлен прилагательным дрепт таким-то образом. Значит, слушать, повиноваться есть. Человек-мужчина в принципе был, но вытеснено в значении мужчина другой лексемой. Дальше мужчина-муж, жена-женщина. Ребенок по отношению к родителям и ребенок как человек детского возраста, сын-мальчик, дочь-девочка, мальчик-слуга, девочка-служанка, grandchild, grandparent, когда языки, в которых деды и бабушки, и внуки называются одним и тем же словом. Вот, в румынском этого, естественно, нет, как, по-моему, вообще нет в языках Европы.
Вчера-завтра тоже в румынском нет. Серебро – деньги, свинец – олово, стекло – зеркало, тяжелый – трудный, горький – горестный, претендующий на универсальность случай полисемии. Утро – завтра, воздух – погода, время – погода, небо – погода. Солнце, луна, обозначаемы одной лексемой. В румынском, конечно, такого нет, хотя во многих языках Америки это вполне себе ситуация есть. Слово «беременная» производное от слова «живот», от слова «тяжелый». Полисемия глаз-лицо периферийно в румынском есть, иногда используется множественное число от глаз, глаза в значении лицо, но не на базовом уровне, как в некоторых языках, например, Азии. Земля, год в румынском отсутствует, хотя есть в Америке, дерево, огонь в румынском отсутствует. Вот, еще несколько кандидатов на попадание в такой обзор. Значит, вот такие перечисленные типы полисемии, может, в них что-то можно добавить, можно в них что-то убрать. Вторая часть обзора должна представлять полисемию нескольких ключевых слов данного языка. Здесь вот это проделано для слова «голова», и просто перечисляются значения, которые выделяются у головы, у слова «кап» для этого языка, указывается происхождение лексема. Вот, это все голова, 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 различные значения. Вот, из необычного для нас, пожалуй, что это исток реки. Вот, также палец. Мы отмечаем, что нет противопоставления названий пальцев руки и ноги, названий большого пальца остальным пальцам, и рассматриваем производные значения как некая часть механизма, напоминающая палец, и мера длины. Вот, там еще корень растения и другие кандидаты в этот список. И, наконец, третья часть подобной анкеты – это описание некоторых отдельных лексических систем. Вот. Очень прошу вас, не читайте внимательно текст. Опять же, я готов поделиться с интересующимися. Хочу, чтобы вы обратили внимание, во-первых, на степень просто подробности изложения и на исторический подход. Значит, подсистемы предлагаются следующие. Это наименование сторон света. Вот тут указано, что в румынском существует два набора названий, исконные и заимствованные. Вот, и они рассматриваются, включая их этимологию. Вот. Следующая система – это название пальцев руки. Также опять мы рассматриваем их диахронически, анализируем вот те самые мотивационные паттерны. По какому признаку они получают свои названия. Название месяцев года – сложная ситуация в румынском, где есть набор названий, опять же, стандартных латинского происхождения и ряд народных, фольклорных, архаичных названий, с которыми не всегда все понятно, они подробно рассматриваются дальше для каждого месяца. Название дней недели, ну здесь все просто в румынском, они восходят к своим латинским источникам. Вот. На этом набор наших, того, что представил я, пока кончается. Я решил не включать в этот проект такие вещи, как цветообозначение и термины родства, потому что как раз эти темы наиболее хорошо описаны, существует для многих языков довольно богатая литература. Да, ну все, демонстрация, презентация закончилась. Вот, и ну, мне бы было интересно обращаться к такому ресурсу, когда я хочу узнать, там, в условном талышском языке противопоставляется ли большой палец остальным пальцам лексически. Вот. И чтобы удовлетворить такое мое любопытство, существуют монографии, посвященные отдельным семантическим доменам, как, например, глаголом плавания, глаголом падения. Но они строятся от семантического домена к его реализации в конкретных языках. Тут хотелось бы устроить что-то, что было бы построено от языка
к его характеристикам, к типологическим характеристикам его лексики. Вот, теперь я обращаюсь к вам. Да, кто же хочет высказываться? У нас есть целых 10 минут на вопрос, пожалуйста. Вот у меня такой вопрос, очень простой. Есть такая база данных семантических переходов под руководством Анны Андреевны Зализняк. И как бы вам ее не хватает. Ну, вы мало с ней работаете. А вот мы работаем хорошо, и нам хватает. Но дело в том, что, конечно, кнопка должна быть такая сортировка по языку. Это такая простая кнопка. Студенты высшей школы экономики, которые не упоминаются обычно, но участвуют в изготовлении этой базы, если их попросить хорошо и еще упоминать, сделают. Вот как раз, по-моему, недавно я узнал, что будет новый набор студентов высшей школы экономики в мастерские, и мы обязательно попросим. Именно, конечно, вот. Новые наборы уже мастерские были, но просто... Пока мне трудно... Участие студентов высшей школы экономики не оговаривается, они расстраиваются. Мы постараемся их не расстраивать больше. Я думаю, что дело в этом, вот. Что поэтому кнопки нет. А так, то, что вы предлагаете, это очень простая история. То, что вы предлагаете, это очень простая история. Вы предлагаете, так сказать, всем миром пополнить SemShift. Это можно, но, так сказать, примерно это. Но плюс кнопка. Но плюс кнопка. У кого есть вопросы, а не возражения? Ну, я подозреваю, что там какие-нибудь редкие названия румынских месяцев, которые записаны в одной деревне в Трансильвании, даже если мы выясняем их происхождение, и оно кажется уникальным, оно не пополнит SemShift именно из-за того, что оно уникально. Но оно может пополнить такой справочный ресурс. Вот. И пока мне трудно представить механизм такого трансформера, когда из базы данных семантических переходов возникнет вот такой ресурс, как что-то типа досье на язык лексико-типологического. Ну, если это сделается кнопочкой, я буду счастлив. Честно. Вот. Пожалуйста. Можно я вопрос задам, а то не уверен. Екатерина Владимировна. Егор задает вопрос. Егор Владимирович. Вот, у меня такие вопросы. Вот один вопрос, но он как бы здесь на языке, конечно, вертится, а если мы выбираем какой-то список лексем, да, для такой лексико-типологической характеристики всего языка, а по какому принципу мы включаем или не включаем единицы в него? Какие-то есть критерии для этого? Ну, в смысле, лексем, мы выбираем список лексем из данного языка, или мы выбираем некую структуру нашей анкеты условной? Ну да, но у вас есть какой-то список слов, которые вы хотите спросить для каждого языка, почему именно эти слова, не какие-то другие, какие принципы? На что ориентировался я? Я ориентировался на частотные случаи многозначности, и по данным вот базы данных семантических переходов, стараясь при этом еще, чтобы были представлены семантические переходы, которые частотны в других регионах мира за пределами Северной Евразии. Так вот, там возникли случаи типа Земля-год, это Северная Америка, это Солнце и Луна в одной лексеме, это тоже такой круг вокруг Тихого океана, то есть это Америка и частично Азия и частично Полинезия. Вот, там, ну, солнце, день, это много где есть. Вот, то есть я ориентировался на частотность в первую очередь, фактически из первой сотни семантических переходов по количеству материала, накопленного сейчас, туда попало большинство.
Вот. Ну и вот третий раздел, где такие закрытые системы, ну просто какие системы интересны могут быть. Ага, вот, а еще такой вопрос тоже. Вот те модели полисемии, допустим, да, которые мы тут наблюдаем, как бы понимаем ли мы, о чем они нам вообще должны сказать в итоге про языки, потому что, ну, как минимум один вариант здесь есть, что мы увидим, ну, какие-то семантические фрагментали, так сказать, да, когда там голова что-то главное там или верхнее обозначает. А другой вариант, ну, может быть, тоже не единственный, когда какие-то там культурные связи мы увидим, да, между разными языками. Ну, корень зуба, например, может там во многих местах называться одинаково, но в зависимости от того, кто там у кого и как в медицине учился, и как литературу там, да, это получал. Вот как бы какие у нас здесь ожидания, да, вот на эту тему, ну, какие там эвристики, может быть, чтобы отличать один тип случая от другого, а может еще там от десятка других. Самыми радужными для меня ожиданиями будет обнаружение неожиданных корреляций, которые я даже, вот, может, и предсказать не могу. Вот. Например, интересный вопрос, есть ли корреляция между языками, все они для нас экзотические, у которых называются одним словом «вчера и завтра» и одним словом где-то «внук». Вот. Это, конечно, будет неожиданная аналогия, но вот я не знаю ответа, пересекаются ли эти два множества языков. Да, спасибо. Вот еще один был вопрос. Да, пожалуйста, а можно вот еще одна? Еще Николай Викторович. Разумеется, это нужно делать в интернете, монографии, может быть, тоже нужны, но здесь важно пополнение и важно это все, чтобы было в открытом доступе, чтобы можно было пополнять, чтобы люди начали свое предложение. Это первое. Ну, для меня совершенно очевидно. Второе, здесь очень важно задавать правильно информацию в анкете. Используются русские слова. Ну, дело в том, что здесь, может быть, надо иметь в виду какую-то систему, может быть, латинских обозначений, понимаете, потому что подкрепляемую русскими словами. И, конечно, это нужно иметь и в будущем эту базу будущего. Я не согласен, что это отросток SemShift. Это просто совершенно неправильно. Категорически не согласен. Это родственные вещи, но, конечно, нет. А здесь важно, значит, правильно, то есть, с одной стороны, нужно использовать русские слова, а с другой стороны, прибегать к каким-то обозначениям то есть в латинском алфавите, используя в основном латынь. Понимаете, латынь как универсальный язык. Потому что ведь не всегда русская лексика может дать возможность для конкретного языка сформулировать, что там в отношении полисемии и неоднозначности интересно. Понимаете, но вообще это очень правильные проекты. Если, надеюсь, что, может быть, через 3 года я могу это увидеть, потому что это совершенно правильная вещь. Ну, в общем, мне много что и сказать. Может быть, если вы захотите, я еще добавлю. Спасибо. Да, еще вот знаете, вот сейчас еще, потом вы, и потом, да, еще вы очень быстро можно, потому что 3 вопроса, а времени Да, быстро трудно, потому что действительно много чего хочется сказать. Ну да, спасибо, Максим, блестящая идея, мне кажется. Неудивительно, что таких баз нет, потому что, ну, грамбанк, валс устроены на основе вторичных источников, это грамматики. То, что ты предлагаешь, не освещается в грамматиках, а из словарей, ну, в принципе, не извлекается. То есть, по сути, в идеале то, что ты предложил, могло бы стать таким. Ну, как бывают анкеты для грамматик, да, вот что должно быть в грамматике? Это анкета для очерк лексикологии языка. Ну, вот если бы когда-нибудь. Для каждого языка считалось бы, что надо создать грамматику, словарь и еще отдельно очерк лексикологии. Это было бы, конечно, замечательно. Ну, отчасти повторяя то, что сказали Егор и Николай Викторович, действительно возникает вопрос, почему именно это? На него надо быть готовым ответить, и, видимо, в случае, если будет такой проект, быть готовым к тому, что что-то будет добавлено, изменено. Но мне кажется, что в чисто практическом плане надо сделать что-то типа этого. Ну, устроить воркшоп, например, международный желательно, ну, чтобы там было человек как минимум 10, может быть, 15,
да, где, возможно, вот та сетка, которая предлагается, изменилась бы, потому что специалисты по другим языкам скажут, а надо включить это обязательно. Во-вторых, видимо, да, действительно имеет смысл издать какой-то сборник статей по материалам такого воркшопа, но и, безусловно, что-то типа там лексико-типологического атласа народов мира, языков мира необходимо делать, потому что надо действительно поставить некую цель, зачем это сделано, зачем это делается. Ну, ты говоришь, что тебе было бы интересно написать про такой-то язык, но это недостаточная мотивация. Ну, в принципе, цель может быть такая, как у остальных баз данных, типа Грамбанка, для того, чтобы, если там будет достаточно большое количество языков, делать обобщение о генеалогическом распределении, о реальном распределении, просто о частотности. Там должны быть карты как компонент визуализации. То есть мне кажется, что да, действительно, конечная цель должна быть такая, которая бы позволила делать обобщения, потенциально пополнять, в общем, чтобы это каким-то образом работало на теорию тоже. Да, спасибо большое. Сейчас вот передайте прямо туда же. Сейчас микрофон, чтобы рядом. Ага. Спасибо. Я не уверена, что успела осознать. Мне показалось, что в списке имен больше, чем глаголов, и почти нет прилагательных. Это правда? Похоже на то, да. Я вообще испытываю некую склонность к именам скорее. Да. Ага. Так, еще два вопроса быстро. Можно, я бы хотела возразить, вот вам, извините, пожалуйста, я не знаю, как вас зовут. Значит, мне кажется, что ставить задачу заранее сформировать список того, что надо искать, не нужно. Надо с чего-то начать, и мне как-то кажется, что очень хороший предварительный список, а в рабочем порядке все равно вспомнится, все интересно, а вот еще то, а почему у нас нет этого и так далее. И вот, так что мне кажется, что это не надо ставить такую задачу. А кроме того, сформулировать конечную цель тоже не надо. То есть ее надо сформулировать, если грант хотеть получить, а так по-настоящему конечная цель, потому что страшно интересно это получить. Все равно это использоваться будет для чего-то не того, что будет сказано, сформулировано заранее. А еще по поводу имен и глаголов, глаголов вообще меньше. И все разнообразие, как нас учит Исаак-Иосиф Черевлин, достигается вот разнообразием имен, а упорядоченности разнообразием предикатов, то есть в смысле списком предикатов. Вот, поэтому то, что здесь имен больше, это вполне совершенно понятно. Все богатство мира, оно разнообразием имен охватывается. Спасибо большое. И вот еще вот один вопрос. Я просто пользуюсь случаем, чтобы задать тот вопрос, который меня уже с самого начала, наверное, волнует. Вот как быть с такой вещью, что вот современный русский язык, жена – это совсем не женщина никогда. 18 век, допустим, жена – это в том числе женщина, допустим, с возвышенными коннотациями. 17 век, жена – это женщина. Это разные языки, да? Наверное, это будет зависеть от того, как мы будем делить хронологически русский язык, там будем ли мы выделять какой-нибудь отдельный средний русский язык. Вот, да, в базе данных, которая база семантических переходов, там есть фактически 3 русских языка. Древний русский, который называется Oldest Slavic, то есть древневосточнославянский, Middle Russian, который, по-моему, охватывает период с 17-го, кажется, века, да, такой вот старый русский язык и, соответственно, современный русский язык. Спасибо большое. Вы еще хотите кому-то ответить? Все, я вроде все, да? Я сказал. Ага, спасибо большое. Следующий доклад Ильи Александровича Грунтова. Это онлайн, да? Этот доклад будет занимать. Да, Илья здесь. Илья уже ждет своего часа. Добрый день. Видна ли моя презентация? В общем, да. Видна. Отлично. Добрый вечер, уважаемые коллеги.
Сегодня я бы хотел поговорить про эвфемизмы и то, как они представлены все в той же многократно упоминавшейся сегодня базе данных семантических переходов в языках мира DatSemShift. Так, сейчас сделаю, чтобы листалось. Понятие эвфемизма неразрывно связано с понятием табу. Да? Табу – это некоторый объект, который по каким-то причинам, самым разным, в данной культуре запрещено называть прямым именем. А эвфемизм – это те слова или выражения, с помощью которых этот запрет можно некоторым образом обойти и все-таки сослаться или как-то упомянуть запрещенный объект, ориентируясь именно на, указывая именно другими словами тот самый запрещенный объект. Именно такая потребность в каком-то обозначении этих запрещенных понятий, которые присутствуют практически в любой культуре земного шара, является очень важным механизмом или обоснованием для возникновения целого ряда семантических переходов. Часто такого рода эвфемистические замены направлены на то, чтобы как-то изменить те свойства объекта, которые представляются людям не совсем благоприятными, да? То есть как-то повернуть что-то нехорошее, превратить во что-то хорошее. Да? То есть такая некоторая магическая реальность. Например, в арабской культуре, да, слово маймун, благоприятный, используется для обозначения обезьяны, которая на самом деле в традиционной арабской культуре является животным скорее скверным и нечистым. И попытка как-то его облагородить и обезопасить человека от возможного неблагоприятного воздействия этого нечистого существа на свою жизнь – это попытка придать ему хорошее имя. Другой классический пример – это название Черного моря в древнегреческом языке, которое исходно было Pontus Axenos, то есть негостеприимное море. Скорее всего, это было переиначивание древними греками скифского названия, но это не так важно, а важно, как именно воспринимали это понятие сами древние греки. И, пожив некоторое время с таким неблагозвучным названием, для того, чтобы море, по-видимому, было более благоприятно для мореплавания, в конце концов его переименовали, к нему прилепилось другое, более благозвучное название, его стали называть Pontus Euxenos, то есть гостеприимное море. Да? То есть это была тоже попытка воздействовать на неблагоприятные качества объекта с помощью другого имени. Ну и последний пример. В одной из наших монгольских экспедиций мы встретили рассказы про некоторую реку, которая называлась Ухыр, то есть бык. Она была с очень непростым характером, в ней все время тонули люди, и местные жители переименовали ее, назвав ее Шар, то есть вол, кастрированный бык, и после этого ее характер резко улучшился, и люди перестали там тонуть, по сообщениям местных жителей. Это такой способ воздействия на окружающий мир с помощью языка. Дальше я хочу немножко сказать про те типы эвфемизмов и идеи, которые стоят за эвфемизмами, и соответствующие некоторые семантические области, которые мы включаем в нашу базу данных. Первая идея – это то, что произнесение названия чего-то плохого приведет к тому, что это плохое как-то войдет в вашу жизнь. В связи с этим эвфемизации подвергаются разного рода понятия, связанные с названиями болезней или смерти или чего-то такого.
Совершенно другая идея стоит за эвфемизацией разного рода названий животных и охотничьей лексики, потому что в ситуации традиционного общества произнесение названия животного, являющегося объектом охоты, или каких-то вещей, связанных с охотой, неименуемо будет услышано либо самим животным, либо духом, хозяином местности. Животное будет предупреждено и избежит встречи с охотником. Отдельная история – это запрет на произнесение разного рода ритуально нечистых объектов и действий, да, связанных с половыми отношениями, гениталиями, физиологическими испражнениями, менструациями и тому подобными вещами. И прямо противоположная идея – это запрет на произнесение названий разного рода сакральных объектов. Отсюда вытекает табуирование названий божеств, рек, гор и разных других мест, которые могут быть сакральны. А сейчас несколько слов, наоборот, про те типы эвфемизмов и связанные с ними идеи, которые, наоборот, мы не включаем обычно в нашу базу, за редкими исключениями. И это такие эвфемизмы, про которые можно сказать, что они возникают в некотором роде окказионально и редко попадают в обычный словарь языка. То есть, например, произнесение реального имени объекта делает его уязвимым для злых духов. И с этим, например, связана очень широко распространенная в языках мира практика, когда ребенку дается какое-то неблагозвучное имя, и таким образом его пытаются защитить. Еще более широко распространенная вещь – это так называемый язык избегания. То, что характерно для ситуации, когда невестка из другого рода приходит в семью, выходит замуж, обычно в чужой род, и после того, как она приходит в дом мужа, она лишается права называть по имени всех родственников мужа, а часто и самого мужа. Это очень характерная вещь не только в Евразии, но и за ее пределами. То есть, если, например, свекровь зовут, скажем, Красная Шапочка, то невестка не может называть ее по имени, но мало того, она не может называть также слова «красный» и слово «шапочка», а должна эти слова менять на какие-то другие. Такого рода замены часто бывают неконвенциональными, не сохраняющимися, не передающимися из поколения в поколение, поэтому они не очень часто попадают в словарь языка. Более, можно сказать, современное явление, да, это эвфемизмы, связанные с политической корректностью, да, когда идея, стоящая за эвфемизацией лексики, заключается в том, чтобы не обидеть кого-нибудь слишком прямым наименованием. Другая идея, тоже широко распространенная в наши дни, это идея про то, что произнесение настоящего имени понятия как-то нарушит покой слушателей. Ну вот, например, некоторые примеры такого рода эвфемизмов из современных российских новостей. Да? Сейсмособытие вместо землетрясения, необдуманный поступок вместо самоубийства, сооружение безопасности вместо бомбоубежища, хлопок вместо взрыва и так далее. Я думаю, что любой из нас может сам вспомнить множество таких случаев. Такого рода вещи мы не включаем в нашу базу, да, поскольку они относительно окказиональны. Еще одна интересная вещь, которая связана с эвфемизмами, это своеобразные цепочки эвфемизмов. То есть, когда у нас исходно есть некоторые понятия, которые считаются плохим и табуируются, его
меняют на какое-то слово, которое считается хорошим, после чего это хорошее слово получает все плохие коннотации, которые были связаны непосредственно с этим плохим объектом, само становится плохим словом, и его опять надо заменять на новое хорошее слово. Ну вот одним из примеров такого рода цепочек может являться слово «левый». Например, в древнегреческом языке было слово «лайос» – «левый». Левый – это сторона, которая у греков была неблагоприятной, ну, в частности, при гаданиях по птицам, но и не только. И для того, чтобы как-то избавиться от нехороших коннотаций, связанных с этим словом, были попытки ввода новых эвфемизмов, которые заменяют это. Да? Например, слово «аристерос», который значит «лучший» вообще-то. Да? Но слово «аристерос» тоже получило плохие коннотации, тоже стало означать всякие нехорошие вещи. Да? И греки еще для слова «левый» стали употреблять еще и слово «эвонимос», да, который тоже имеющий хорошее имя. Да, и так они говорили, например, про плохие приметы, тоже их так именовали. То есть, таким образом, одним эвфемизмом часто дело не ограничивается. Вот со словом «левый» в языках мира это довольно часто видно, как раз, что слово «левый» очень легко меняется на другое слово, и это слово тоже становится не очень хорошим. Эвфемизмы таким образом работают как инфекционные заболевания и, значит, друг друга заражают нехорошими коннотациями предшествующей стадии. Еще один важный момент, связанный с эвфемизмами, это то, что если мы посмотрим на количество разных исходных значений, которое может быть в семантическом переходе, то оно гораздо выше для эвфемизмов, чем для большинства других объектов и понятий, встречающихся на нашей базе. То есть в среднем, если мы рассматриваем семантические переходы, вот у нас есть значение А, которое часто исходное, бывает значение Б, которое производная. И вот в среднем у одного слова в нашей базе менее 3 исходных значений. Если мы посмотрим на эвфемизмы, то их гораздо больше. Вот, например, для глагола «умирать» в нашей базе зафиксировано 28 разных возможных источников. Падать, уходить, исчезать, улетать, заходить о солнце. И вы видите разного рода примеры на экране. Естественно, это только малая часть всех слов, которые вообще-то могут быть источниками для передачи значения «умирать» в языках мира. И мы не собирали целенаправленно именно про «умирать», да, но в ходе создания базы, тем не менее, возникло очень много как раз такого рода переходов попалось. И это совершенно не случайная вещь, да, потому что чем более табуированный объект, тем более разнообразны способы эвфемизации. Ну вот дальше покажу несколько примеров из разных областей, как они устроены у нас в базе. Вот про умирать я уже сказал, да, что касается всяких болезней, смертей, да, оспа, да, опасная болезнь, и, пожалуйста, вот возможные источники, это и цветок, и мать, и бог, и бабушка, и тетя, чего только нет. Сама болезнь, да, это может быть и гостья, и ветер, и боль, и так далее. Тоже примеры разного рода вы видите на экране, не буду затягивать. Естественно, еще такая область, как беременность и роды, очень частый объект табуирования, потому что это
опасная для матери и ребенка ситуация. Все, что связано с опасностью для жизни, очень часто табуируется. Вот видно, как разнообразные источники, например, для названия последа и плаценты в языках мира. Здесь тоже можно увидеть многочисленные примеры. Какие слова могут использоваться в разного рода мотивациях для названия плаценты. Да? Естественно, очень много названий для описания состояния беременности. Тут, конечно, можно сказать, что мы не знаем, а есть ли вообще прямое название для беременности. Может быть, и не было никогда, да, и всегда только какие-то описательные названия были. Но это как раз тоже связано именно с тем, что само это состояние, да, является в высокой степени табуируемым в культурах земного шара. Ну и то же самое, значит, связано непосредственно с родами. Значит, секс и половые органы тоже очень богатая область для разного рода эвфемизации. Да, вот вы видите многочисленные источники там для глагола совокупляться и так далее. Это тоже малая часть, естественно, того, что наблюдается в языках мира. И то, что связано с охотой и животными, в нашей базе чемпионом является медведь, у которого 25 разных возможных источников для названия медведя. Это и старик, и хозяин общеизвестные, и на самом деле много разного рода родственников, да, это и дядя, и дедушка, и младший брат, и неожиданно даже прабабушка. Самые разные названия могут быть послужить источником для названия медведя. Да, для волка тоже много названий, естественно, множество названий не включено в нашу базу, но тем не менее даже те, которые попали, их очень много. И еще здесь видите пример про змею. Змея не является объектом охоты обычно, но при этом это опасное, опять же, для жизни животное, и его название регулярно табуируется в языках мира, и очень много разных источников можно обнаружить. Большое спасибо за ваше внимание. Да, добрый вечер, так меня слышно? Ну вот у меня презентация по-английски, а доклад по-русски. Вот, поэтому можно как бы следить за тем и за другим текстом. Он немножко продолжает как бы какие-то из тем, которые были вот уже затронуты на конференции, в том числе вот тему метонимии, которая была у Екатерины Владимировны Хин, которая здесь нет. А также в том числе немножко, как-то, мне кажется, параллельно с тем, что рассказывал Максим, о анкете какого-то конкретного языка. В данном случае это анкета языка кое-кое и анкета семантического поля восприятия, глаголов восприятия. Исходной точкой этого доклада являлась, ну вот я участвовала в проекте, посвященном языку кое-кое в Иерусалимском университете, в том числе с использованием полевой работы с информантами. И вот конкретно исходной точкой этой работы было то, что в некоторых других языках той же самой группы кое-квади наблюдалось необычное поведение глаголов восприятия. То, что они нарушали такую известную иерархию Виберга, и восприятие запахов и вкуса оказывалось важнее и как бы распространяло полисемию в противоположном направлении тому, что указано здесь. И вот эти языки West Kalahari Koya languages, в них такое наблюдалось, а вот в родственном языке кое-кое я решила это проверить. То есть вопрос был о том, как организовано поле восприятия в этом языке, и как
повторяется ли там тот же паттерн, который есть в соседних языках западного Калахари, но и при этом, как бы, что именно происходит с семантическими переходами. То есть есть ли какие-то закономерности, связанные связывающие тип восприятия и тип семантических переходов в этом поле. То есть немножко я скажу про сам язык, про семантические переходы и дальше про переходы, связанные с разными модальностями восприятия, отдельно про визуальное восприятие, слух, тактильное, ну вот основные 5 чувств, вкус и обоняние. А язык Khoekhoe относится к группе Khoekhoe в составе так называемых хайсанских языков, только что сейчас уже известно, что эти языки не объединены каким-то генеалогическим родством. А вот среди кайсанских языков выделяется несколько семей, в том числе вот семья Khoekhoe, к которой относятся изолят Квади, языки Калахари Khoe, вот в которых наблюдается вот этот интересный паттерн. И Khoekhoe, группа в основном состоит из вымерших языков, самого языка Khoekhoe и вот языка Ора, который тоже практически уже вымирает. Сам этот язык, иначе его называют еще Khoekhoe Gawab или Нама Дамара языковой комплекс, это вот отдельные народности, которые в составе языка Khoekhoe, которые говорят на нем. Он распространен в Намибии, немножко в Западной Африке, немножко в ЮАР, и число носителей 200 тысяч, что достаточно большое число для языков этой группы. Вот. Но при этом он все равно относится к уязвимым языкам, и, но при этом на нем действительно говорят 200 тысяч человек, это довольно много. Вот распространен он здесь вот на карте видно, вот в этом вот, и в основном немножко еще в Южной Африке. Источники были лексикографические, это вот в основном словарь Хаки и Зеба, очень хороший, также вот некоторые этимологические словари, корпус разговорного литературного языка, которые делаются группой под руководством Вислока Махаревич, и цитации с носителями. То есть я проверяла семантические переходы с носителями онлайн через Zoom. Вот. А изначально, как бы, исходной точкой были семантические переходы, которые уже есть в базе данных, вот в базе данных DatSemShift. То есть я сначала смотрела, какие бывают переходы с таким глаголом восприятия источником, и потом старался их проверять и постепенно дополнять другими какими-то переходами с помощью элицитации с информантами. И таким образом был составлен такой датасет, то есть это небольшой корпус из 100 семантических переходов с глаголами, относящимися к 5 разным модальностям восприятия. Каждый переход описывался с точки зрения, какое у него значение источник, значение цель, какая лексема, какое целевое поле семантическое, какой тип когнитивного механизма, какая поверхностная реализация. И давайте примеры. То есть как бы я старалась сделать такой портрет этого семантического поля с разных точек зрения. Содержательной, семантической, то есть какие там вот когнитивные механизмы, и с поверхностной, то есть какие есть реализации там. В том числе принимались как реализация не только полисемии, но именно морфологическая деривация. То есть это такое вот расширенное понимание семантических переходов мотивационных моделей, к которым постепенно вот мы пришли в процессе работы над DatSemShift. И поэтому данные как бы немножко шире, чем это может быть понятно для семантического перехода в узком смысле, но это как раз и было целью. Вот. Это мы, наверное, может быть, пропустим, потому что про базу данных все знают. Вот это мне просто хотелось привести такой пример насчет того, что семантические переходы бывают универсальными, а бывают особенными, в том числе, например, переход «слушать» и «слушаться», он реализованный в языке Khoekhoe компаундом «ангауном», слушаться, состоящим из «слушать» и «любить» из 2 частей, имеет в нашей базе данных 238 реализаций, то есть это такой практически не универсальный, но очень часто встречающийся переход. А переход «ухо», «лист» встречается достаточно редко, но встречается в языках африканского ареала, вот в том числе в Khoekhoe и соседнем языке Кора. Вот, и растение изображено как бы вот с такими листьями, которые называются тем же словом, которое называется ухо. Это листья реликтового растения вельвичия, которое растет в пустыне Калахари. Вот. А какие именно типы семантических переходов, какие типы используют для классификации? Здесь указаны типы, которые обсуждаются в работе Коха 2016 года. Метафоры, метонимия, генерализация, специализация, переход между когипонимами и энантиосемия.
Другие типы, которые в некоторых работах тоже указываются, вот Кох относит к следствиям семантического перехода. Это переход как бы более сниженному значению, значению более высокого регистра, интенсификация или ослабление значения. В итоге как бы обдумывание в классификации, которую я применяла, используются вот здесь указанные типы когнитивного механизма, а именно метафора и метонимия, как бы переход по схожести и по близости, да, генерализация к более как бы расширенному виду активности, наоборот, специализация, изменение фреймов, что, мне кажется, тоже здесь было важно, фреймов именно в понимании вот Екатерины Владимировны Рахилиной и ее группы, и тип inferential или конвенционализация импликатуры по следующему или совместному действию. Мы переходим именно к семантическим переходам в области восприятия в кое-кое. Здесь важно еще сказать, что хотелось указать не просто на переходы как бы от значения, а в том смысле, что как бы переход порождает не значение само по себе, а микроситуации, из которых оно состоит, то есть фреймы. И для восприятия важно было выделять фреймы активного, фреймы просто восприятия, когда человек, например, слушает что-то, активного, восприятие, когда он прислушивается или принюхивается. И то, что называется sensory-based perception или phenomenon-based, это когда, допустим, мы что-то слышим, там что-то слышится звук, или там раздается тоже как бы звук, не знаю, шум. В этом смысле как бы вот у нас действительно оказалось, что разные фреймы восприятия имеют разные способы выражения. То есть, например, вот в области зрения у нас есть слово, у нас есть корень му, это видеть, и корень ко, это скорее смотреть. И они различаются. И есть то, что используется для ситуации, когда что-то там видится, это корень мусен. И от них мы наблюдаем разные семантические переходы. То есть у нас есть вот ан, я прошу прощения за свое произношение кликсов, я их не то чтобы прямо очень хорошо произношу, хотя стараюсь. Вот. Понимать. Видеть, понимать, видеть, распознавать. Видеть, to have an appearance, sen. Видеть глаз, Здесь у нас изменение частей речи. То есть часть речи, в принципе, это такая вот лобильная категория для кое-кое. Видеть окно, дао. То же самое, похожие переходы от смотреть. Смотреть, to look after, с другой лексемой ко. To look, to take into account, тоже ко. To look mirror, ко найху. То есть как бы что-то, через что глядят. Вот. Ну и вот такого рода данные мы можем получить из нашей таблицы. Ну вот посмотрим на некоторые примеры. Да, и для каждого случая семантических переходов я старалась подобрать пример и обсудить его с информантом. То есть, например, вот такое предложение «Ой, на коба тере, посмотри за детьми, я скоро приду». Здесь мы видим пример использования глагола «ос», извиняюсь, «ко», который означает «to look», в значении «присмотри». Как-то здесь сомнений по использованию значения не возникает. Семантическая область, на которую происходит перенос behavior, когнитивный механизм inferential, поверхностная реализация полисемия. И такой же переход, согласно базе данных DatSemShift, зарегистрирован вот в других языках, которые здесь перечислены. Переход to see I, музге омба оами, и and the eye cannot say to the hand, I have no need of thee. То есть вот здесь мы видим изменение части речи и переход от видеть глаз. Здесь механизм метонимии, как бы как перенос на участника ситуации. Здесь как бы объекты, область это объекты, участники ситуации, и механизм морфологическое изменение части речи, поверхностная реализация. Вот. Я не буду читать прямо совсем все примеры, только некоторые, потому что есть другие модальности восприятия.
Но мы можем обратить внимание, что как бы в основном, согласно вот моему небольшому корпусу, поверхностная реализация – это полисемия и компаунды, а когнитивный механизм генерализация, inference, вывод, inferential и метонимия, и семантическое поле, на которое распространяются эти значения, это когнитивные операции внутри языка, внутри того же семантического поля, переходы и поведение. Да, тогда я сейчас скажу. Ну, вот, значит, я пыталась смотреть на теорию концептуальной метафоры, но сейчас, наверное, пропущу этот пункт. Более подробно я смотрела область обоняния. Ну, хорошо. Кажется, если у нас 5 минут, то я, наверное, не успею привести эти примеры, могу их обсудить с кем-то более подробно. Здесь интересно просто, что обоняние как бы дает немножко больше семантических переходов, чем это, например, нам принято в европейских языках. То есть, например, такие переходы, как to indicate, to be afraid или to get accustomed. И поскольку времени мало, а хочется обсудить что-то, я бы хотела показать картинки. Я прошу прощения, что я пролистываю много примеров, но просто дело в том, что вот таким способом мне хотелось именно показать гистограмму, то есть получилось сделать представление о том, как устроена эта область в принципе в этом языке. То есть вот в поверхностной реализации вот мы видим во многих областях, в том числе, например, для слухового восприятия преобладает вот синий цвет – это компаунды. То есть действительно компаунды являются в этом языке большим средством выражать семантические переходы. И этот параметр, который можно сопоставлять в разных языках. То есть, допустим, вот, ну, не знаю, там в языках, в которых нет компаундов, да, будут какие-то другие способы. Это параметр, действительно, можно говорить о нем как о профиле языка вот в этой, по крайней мере, области. Типы когнитивного механизма вот, тоже. Здесь у нас мы видим, что достаточно много у нас есть, помимо метафоры, вот она зеленая здесь, и метонимия, она оранжевая, у нас есть довольно много механизма inferential, вот этого желтого, то есть механизма вывода. И действительно, мы видим много случаев, когда, например, там у нас есть глагол «смотреть», у нас есть глагол «присматривать». То есть какое-то действие, компонентом которого является действие «смотреть», на него распространяется значение, семантический переход. То есть это то, о чем вот мы говорила, Екатерина Владимировна, в смысле расширенной метонимии, но мне кажется, что это скорее больше действительно относится к названию inferential. Вот. Вывода. И вот Анна Андреевна тоже про это писала, что выводы как бы из ситуации. Одна ситуация является частью другой, и можно назвать ее выводом. И вот такие случаи тоже встречаются очень часто. И как бы семантические поля, на которые у нас происходит переход. Здесь есть помимо когнитивного поля, с которым очень связывают поле восприятия, есть и другие, в том числе личностные черты, участник ситуации, внутри языка, внутри поля, перехода внутри семантического поля и поведенческие паттерны тоже встречаются. Спасибо за внимание. Мне бы хотелось оставить время до обсуждения, если у кого-то будут вопросы. Спасибо. Я хотел спросить, вот когда, ну, типологически как погружались в перенос от глаголов восприятия, не попадались вам какие-то сдвиги от глаголов зрительного восприятия, которые бы уходили куда-то в меративность, нарушенное ожидание, оценку и вот что-нибудь такое? Ну, потому что это на самом деле бывает, ну, например, я по-русски могу сказать, я вижу в Москве, да, и как бы вот что здесь значит я вижу, это как бы я не совсем ожидал, да, вас видеть, получается, там в Удмуртском, у меня несколько более сложная история на эту тему была, вот, но кажется, что типологически это как-то очень плохо понято, вот, не привнесли ли вы какое-то понимание вот в типологию этих сдвигов? Ну, вы знаете, мне конкретно вот такие примеры не встречались, но мне кажется, что вот тот пример, по крайней мере, который вы приводите, он скорее относится не к тому, что будет значение зафиксировано в словаре, а к каким-то вот таким контекстуальным и прагматическим употреблением. Ну, да. Конструкциям, да. Вот ну, может, поэтому... что-то где-то в словарях там в каком-то было, не было, да, Вот такого? мне не встречалось, но его надо, может быть, более подробно с примерами исследовать такие случаи. Спасибо. Вы приводили ссылку на исследование, в котором как раз были вот из других кайсанских языков, так сказать, да, в другую сторону переходы, да, нарушающие шкалу Виберга, и вообще про вот эту вот значимость вкуса
у вас что-то получилось про вкус такое, во-первых, нарушающее шкалу Виберга, вообще про его особую значимость для вашего языка? Вы знаете, да, ну, как бы вот по моим данным, вкус вот именно в том смысле, в котором он в этих языках был значим, и там, кроме всего прочего, еще было достаточное количество специально выделенной лексики, специальных, ну, лексики, обозначающей специальные типы вкусов. И этого в кое-кое не наблюдалось, зато там была лексика, обозначающая специальные типы запахов. То есть как бы тоже что-то сходное, и исходная единица, которая была вот так вот полисемична в этих языках западного Калахари, она как бы ушла на периферию в кое-кое, хотя она тоже там есть. Но вот из таких переходов между областями, в кое-кое, вот если вы посмотрите второй пункт, наблюдается, у меня нашелся только переход to taste to touch, вот он, который в обратном направлении по отношению к иерархии Виберга. То есть только такой. Совершенно комментарий не про, соответственно, восприятие, про листья и уши. Помимо, собственно, африканских, оно есть в Австралии, как минимум в одной из подгрупп Поманьюнга. Вот. И это абсолютно, ну, в общем, это точно есть. Возможно, еще где-нибудь. Спасибо. Здорово, спасибо большое. Мы готовы тогда, наверное, продолжить, если больше вопросов нет. Спасибо. Следующий доклад у нас снова онлайн. Алексей Дмитриевич Шмелев расскажет про семантические переходы и внешне сходные явления. Да, хорошо закончить предыдущую презентацию. Да, спасибо. Я сейчас попробую все это включить. Share screen. Да, загружается, судя по всему. Да. Видна ли в таком виде презентация? Да, видим. Да. Теперь, ну вот это первый слайд, и я хочу проверить, листается ли она. Вот сейчас я перешел ко второму на моем экране. А листается ли она на общем экране? Не видим. Нет, не листается. Нет, не листается. Тогда я выйду из слайд-шоу. Это будет немножко варварски, но так она будет листаться. Вот так видны вступительные замечания, я думаю. Вот, значит, я там общим местом, я начинаю говорить, мы выбились из графики, я буду стараться быть кратким, но не знаю, насколько будет получаться. Как я понимаю, у меня по меньшей мере 15 минут. Значит, но понятно, что рассмотрение семантических переходов в типологическом ключе имеет первостепенное значение для этимологических реконструкций, поскольку позволяет оценить правдоподобность постулируемого семантического сдвига. Но при этом возникает вопрос, какая степень регулярности семантического сдвига нужна для того, чтобы считать его правдоподобным. Ну, скажем, для фонетических соответствий нужна высокая степень регулярности, и, собственно, в большинстве случаев таковыми они и являются. Для семантических сдвигов обычно предполагается достаточно наличие хотя бы одной семантической параллели, то есть того, чтобы такой же переход был засвидетельствован еще в каком-то языке. Но при этом возникает вопрос, что мы называем словами «такой же переход». Обычно это как-то считается самым понятным, но при этом, вообще говоря, инструменты семантического анализа и семантического описания чрезвычайно разнообразны и оказываются не одинаковыми у разных авторов, а тем самым это немножко размывает базу для оценки семантических параллелей. Прежде чем к этому переходить, я немножко скажу о явлениях внешне сходных с семантическими переходами. Значит, ну, про некоторые из них хорошо известно. Это случаи, когда сходная структура полисемии в близкородственных языках легко объясняется семантическим переходом в языке предки. Это такая наследуемая полисемия. И тогда мы можем говорить о полисемии, о семантическом переходе, но то, что это в разных языках близкородственных происходит, нельзя считать семантической параллелью.
И бывают случаи заимствования семантического перехода, тоже хорошо известная вещь, такие как семантические кальки, вторичные заимствования. Ну вот тут я упоминаю то, что в русском языке у слова «проблема» во второй половине 20 века произошел переход от смысла «задача, требующая разрешения» к смыслу «жизненная трудность, препятствие». Но это такой заимствованный переход. Такой же переход чуть раньше произошел в некоторых западноевропейских языках. Но для этих языков это можно считать семантической параллелью, трудно это проследить, но в русском языке, ну, даже в 70-е годы 20 века в этюде о монархии, вошедшем в «Красное колесо» Солженицына, Лиза Чуковская, которая его читала и чрезвычайно высоко оценила, тем не менее восприняла такое употребление по отношению к России конца 19-го, начала 20 века как анахронизм. Она записала в дневнике, он не знает языка того времени, пишет: у России свои проблемы, совсем уж голос Америки. Но тут существенно, что вообще говоря, переход произошел совсем незадолго до того и в западноевропейских языках. Ну, скажем, в последнем романе Агаты Кристи «Poster of Fate» такое употребление слова problem воспринимается пожилыми персонажами как языковая новация. А роман написан в 1973 году. Ну, слово problems даже в главе, это цитата из главы problems, а в главе more problems слово problems даже толкуется как затруднение у Агаты Кристи. Ну, можно добавить, что в современном английском языке из соображений речевого этикета слово problem в этом значении почти перестало употребляться, по крайней мере, выходит из употребления и заменяется эвфемизмом issue. Следует отличать от семантических переходов также явление лексической контаминации. Скажем, для передачи смысла греческих слов «топиносис», ну, как бы смирение, в разных церковнославянских текстах использовались слова с корнем «мер», от «мера». Но вследствие контаминации с корнем «мир», вот эти слова стали передаваться как «смирен» и «смирение» с буквой «и». А в современном церковнославянском языке это слово уже только в такой орфографии используется, оно передает греческое «топиносис», но оно совпало со словом «смирение» внешне, которое иногда использовалось для перевода греческого «ирини», то есть «мир». И возникла такая семантическая связь между значениями смирения и «мир». Это иногда на основании этого делают разные такие умозаключения об оценке примирения с действительностью, которые характерны для восточно-христианского и особенно русского понимания смирения. И в современном церковно-славянском языке слово «смирение» следует считать многозначным, но полисемия скорее должна, вот эта полисемия, рассматриваться как результат контаминации, чем как свидетельство перехода от значения смирения к значению мир или обратного перехода. Ну, еще пример – это случай жаргонного субститута, когда литературное слово или словосочетание в жаргоне заменяется на другое слово, которое в литературном языке имеет совсем иное значение, но созвучно некоторой части исходного слова. Ну, когда говорят «петь под фанеру», употребляя слово «фанера» в значении фонограмма, драйвер в жаргоне компьютерщиков обозначается как «дрова». Но тут любопытно просто, что носители языка и даже профессиональные лингвисты пытаются и в таких случаях обнаружить семантическую мотивацию. Но тут приведена цитата из словаря общего жаргона Ермаковой, Земской, Розиной о слове «фанера», что связано это с отрицательной оценкой, с деревянным неживым звуком, потому что фанера – это недоброкачественный, негибкий материал, имитирующий дерево. А относительно слова «шпора», ну, тоже высказывается предпособление, что первоначально это был переход от литературного шпора при езде на лошади, но едва ли это правдоподобно. Скорее всего, тут играет роль просто созвучие.
И едва ли эти примеры можно считать базой для установления таких семантических переходов, фанера, фонограмма и шпора, шпаргалка. Но, правда, если мы и постулировали такие переходы, едва ли для них можно найти семантические параллели. Теперь я возвращаюсь вот к этому, к размытости базы для установления вот таких семантических параллелей. Дело в том, что, как я уже сказал, описание фонетических переходов опирается на универсальную фонетическую транскрипцию, и она, в принципе, возможна. А для описания семантических переходов нет универсального инструмента семантического описания. Ну, в некоторых случаях мы можем говорить об элементарных смыслах, скажем, такой очень частотный переход от значения размера к размеру количества или наоборот, ну, скажем, даже и в русском языке у слов «большой» и «много» одинаковая сравнительная степень. Но при том, что, по-видимому, мы можем говорить и о таких элементарных смыслах. Но можно, может быть, говорить и вообще о синкретизме размера и количества. Но обычно рассматриваются несколько более сложные семантические конфигурации, и тут, какой бы семантический метаязык не использовать, всегда возникает вопрос, не вносим ли мы что-то, ну, какие-то излишние детали в наше описание, или наоборот, не слишком ли огрубляем описание. Ну вот, кажется, что во многих случаях такое огрубление вполне может быть оправдано. Ну, скажем, семантический переход «лететь, красть» во французском воле вообще ну, не слишком частый, но, скажем, в русском языке есть слова «налет» и «налетчик», они выражают не совсем смысл кражи, ну, помимо того, что это морфологическая деривация, а смысл скорее ограбления, но существенна ли для нас разница между смыслами красть и грабить? Ну, ясно, что для них можно придумать какой-нибудь семантический инвариант, и тогда налет и налетчик будут давать некоторую параллель к французскому воле. Но можно говорить об обобщенных характеристиках сравниваемых смыслов. Вот Илья Грунтов называет их переменными, ну, то есть назвал в одной из статей. Скажем, вполне такой обычный переход, который считается правдоподобным для этимологических гипотез – это переход от обозначения одного биологического вида к обозначению другого биологического вида. Часто это касается названий животных, недостаточно известных носителям соответствующего языка. Ну, скажем, принятая этимология многих славянских обозначений верблюда, и в частности русского верблюд, это ну, такое обозначение слона, то есть верблюд, ну, там с некоторой метатезой, это то же самое, что элефант. Там, если принять этимологию, связывающую обозначение горного козла Тур с названием быка Таурус, то опять-таки это вот такой переход от одного животного к другому. Ну и вот примеры цитаты из Кипарского, когда он говорит, что это, он называет это смешением одного вида другого с другим, слона с верблюдом, бегемота с носорогом, тура с зубром. Кажется, что это вещи, это разные, так сказать, биологические виды, ну, разные типы смешения, но в каком смысле это одно и то же, и можно считать семантической параллелью. Но опять-таки общая схема перехода от названия некоторой части тела к названию смежной части тела, это тоже вполне, ну, такая обычная вещь, но важно, что тут не требуется детальный анализ и точное указание того, какая именно часть тела имеется в виду. И переход, который мы наблюдаем во французском «gauche», собственно, такого же типа переход в слове «angine» во французском языке и соответствующее обозначение в английском, английского «heartburn», которое обозначает «изжога», или французского «avoir mal au cœur», это когда кого-то тошнит. Ну, вот это неразличение, ну, как-то сердце,
горло, верхней части желудка, это, ну, такая вполне обычная вещь. И в этой связи, в связи с этим, вот синкретизм значений, ну, как бы hand и arm в русском рука, ну, вообще говоря, вещь никак, ничего не добавляющая к идеям, к идеям переходов, и вот по существу не добавляющая новых семантических параллелей, но возникает вопрос о том, как это отнести с конвенциональным семантическим описанием соответствующих слов. Ну, опять-таки, отдельная задача диахронической семантики состоит в том, чтобы понять, в каких случаях определенный переход наиболее вероятен. Ну, вот, скажем, в названиях кушаний и пищевых продуктов такие переходы постоянно происходят. Но вот если мы перейдем к молочным продуктам, Анна Зализняк в одной из статей, да, по-моему, даже в нескольких статьях обсуждала вопрос, можно ли считать, постулировать переход значения сыр, творог или обратного перехода на основании французского фромаж, ну и некоторых других параллелей в некоторых других языках. Но вообще говоря, то, что разные молочные продукты могут обозначаться, происходить переход от одного к другому, вот, скажем, славянские обозначения сливок во многих языках как бы этимологически тождественно русскому сметана. И это, ну, собственно, кажется никак не удивительным. Но иногда это не удивительно, но иногда не дает нам возможности сравнить конкурирующие этимологии, потому что и та, и другая, оказывается, имеет одну и ту же параллель. Ну вот, скажем, для слова «сыворотка» есть две конкурирующих этимологии. Одна из них связывает «сыворотка» со словом «сыр» с постулированием метатезы. Ну, на это указывает аналоги слова «сыворотка» в других славянских языках, такие как украинская сыроватка, белорусская сыроватка, ну и так далее. Значит, можно даже сказать, что едва ли не в большинстве славянских языков обозначения сыворотки ну, как бы включают в себя элемент, который тождествен обозначению сыра. Но, правда, для всех этих слов трудно установить какую-то общую проформу и объяснить особенности ударения. А альтернативная этимология, предложенная Игорем Георгиевичем Добродомовым еще в 1979 году, такова, что это слово восходит к одному из тюркских названий кислого молока, которое в другой огласовке дало в русском языке слова йогурт, йогурт, йогурт со вставным «г», могло быть составное «в». И как раз в некоторых тюркских языках исходный начальный звук отражался как «с», а в первом слоге гласный звук мог переходить в «и». Ну, я вот привел эти примеры, но и то это переход от одного названия молочного продукта к другому. А оценивать эти этимологии я сейчас не буду и не располагаю достаточной квалификацией. Бывают особые случаи. Ну вот переход от значения pax к значению mundus – это вполне такая вещь, засвидетельственная во многих языках, но наличие в русском языке, ну, в современном русском языке, видимо, это уже два амонима – мир и мир, мир как pax и мир как mundus, но решение переводчиков богослужения использовать слово «мир» в качестве соответствия греческим словам «Ирине» и «космос» было с большой долей вероятности обусловлено поэтическими соображениями. И ну, в каком смысле это похоже на переход, ну, скорее
ну, такой синкретизм. Это произошло в церковнославянском, а вслед за тем и в русском, но не в других славянских языках. И это, поскольку это такое сознательное решение, этот переход нельзя считать в строгом смысле слова семантической параллелью к аналогичному переходу в языках, в которых он произошел независимо от переводческих решений. Играют роль здесь экстралингвистические факторы. Ну вот переход от значения полдень к значению юг, о котором уже говорил Максим Михайлович Руссо, например, французского меди, естественно, может происходить в языках северного полушария, но не в языках южного полушария. Ну, на самом деле, в северном полушарии не слишком близко к экватору. Но значит, переход, ну, отдельный вопрос состоит в том, каково словоупотребление носителей таких языков, когда они оказываются в южном полушарии, но, скорее всего, для них внутренняя форма уже стерлась. Но можно еще добавить ответ на вопрос Анны Владимировны Дебу про направленность этого перехода. Действительно, чаще направление от обозначения полудня к обозначению юга, но бывает и обратное. Ну, вот такая прозрачная этимология русского слова «ужин», полуденная, ну, первоначально полуденная трапеза, вот, это как раз свидетельство перехода от значения слова «юг», ну, ук в восточнославянском, к обозначению, ну, как бы полудня и того, что с полуденной трапезы. Ну, и ужин примерно то же самое, что полдник. Бывает, что хочется видеть какую-то семантическую параллель, но такое желание опирается на безудержную фантазию. Ну, скажем, русское кабак-кабачок и французское берж-бержин можно было бы считать параллелью. Ну, понятно, что кабачок и баклажан – это разные овощи, но мы видели, что это как раз не мешает установлению параллелизма. Но если одна из этимологий слова «кабачок» связывает его с обозначением тыквы, которая использовалась для изготовления, в том числе сосудов для питья, то есть использование этого слова для обозначения кабака, но это примерно как в Москве сеть пивных «Большая кружка», то оберж и обержин имеют совсем разные этимологии, довольно установленные, и таким образом это не параллель. Ну и дальше я совсем кратко скажу про восприятие других языков и систем письма. Но опять, вот это как раз вещи параллельные. Человек про нечто непонятное говорит, что это сказано или написано на другом языке. Ну, по-русски вот говорят китайская грамота, а вот некоторые примеры, которые я наспех нашел в англоязычных текстах. Непонятные обозначают словами Chinese, French, Greek, Dutch, Hebrew. Ну, примеры, когда, ну, разумеется, скажем, в языках, использующих пунктуацию, обозначение точки может быть просто обозначением конца. Ну, вот тут тоже некоторые примеры, но я уже боюсь, что исчерпываю время, поэтому не буду сейчас особенно на этом останавливаться. Спасибо за внимание. Ну, я бы спросил точка, но, по-моему, осталось немного времени для вопросов, комментариев, замечаний, реплик, возражений. Ну, если есть вопросы, но только быстрые. Да, у Раисы Иосифовны вопрос, потому что она подняла руку. Но не включила микрофон. Раиса Иосифовна, пожалуйста, микрофон. Включила. Да. У меня не вопрос, а возражение, если мне разрешат, Да, потому что пожалуйста. Алексей Дмитриевич ссылался ровно на тот текст, который лично я написала. Это часть предисловия к словарю общего жаргона, слова, с которыми мы все встречались, и я единственный оставшийся в живых его автор. Можно мне сказать два слова? Я не слышу. Go ahead.
Окей. Алёша, простите. Значит, вы процитировали то, что у меня написано, не полностью, потому что эта часть называется, в которой речь идет о словах фанера и шпора, эта часть называется лжепереносы. И в ней рассматривается переход от фонограммы к фанере. Каким образом? Речь идет о том, что сначала имело место сокращение фон плюс просторечный или сленговый суффикс «яра». Получилась фоняра. Есть свидетельства, есть тексты, в которых написано фоняра через «о». Потом, по-видимому, возникает ассоциация с фанерой, и это слово замещается фанерой, как вообще бывает в сленге, потому что возникают дополнительные ассоциации. Это что касается фанеры. Теперь, что касается шпоры. Про шпору ровно здесь. Вот я держу словарь в руках, снятый только что с полки. Про шпору написано ровно следующее, что сначала возникает сокращение шпаргалка, шпара, а затем по известному, излюбленному в сленге пути подыскивается подходящее слово, подходящее ближайшее слово шпора, и оно, возможно, дает дополнительные ассоциации. Но ровно то, что написано здесь, и что я называла масками, заключается в том, что очень часто в сленге встречаются лжепереходы, лжепереносы. И это вот два примера ровно того. Ну, совершенно верно, но просто я-то цитировал словарные статьи, а в словарных статьях уже приводится семантическая мотивировка. Это В словарных статьях невозможно было привести полностью это объяснение. Конечно. Да, нет, я совершенно это понимаю. Это не упрек по отношению к словарю, а скорее указание на то, что мало шансов найти семантическую параллель к переходам такого типа, даже если носители языка начинают находить семантическую мотивацию. Вот. Только можно скорее найти параллель не в самому семантическому переходу. Конечно, таких переходов нету. Это уникальные переходы и не переходы. Здесь можно найти параллель только таким действием. Я знаю еще такие примеры, но я их приберегу для собственного доклада. Да, хорошо, конечно, да. Спасибо. Спасибо. Следующий наш доклад «Глаголы движения в семантическом поле исчезновения». Его прочитает Павел Олегович Альбицкий и его соавтор Аймгуль Каирбековна-Каскенова. Она присоединилась, надеюсь, к нам онлайн. Да, всем добрый вечер. И данный доклад будет об использовании глаголов движения в семантическом поле исчезновения. Под глаголами движения мы в широком смысле, вслед за Талми, Крофтом и Левинсоном, понимаем те глаголы, которые обозначают перемещение объекта в пространстве. Это могут быть любые глаголы с любыми ограничениями или неограничениями на траектории передвижения. И под исчезновением мы понимаем такую ситуацию, при которой объект, который некоторое время был доступен говорящему или наблюдателю, оказывается вне зоны его доступа. Данный доклад – это часть исследования, типологического исследования глаголов исчезновения, который был проведен на материале нескольких языков – русского, славянского, английского, адыгейского, турецкого, казахского, финского и других. И при описании семантического поля исчезновения, точнее при определении его фреймов, а в понимании московской лексикой типологической группы фрейм – это прототипическая ситуация, вот как раз при описании фреймов или прототипических ситуаций семантического поля исчезновения мы пришли к выводу, что что фреймы часто определяются через движение. И сейчас я бы хотел рассказать немного о структуре семантического поля исчезновения и о том, как глаголы движения там появляются. Два основных фрейма семантического поля исчезновения – это первый – наблюдаемое исчезновение. Он состоит из целых 5 подфреймов, и сейчас я их быстро прокомментирую. Наблюдаемое исчезновение – это исчезновение, в котором есть наблюдатель, и когда объект исчезает на глазах наблюдателя. Он включает в себя 5 таких подфреймов. Первый – это когда движется объект, а наблюдатель неподвижен. Например, поезд исчез в тоннеле, мы втроем остались на платформе.
Второе – это исчезновение небесных светил. Этот подфрейм очень близок к первому, к исчезающему поезду, но ограничен тем, что там небесные светила движутся всегда по одной траектории. Следующий подфрейм – это движется наблюдатель, объект неподвижен. Например, они медленно поехали по скользкой улице, и вскоре город исчез из виду. Четвертый – движется преграда, которая мешает наблюдателю увидеть объект. Например, когда опустился занавес, актеры исчезли. И последний, пятый подфрейм – это неподвижный объект и неподвижный наблюдатель. Это такая мистическая довольно ситуация. Прототипически это, например, фокусник, который держит в руках шляпу, и там в ней или держит, например, в руках кролика, и тот исчезает на глазах. Здесь нету ни движения объекта, ни движения наблюдателя, а просто мистическое исчезновение. И вторая прототипическая ситуация – это когда исчезновение – это результат временной потери контроля. Здесь уже это исчезновение не наблюдаемое, и поскольку оно не наблюдаемое, в отличие от первого, оно просит поиска. Обычно так исчезают объекты, которые нам принадлежат. При этом, с точки зрения концептуализации этой ситуации, у нас может быть два таких сценария. Либо у нас зона поиска не определена, например, пропала собака у миссис Уайт, это значит, что ее нет на месте, и я вообще не имею понятия, где ее искать. То есть это может быть как близко, так и далеко. Либо зона поиска определена, и это обычно близко. Это случай русского глагола «деться». Например, «куда делся мой телефон?». Я предполагаю, что этот телефон находится в непосредственной близости, и я начну его искать рядом. И помимо двух основных фреймов, в семантическом поле исчезновения присутствует периферия. Это всякие метафоры и метонимии. Например, когда у бабушки пропало зрение, внучка стала бороться и возить по врачам, это потеря способности. И потеря свойств. Например, еще обиднее то, что она не пошла на сеанс и билет пропал. И сейчас я как раз расскажу, в каких случаях появляются глаголы движения при этих ситуациях исчезновения. И начнем мы с фрейма, это наблюдаемое исчезновение. И здесь стоит сказать, что глаголы движения в данном фрейме употребляются в своем прямом значении. Они обозначают непосредственно движение. Вот мы можем посмотреть на эти подфреймы немного ближе. Например, объект удаляется от наблюдателя или уходит за преграду. Наблюдатель при этом неподвижен. Это русское, например, предложение «Я смотрел, как поезд медленно уходит вдаль». Здесь возможно использовать глагол движения. Или, например, французский язык. «Je regardais le train s'éloigner lentement au loin». Да, здесь тоже глагол движения. Следующий подфрейм – это движение небесных светил. Да, это такая наивная модель мира, когда кажется, что движется небесное светило, а не мы. Да, и концептуализируется как движение объекта по всегда заданной траектории. Здесь возможно большое количество глаголов движения. Например, русское «зашло», «солнце зашло за горизонт», английское «to go down», идти вниз. В казахском даже возможно глагол «тонуть». Например, буквально «солнце утонуло», значит, «солнце зашло». Следующие два подфрейма, они не заполняются глаголами движения. Это наблюдатель удаляется от объекта или уходит за преграду, объект неподвижен. И движется преграда, которая мешает объект увидеть. Поскольку объект не движется, то, соответственно, глагол движения там отсутствует. И последний подфрейм – это когда неподвижный объект и неподвижный наблюдатель. Прототипический пример, я уже говорил, это фокусник или даже может быть чеширский кот, который исчезает на глазах и остается только одна его улыбка. В этом случае нет ни движения объекта, ни движения наблюдателя, поэтому эта сама ситуация исключает перемещение, исключает глаголы движения. И можно сделать вывод, что в фрейме наблюдаемое исчезновение у нас будут глаголы движения появляются только тогда, когда есть движение объекта, и не появляются, когда движения объекта нет. Следующий фрейм – это исчезновение как результат временной потери контроля. Я уже говорил, что языки разделяют между собой зоны поиска. Это может быть неопределенная зона поиска, то есть у меня что-то пропало, и я не знаю, где я буду это искать, либо это определенная зона поиска, это близко. Так могут исчезать как одушевленные, так и неодушевленные объекты. Но вот если исчезают одушевленные объекты, то здесь глагол движения обозначает вполне конкретное действие. Например, убежала собака,
значит, она пропала. Но случается, что глаголы движения также могут описывать исчезновение неодушевленных существительных, и это очень интересно. И вот сейчас давайте на эту ситуацию посмотрим. Как это происходит в разных языках. Вообще языки можно сгруппировать по разным группам. Вот русский язык использует глаголы движения для описания исчезновения только одушевленных объектов. Турецкий, казахский, татарский и славянский языки, они используют глагол движения для описания исчезновения одушевленных объектов и неодушевленных объектов, если зона поиска определена. И есть английский язык, который не разделяет зоны поиска, и там везде могут использоваться глаголы движения. Давайте сейчас посмотрим на примеры. Вот, например, исчезновение неодушевленного объекта и зона поиска определена. То есть я искать это буду близко. Например, в турецком языке используется глагол «гид», например, «куда ушел мой телефон». Понятно, что телефон уйти никуда не может. Это употребление глагола движения в переносном значении. И при этом поссессор концептуализируется как, или представляется как начальная точка, откуда идет движение объекта, который он будет искать. То же самое аналогично в казахском языке и в татарском языке. Есть в славянском языке будет использоваться вообще другой глагол, это глагол «скрыться». Это глагол прятания. Они скажут, куда скрылся мой телефон. И это тоже при описании исчезновения объекта, который я буду искать где-то близко. Для описания исчезновения одушевленного объекта могут использоваться глаголы тоже других таксономических классов, например, глаголы падения. Так, например, в русском языке можно сказать, куда он провалился. И либо в адыгейском языке можно сказать, куда он нырнул. То же самое, что в русском, куда он провалился. И английский язык, как я уже сказал, стоит особняком в этой группе, среди этих языков, потому что он может использовать глаголы движения как для описания исчезновения одушевленных объектов, так и для описания исчезновения неодушевленных объектов. При этом совершенно неважно, какая это зона поиска, определенная она или неопределенная. Например, where did my phone go? Это близко. Я буду искать где-то рядом, но при этом I turned around for my bag and it was gone. Это уже зона поиска не определена, и я не знаю, где я буду это искать. Помимо центральных фреймов, на периферии у нас семантического поля исчезновения есть метафоры. И здесь глаголы движения используются при описании исчезновения эмоций, способностей, видов животных. Например, пропал аппетит, пропало зрение, пропал страх, исчезли динозавры и другие. Разумеется, это абстрактные сущности, и они не могут перейти куда-то, не могут передвинуться, поэтому это абстрактное движение. Так, например, в английском языке мы можем сказать «my patience is gone», то есть «мое терпение ушло», буквально. Так и в других языках, например, при описании способностей. Например, в турецком языке можно использовать глагол «убежать», например, «мой аппетит убежал». И в казахском языке тоже можно использовать глагол «убежать», «мой сон убежал». Но что интересно, но не при описании всех способностей можно использовать эти глаголы в турецком и в казахском, а только при наиболее лабильных. То есть аппетит и сон гораздо чаще и быстрее меняются и исчезают, чем, например, зрение или память. Поэтому при описании потери зрения или памяти ни в турецком, ни в казахском языках нельзя использовать глагол движения. В турецком и в узбекском языках можно также использовать глагол «пройти». Например, «моя тревога прошла» или «нервозность прошла», в точности так же, как и в русском языке. А также глаголы других таксономических классов, тоже глагол движения, например, в казахском языке «покой улетел», и также в казахском языке «почему у Зарины упало настроение». Интересно, что при описании исчезновения непредметных имен глаголы движения могут конкурировать с глаголами исчезновения. Так, например, при описании исчезновения эмоций.
и других состояний. Например, вот два русских примера. Она уже не боялась, страх прошел, или к нему вернулась ясность ума и пропал страх. Мы видим, что в 21-м примере у нас используется глагол движения, а в 22-м глагол исчезновения. И можно посмотреть на статистику Национального корпуса русского языка и посмотреть, как это происходит. Мы видим, что так, первый запрос 1 синего цвета – это страх пройти, а красного – страх пропасть. И мы видим, что глагол движения при описании исчезновения эмоций как будто бы все время доминирует над глаголом исчезновения. Да, и перейду непосредственно к выводам. Какие выводы можно сделать? Во-первых, у наблюдаемого исчезновения есть логическое ограничение. Глаголы движения не могут использоваться там, где где не движется объект. И наоборот, глагол движения используется, когда объект движется. Когда мы говорим об исчезновении как результате потери временного контроля. Здесь не логические ограничения, а языковые ограничения. И здесь в выборе глаголов движения для описания исчезновения неодушевленных существительных и одушевленных эти ограничения будут зависеть от языка к языку. Например, в русском языке ограничения связаны с одушевленными объектами, то есть глаголы движения могут описывать исчезновение только одушевленных, а в тюркских эти ограничения будут связаны с зоной поиска. Если они могут описывать исчезновение неодушевленных объектов, но только тех, которые находятся близко. При описании наблюдаемого исчезновения глагол движения используется в прямом значении. В случае ненаблюдаемого исчезновения как в прямом, например, убежала собака, и она пропала, так и в переносном, например, телефон убежал. А в случае метафор мы будем использовать глагол движения только в переносном значении. И для описания исчезновения могут использоваться глаголы движения различных таксономических классов. Это могут быть как глаголы удаления, как глаголы падения, погружения в воду, прятания и другие. И, наконец, при описании эмоций глагол движения конкурирует с глаголами исчезновения и часто выигрывают. Да, спасибо за внимание. Спасибо. Пожалуйста, вопросы. Спасибо. У меня, наверное, два вопроса, но один более общий, другой более частный. Вот более общий вопрос. Вот не важно ли тут, на ваш взгляд, различать, три как минимум случая возникновения этой семантики исчезновения. Значит, одна вещь, когда у вас есть, собственно, полисемия, да, значение там вашего движения, значение исчезнуть. Вот, а другой случай – это какая-то контекстная импликатура, а третий случай – это когда это значение возникает во всей конструкции. Потому что, например, если мы берем глагол типа «убежала», да, но можно, наверное, в каком-то контексте компонент исчезновения просто вообще отменить и сказать там «ай, собака убежала, вон она у той березы», да, что-нибудь вот такое. Вот, и это тогда, видимо, импликатура, которая возникает в каком-то контексте, которая отменяема. Или вот у вас был пример из казахский, там, телефон Кайдаки ты, что-то там такое, да, куда телефон исчез, вот можно ли вне вопроса этот глагол get вообще использовать? Нет, нельзя. Нельзя. Вот да, то есть может быть здесь это дело не только в глаголе get, да, но в целом вопросительной конструкции. Да, спасибо большое за вопрос. Я отвечу сначала на второй. Да, на самом деле, как глагол «деться» русский, так и глагол «кетте» и «китти» в турецком, они используются только в вопросительном предложении. Так же, как и в славянском языке глагол «куда спрятался мой телефон» тоже используется только в вопросительном контексте. Или в контексте, они всегда будут связаны с наречиями, которые вопросительными, либо неопределенными, либо отрицательными. Как «не знаю, куда делся» или «не знаю, куда ушел». Да. А импликатуры, да, спасибо большое за уточнение, да, это надо рассматривать. Вот, а второй вопрос вот про этот параметр, там как-то, неопределенная зона поиска, что-то такое про русское деться, не знаю, я вот на вашем месте покопался все-таки по корпусу, там не более ли сложное какое-то различие, вот, потому что, представим себе ситуацию, например, что в какой-нибудь стране вот президент долго не появляется на мероприятиях, да, вот, и все там этим интересуются, а вот точно плохо сказать, а куда президент-то делся? Вот мне нормально. Да, конечно. Вот, можно. а какая у нас определенная зона поиска этого президента? Так, да, понятно. Вот не очень понятно уже, да, то есть, может быть, здесь какие-то более хитрые вещи там возникнут. Я думаю,
В русском языке можно сказать, куда делась его храбрость, когда она должна как будто бы быть на месте, но почему-то не демонстрируется. Например, куда же делась его храбрость, как будто он всегда это демонстрировал, но сейчас не демонстрируется. Не демонстрирует, может быть, такое же, ну, и с президентом связано, как будто бы, да, подчеркивается связь какого-то объекта с местом. Что он должен быть в каком-то определенном месте, занимать это место, но почему-то его на этом месте сейчас нет. Может, тут какое-то нарушенное ожидание возникает, понимаете? Ну, то есть, так, мне кажется, в общем, вопрос, который можно покопать, наверное, еще тоже. Спасибо большое. Можно задавать вопрос? Можно? Нет, нет, почему? Я не молчу, мне просто не сказали, что можно говорить. Я сам опускаю руку и задаю вопрос. Ладно. Не предполагается ли исследовать также глаголы движения как показатель появления? Вот кажется, что по тем же самым языкам смотреть, как глаголы движения используются для обозначения появления. Часто кажется, что это может быть симметрично, а в некоторых случаях один и тот же глагол может использоваться и для исчезновения, и для появления. Но вот известный пример такой энантиосемии – это вывести кроликов, когда они появляется новая порода кроликов, и вывести тараканов, то есть сделать так, чтобы они исчезли. Но, скажем, английское out, если мы скажем the lights are out, это значит, что свет не горит, то есть выключен, в каком смысле исчез, не виден. А the stars are out значит, что как раз звезды видны, вылезли на небо. Ну, понятно, что там нет глагола движения, но можно его и добавить. Просто глаголы будут разные, go и come. Но вообще там существует go out, to come out. Да, спасибо большое за комментарий. На самом деле, да, было бы интересно еще сравнить, как работает глагол движения в сфере появления, потому что появление можно считать антитезой именно исчезновению. Да, спасибо. Да, есть еще 3 фрейма, которые вроде бы у вас не были. Может быть, я послушал. Фрейм угасания, фрейм таяния и фрейм рассеяния. Облака рассеиваются. Вот, я не знаю, вот это тоже исчезновение. Да, значит, поэтическая строка Тютчева: в небе тают облака. Значит, на самом деле не снег тает, а облака. Вот интересные фреймы исчезновения просто. У вас их вроде бы не было. Да, спасибо большое, это очень хороший вопрос, очень замечательный на самом деле, потому что это все описывалось в статье, которую недавно отправил в журнал. На самом деле это можно считать периферией семантического поля исчезновения, да, и мы ее... Да, и здесь движение... Движения здесь, скорее всего, не будет. Но есть вот как интересные фреймы, понимаете? Да, да, они рассматриваются, и рассматриваются они с очень любопытной точки зрения. Мы говорим о том, что есть такие узкоспециальные глаголы исчезновения, которые описывают исчезновение какого-то ограниченного ряда веществ. Кстати, вот угасание дел, строчка Пушкина, доскроется тьма. Это совершенно парадоксальная строчка. Тьма скрывается. Скрывается свет обычно. Тут скрывается тьма. Вообще, это интересные фреймы, их тоже можно потом исследовать. Да, конечно. Спасибо. Да, у нас еще один доклад, в котором предлагается, возможно, неожиданный для многих собравшихся подход к исследованию типологии полисемии. Александр Орлов прочитает доклад здесь, и его соавторы за нами наблюдают через Zoom. Здравствуйте, уважаемые коллеги. Сегодня мы в рамках этой конференции уже много говорили о том, как образуются семантические переходы, как их можно искать, как их можно описывать. И я думаю, что сейчас мы поговорим про действительно немножко неожиданную тему, потому что мы хотим рассказать о том, как реальны ли это семантические переходы с точки зрения психолингвистики, с точки зрения людей. Как они их воспринимают? Действительно ли они видят тут 2, 3, 4 разных значения, которые мы выделяем в словарях? Или же сознательно, или подсознательно они видят это как какой-то единый, более общий комок значений?
Итак, начнем с базовых терминов. Ну, во-первых, у нас есть термин «ментальный лексикон». Ментальный лексикон — это такой такой психолингвистический конструкт, который используют ученые, когда говорят о хранении слов или смыслов у нас условно психики в ментальном лексиконе. Говорится, что в нем хранятся репрезентации слов. В репрезентациях содержится вся ключевая информация о семантике слова, о его синтаксических особенностях, произношении и тому подобном. Также мы используем термин «активация слова или смысла». Это обозначает извлечение информации из ментального лексикона о конкретном слове или конкретном значении, а также, возможно, его дальнейшую обработку. Итак, если, к примеру, для амонимов через 10-15 лет исследований психолингвистам стало очевидно, что у них действительно есть отдельные репрезентации в ментальном лексиконе, то с полисемией все не так очевидно. То, что мы здесь принимаем как данность, отдельные значения, для психолингвистов данностью не является, и тут ведутся активные дискуссии относительно того, является ли различные значения слова «золотой» одной ментальной репрезентацией или несколькими. Так, к примеру, у нас есть достаточно влиятельная теория совместного хранения, single sense storage, single sense account, которая утверждает о том, что у всех полисемичных слов есть только одна ментальная репрезентация, которая извлекается из лексикона, и дальше конкретное значение уже достраивается на основании контекста. Ну, в качестве примеров здесь приводятся работы Фризена и Пикеринга, которые в экспериментах с записью движений класс, например, показали, что как для метонимичных слов, так и для метонимичных значений, так и для буквальных значений одного и того же слова, если они приведены в достаточно адекватном предполагающем контексте, и если они одинаково частотны по корпусу, скорость чтения не меняется, что они решили взять за доказательство того, что существует single storage account. При этом, как видите, здесь использовались в качестве примеров полисемии только самые такие близкие к буквальному примеру метонимии, а метафора вообще отсутствовала. В то же время есть психолингвисты, которые утверждают, что каждый смысл полисемичного слова имеет свое собственное хождение в ментальном лексиконе, свою собственную репрезентацию, подобно тому, как это есть в словарях. В качестве одного из аргументов в эту пользу приводится исследование Кляйна и Мёрфи, серия исследований, в которых испытуемым предлагались фразы, которые они должны были запоминать и потом рассказывать ученому, либо как-то специально обрабатывать в зависимости от года исследования, где было показано, что если полисемичное слово предшествовало фраза с полисемичным словом в том же самом значении. К примеру, если перед shredded paper показывали wrapping paper или перед liberal paper daily paper, то процесс облегчался и уровень запоминания увеличился. В то же время, если перед liberal paper показывали wrapping paper, то способность людей запоминать фразы уменьшалась, и они обрабатывали их тоже хуже. Ученые предположили, что это значит, что существует конкуренция двух значений, а если существует конкуренция, то существует две репрезентации в ментальном лексиконе. Ну и также, как всегда, у нас есть история с гибридным хранением, hybrid storage account, в котором ученый утверждает, что если часть смыслов хранится в ментальном лексиконе совместно, другая часть может иметь отдельные ментальные репрезентации. Здесь можно, во-первых, провести работу Лопехино и коллег 2018 года, которые показали, что вообще на самом деле обработка полисемичных слов отличается в зависимости от части речи. Так они работали там с существительными и с прилагательными. Также можно привести работу Апрасяна коллег 2021 года, в которой они сравнили обработку и восприятие людьми 4 полисемичных смыслов, буквального значения, метафоры, а также 2 метонимических значений, то, что они называли близкой метонимией и далекой метонимией. Под близкой метонимией понимались классические примеры на часть целые, типа «голодный человек, голодные глаза». Под далекой метонимией понимались либо темпоральные метонимии, «голодный человек, голодные годы», либо каузальные метонимии, «грустный человек, грустные новости». Ими было показано, что близкая метонимия имеет сильно большую оверлапа с буквальным значением, чем далекая. Если близкая метонимия и буквальные значения часто воспринимаются носителями как, на самом деле, одно значение, то далекая метонимия достаточно хорошо противоставляется близкой метонимии наивными носителями языка. Таким образом, мы видим, что на результаты, которые у нас могут получиться в таком исследовании, влияет множество факторов. Во-первых, это тип эксперимента,
ай-трекинг, запоминание, семантические кластеризации. Во-вторых, это тип стимулов, рассматриваем ли в качестве полисемов какие-то типы метонимии, рассматриваем ли мы метафору, или мы пытаемся рассмотреть все. И также часть речи. Поэтому целью нашего исследования является провести такой холистический эксперимент, который будет учитывать все эти факторы. Мы взяли один и тот же набор стимулов, и на одном и том же наборе стимулов мы провели 3 эксперимента с 3 разными дизайнами: eye-tracker, суждение об осмысленности и семантическую кластеризацию. В нем мы сравнили 2 ранее плохо изученных по лингвистике типа полисемия, то, что вслед за Апресян et al. 21 мы назвали близкая метафора и далекая метафора. И мы сравнили ее 2 частей речи у прилагательных и у глаголов. Итак, касательно 2 типов метафор. Под близкими метафорами мы понимали классическую концептуальную метафору по Лакову, ну, такие вхождения, к примеру, как «выйти из депрессии», которые, по идее, сохраняют когнитивную связь с буквальным значением за счет мэйпинга. Под далекой метафорой мы здесь понимали то, что часто называется десемантизированными значениями, графикизованным значением, frozen metaphors, в зависимости от теории. Такие вхождения, как «вышла неприятность», где скорее уже прослеживаются квазиграмматические, чем семантические компоненты. Да, конечно, мы не открываем здесь Америку, это было изучено многими другими предыдущими исследователями, но, к сожалению, в психолингвистике все как-то остается лет 20 назад, поэтому эти 2 типа метафоры не рассматривал, в принципе, никто как отдельное явление до нас в своих работах. Итак, мы считаем, что близкая метафора будет сохранять большую когнитивную связь с буквальным значением, что будет видно в наших экспериментах. Ну, во-первых, потому что у нее есть большее количество общих сем с буквальным значением, что можно просто проверить по словарю. Также потому что у нее есть некоторые синтаксические сходства с буквальным значением. Так, к примеру, если мы посмотрим на вхождение «выйти из депрессии», то она сохраняет 2 из 3 своих синтаксических аргументов, что достаточно неплохо, потому что, конечно, полный мэйпинг редко возможен при таких переходах. И что самое важное, близкометафорические употребления сохраняют сеть употреблений. Так, помимо того, чтобы выйти из депрессии, мы можем сказать антоним «пойти в депрессию», мы можем сказать «выкарабкаться из депрессии», «выползти», «вылезти», можем находиться в депрессии. То есть нахождение этой сети, по идее, должно помогать людям сохранять связь между буквальным значением и близкометафорическим. В то же время дальние метафоры, которые у нас представлены были либо тем, что условно называется легкие глаголы, как взять паузу, либо для прилагательных интенсификаторами, десимификаторами, типа «страшная жара», «бешеные деньги», сохраняют очень мало общего, как в семантике с буквальным значением. К примеру, для глагола «выйти» в его употреблении «выйти неприятность» мы видим, что по активному словарю с буквальным значением сохраняется только один компонент – начало действия. Также часто у них полностью меняется синтаксическая структура, но в данном случае у нас нет ни одного совпадения. Что самое важное, как правило, эти употребления изолированы. То есть мы не можем сказать, что неприятность вошла, вползла, выползла и что-то подобное. Она только вышла. Что может затруднить связь 2 этих значений в ментальном лексиконе. Почему мы берем 2 части речи? Так, у глаголов дальние метафоры являются результатом постепенного выгорания, выцветания, грамматикализации. Хоппером этот процесс был назван лейерингом, и он позволяет существованию на синхронном уровне нескольких метафорических значений, обладающих разной степенью отдаленности от буквального значения, разным уровнем десиматизации, но при этом сохраняющие одну и ту же модель перехода. Потому что как выйти из депрессии в истории с эмоциями, у нас есть история про замкнутые пространства, открытые пространства, и переход из одного пространства в другое осмысляется как начало нового процесса, так и вышла неприятность, действует тот же самый механизм, но в текущем случае вследствие грамматизации он сильно менее заметен. В то же время у прилагательных близкая и далекая метафора не связаны напрямую. Так, если взять, к примеру, прилагательное «бешеный», то «бешеный человек» и «бешеные деньги» составляют радиальную полисемию, потому что дальние метафоры у прилагательных образуются путем перехода по импликатуре, о которых, к примеру, писала Екатерина Владимировна, еще люди, присутствующие на этой конференции, что у бешеного в его прямом значении есть как идея интенсивности, так и идея чего-то, некоторой резкости и неконтролируемости, что позволяет ему являться интенсификатором для таких слов, как популярность, успех, деньги, скорость и подобное. Такой резкий типа график вверх. И в связи с этими 2 разными стратегиями, 2 разными видами полисемии тоже можно получить разные результаты.
Итого, наши гипотезы были такими, что близкая и дальняя метафора будут обрабатываться по-разному. Также мы хотели увидеть разницу в обработке прилагательных и глаголов, и также мы предполагали, что эта разница будет по-разному заметна в разных типах экспериментов. Итого, еще раз, для того, чтобы провести эти эксперименты, мы составили один набор стимулов, который мы дальше прогнали по всем трем нашим исследованиям. В качестве стимулов у нас послужили 32 пары фраз, в которой буквальная фраза, фраза с буквальным значением соответствовала фразе с одним из двух метафорических значений. Половина была фраза для прилагательных, другая половина были фразы для глаголов. Итого у нас получилось 8 фраз буквальное близкометафорическое для прилагательных, типа «сладкий сироп», «сладкий голос», буквальное дальнеметафорическое для прилагательных, типа «дикий слон», «дикий ужас», буквальное близкометафорическое для глаголов «выйти из ресторана», «выйти из депрессии», буквальное дальнеметафорическое для глаголов «взять книгу», «взять паузу». Первым экспериментом у нас был эксперимент с сайт-трекером, или как он официально называется, чтение записью движения глаз, где носителям языка предлагалось с экрана читать предложения, в которых содержались наши стимульные фразы. Так, для каждой пары стимулов нами было составлено 2 предложения. Как это полагается в такого рода экспериментах, начало предложения позволяло осуществить оба прочтения. «Моя жена наконец-то вышла из…» Дальше у нас шел дизамбигуатор, который, собственно, и показывал, какое значение мы используем из ресторана или из депрессии. И дальше шло то, что называется spillover region, то есть тот регион, который тоже одинаковый по количеству букв и по синтаксису у обоих фраз, и позволяет нам просто посмотреть на то, как люди это все дорабатывали. Как положено, каждый из участников видел только один из 2 таких стимулов с одной из 2 фраз, и мы смотрели на их скорость чтения и на количество регрессий назад, то есть на то, как часто люди возвращались глазами обратно и что-то перечитывали. Так как эксперименты с сайт-трекером не предполагают глубокой семантической обработки, тут мы нашли различия достаточно минимальные. У нас было только одно различие в фразах в парах буквальное значение дальняя метафора у прилагательных. Так, в этих контекстах мы обнаружили, что испытуемые статистически чаще возвращались на дизамбигуатор при чтении вот подобных предложений, где содержались употребления с дальней метафорой у прилагательных. То есть они дочитывали «у Гриши никогда не было больших денег, потому что…», и потом поворачивали глазами назад и снова смотрели на денег перед тем, как пойти дальше. Второй эксперимент – это так называемый Thanasis Georgakopoulos, эксперимент на осмысленность. Он проводился онлайн. В рамках этого эксперимента участникам предлагалось оценивать появляющиеся у них на экране фразы как либо осмысленные, либо бессмысленные. У них было 2 кнопки, 1 и 0. Они нажимали на 1, если они считали, что эта фраза осмысленная. Пример осмысленной фразы – что-нибудь из серии «Черный стол». И на кнопку 0, если они считали, что эта фраза бессмысленная. К примеру, там были что-то «мозговая сирень», «прокисший компьютер» и подобные вещи. В качестве стимульного эксперимента использовали, собственно, наши фразы в начальной форме, в табличке, которую мы видели уже. И также у нас, конечно, были стимулы, 64 осмысленных фразы и 96 бессмысленных. Мы выбрали эти числа, чтобы суммарно предполагаемое число ответов «да» и «нет» было примерно равно, потому что, на самом деле, люди чувствительны к этому, как показывают эксперименты. Ну и мы смотрели на то, насколько быстро они нажимают на эти кнопки и насколько правильно. В принципе, на самом деле, когда мы смотрели на результаты, люди делали ошибки вообще во всех смыслах, что нормально для данного типа экспериментов, так обычно и бывает. Но насчет статистически значимых разниц у нас тут вышло 2 различия. Во-первых, у прилагательных мы зафиксировали, что в парах буквальная и дальняя метафора, дальние метафоры вызывали сильно больше корректных ответов по сравнению с буквальным значением. Дальние метафоры прилагательных были той категорией стимулов, которые определялись нашими носителями, вернее всего, когда. Они там чаще даже нажимали кнопку «да», чем когда они видели буквальные значения с подобным прилагательным. Ну и второе, это была история с глаголами про то, что у глаголов близкие метафоры обрабатывались существенно дольше, чем соответствующие буквальные значения, при этом на качество обработки это не влияло.
И последний эксперимент, который мы провели перед тем, как перейдем к обсуждению, это история, эксперимент с семантической кластеризацией, который мы провели по парадигме в первую очередь предложенной Константином Лопухиным в его статье 2018 года с Настей Лопухиной. В рамках этого эксперимента участникам предлагалось разделить предложение на несколько виртуальных картин таким образом, чтобы в каждой корзине содержались предложения, в которых колесимичное слово было представлено в одном и том же значении. То есть у них был вот такой экран, слева у них было 6 предложений, в каждом из которых встречалось одно и то же слово. Справа они начинали с одной корзины, и с помощью специальной кнопки они могли сказать сколько угодно корзин, сколько они считали нужным, и разложить по ним все предложения, то есть от одной до 6 корзин в зависимости от того, что они считали одним значением, а что нет. И мы смотрели на то, что мы назвали ошибками на мисгруппинге. Тут мы можем заметить, что у нас были в стимульном материале у нас были такие группы предложений, где было представлено только 2 значения, то есть либо буквальное близкометафорическое, либо буквальное дальнеметафорическое. И здесь у нас были такие группы предложений, где были представлены все 3 значения. То есть 2 предложения на буквальное, 2 на близкометафорическое, 2 на дальнеметафорическое. Ожидаемым образом в тех группах предложений, где было только 2 значения, буквальные и небуквальные, люди справлялись достаточно хорошо. Единственным аутлайером при этом здесь были только пара буквальные и дальние метафоры, опять же, у прилагательных, где люди справлялись, ну, условно, чуть похуже. То есть они чуть чаще клали их в одну корзину по сравнению с другими группами. Самое же интересное происходит в тех случаях, когда у нас было представлено 3 смысла. Так, у прилагательных чаще всего путались буквальные значения и близкая метафора. У глаголов, если мы смотрим, что путалось, люди чаще всего клали в одну корзину, чаще всего путали близкую метафору с далекой метафорой. При этом буквальные значения и близкая метафора различались людьми хуже, чем буквальное значение и далекая метафора. Итого, что все это значит? Возвращаемся к нашим гипотезам. Первая гипотеза, которая у нас была, это то, что мы ожидали увидеть различия между близкими и далекими метафорами. Мы его увидели. Давайте снова посмотрим на то, как функционировали близкие и далекие метафоры в прилагательных в эксперименте 1 и 2. Так, в эксперименте 1 с чтением предложений у дальних метафор в прилагательных были некоторые проблемы, и их приходилось перечитывать. В то же время в эксперименте 2, где эти фразы предъявлялись без какого-либо контекста, наоборот, у них было преимущество, они обрабатывались лучше всех. Из чего мы сделали вывод, что, по-видимому, близкие и дальние метафоры прилагательных хранятся по-разному и обрабатываются тоже. Так, если буквальные значения, по-видимому, близкометафорические значения прилагательных обрабатываются композиционально, что, разумеется, должно им помогать хорошо и правильно читаться в условиях целикового предложения, то далекая метафора прилагательных, видимо, не обрабатывается композиционально, и такие употребления, как бешеные деньги или страшная жара, существуют в виде коллокации или семифразем по Мельчуку, и, по-видимому, хранятся в памяти как такие семи-юниты, единые или полуединые элементы, то есть люди даже не особо обращаются к смыслу, когда они их регистрируют. Поэтому, когда они видели их вне контекста, им было проще, им не требовалось дополнительных усилий на композициональную обработку, они сразу могли нажать на кнопку «Да» и пойти дальше. В то же время понятно, что когда они их видели в предложении мы хотим образовать композициональную, соответственно, они сначала натыкались на прилагательные, пытались его понять композиционально, потом приходилось перечитывать. Также мы хотели найти, или мы ожидали, что мы найдем разницу между прилагательными и глаголами, и нам ее тоже удалось увидеть. Так, если мы посмотрим на эксперимент 3, мы увидим, что близкие метафоры в прилагательных ближе к буквальным значениям, чем к далеким метафорам. В то же время у глаголов близкие метафоры ближе к далеким метафорам, чем к буквальному значению. Это отчасти объясняется, собственно, структурой деривации этих значений, потому что, по-видимому, мы можем говорить, что у глаголов близкие метафоры действительно могут храниться как отдельные репрезентации. Тогда бы это, в частности, объяснило то второе различие, которое мы нашли в эксперименте 2, в эксперименте на осмысленность, где мы видели, что именно у глаголов близкие метафоры обрабатывались дольше, но в то же время обрабатывались все равно так же правильно.
Это может быть, если у нас есть конкуренция двух значений или конкуренция двух репрезентаций при обработке. Тогда логично предположить, что сначала люди, когда видели глагол, активировали буквальную репрезентацию, потом дочитывали, понимали, что не сложилось, и деактивировали ее, и активировали уже репрезентацию близко-метафорическую, что должно было бы увеличить время, но не должно было, по идее, действительно влиять на качество обработки. Таким образом, можно предположить, что у глаголов близкие метафоры хранятся отдельно, при этом для прилагательных на данный момент у нас нет никаких данных, которые говорили бы в пользу или против такой же идеи. Ну и последнее. У нас была гипотеза о том, что разные дизайны экспериментальные могут дать нам различные результаты, и это мы тоже нашли. Мы показали, что те эксперименты, которые требуют более глубокой семантической обработки, к примеру, семантическая кластеризация, этот эксперимент с корзинами, показал сильно больше результатов, чем, к примеру, эксперимент на чтение с айтрекером, где у нас такие различия были минимальные, и сами по себе они могли бы быть списаны на условно случайность. Соответственно, эксперимент на осмысленность показал нам среднюю степень различий и чуть больше эффектов, чем в айтрекере, но все равно меньше, чем семантическая кластеризация. Собственно, вот, да, нам было интересно посмотреть на то, как носители в некотором смысле композируют и то, что мы описываем как полисемию у себя, какие значения у них субъективно и подсубъективно сливаются в единое значение, и вообще посмотреть на то, как современные психолингвистики описывается полисемия и какие есть способы потрогать это вот за пределом традиционных словарей. На этом спасибо вам большое. Буду рад ответить на вопросы. Спасибо, да. Есть ли вопросы? Вот. Можно я задам один вопрос? Вот есть вопрос, но рука у меня не поднимается как-то. Простите, пожалуйста. Не получается поднять руку вот так. Задавайте. Можно, да? Вот, большое спасибо за доклад, Саш. И вопрос у меня вот какой. Значит, дело в том, что есть еще такая вещь, как языковые изменения. И я очень далека от психолингвистики, и очень интересно, как психолингвистика, вот когда вы говорите, что это хранится там-то и обрабатывается так-то, то верно ли, что в психолингвистике подразумевается некоторый способ описать то, что что-то изменилось? Потому что ясно, что все метафоры, ну, они образовались каким-то образом, да, раньше не было, а потом стали, причем некоторые стали, ну, некоторые, так сказать, метафоры, то, что называется, по вашим примерам, но только по вашим, которые вы показывали, там, например, abstract motion, да, это самая простая штука. А вот другие там не abstract motion, а что-то другое. Короче говоря, вот верно ли, что может случиться такое, что вот они хранились в одном месте, потом их переложили, наверное, или как-то. Вот. Да, на самом деле это то, ровно о чем мы много думали, в плане того, что, по-видимому, если говорить, опять же, даже о тех примерах с бешеными деньгами и так далее, или что мы с Валентиной Юрьевной обсуждали вчера о примерах с существительными, какое-нибудь слово типа «звезда», там значение Анджелина Джоли, то есть ощущение, что с течением времени люди теряют эту связь. То есть она сохраняется у нас диахронически в словарях, но на самом деле интересно посмотреть на то, когда люди говорят «бешеные деньги». Вообще считают ли они, что там есть какое-то значение, и связывают ли они это значение со словом «бешеный». Судя по тому, как они кластеризуют все это и как они раскладывают, возможно, значение видят они, в принципе, не очень хорошо. Потому что когда им прочитали бешеные деньги и бешеных собак и дали задание разложить их в зависимости от значений, они были склонны складывать все в одну корзину, что значит о том, что они не очень справились. Возможно, ровно не справились, потому что бешеные деньги хранятся как semi-unit, и когда спрашиваешь у человека «разложи по значениям» и даешь ему самофразему, возможно, ему тяжело понять, что бешеная — это какая-то идентификация. Но да, это интересная история, потому что мы сравниваем то, что диахронически родственное, при этом если мы смотрим на то, как это синхронно делится в семантической кластеризации, как оно ведет себя, то видно, что в некотором смысле
Вот у прилагательных, в частности, далее метафоры дрифтует то, что в сторону того, что можно назвать, окей, амонимией, конечно, не в словарном ее понимании, но отчасти амонимией в психолингвистическом ее понимании, когда уже значения вроде как никак не связаны в психике никакими там ментальными репрезентациями. Да, Катя, я вот хотела ровно это тоже сказать, что да, можно, они, по-видимому, перекладываются, они лежали вместе сначала, а потом переложились в свое новое место, и, может быть, в связи с этим обрабатываются быстрее, поскольку не надо устанавливать связь с прямым значением. Да, Вот эти это очень, это все, так сказать, звучит очень хорошо, но можете представить, это ведь тоже метафоры, да, перекладываются, такой abstract motion. Ну вот представим себе, как это в мозгу, там они перекладываются с одного места в другое. Метафора очень такая... Ну, Катя, я бы сказала, что меняются связи. Просто да, но как вот... обрабатывается? Надо ли тебе, вот чтобы там Конечно. эти вот neural pathways, чтобы они тебя отправляли к прямому Ослабляются. значению, да, или уже новая дорожка протаптывается среди нейронов? Вот, что-то такое в этом роде. Дорожка, протапливается. Вообще отличные метафоры. Вот прямо прекрасные, иллюстрирующие ваш доклад. Очень хорошо. Ну вот. Они гораздо более вдохновительные, чем про депрессию. Мне кажется, надо... Ладно. Может быть, у слушателей в Zoom еще есть вопросы, мы просто можем не видеть. Так. Или давайте тогда я пока задам свой вопрос. Вот как вам кажется, при абсолютно одинаковом дизайне эксперимента, если мы выберем какой-то, одни и те же пары значений, но мы их предъявим на разных языках носителям разных языков, могут быть эти эксперименты дать разный результат? У кого-то они будут храниться вместе, у кого-то они будут храниться в разных местах ментального лексикона. Более чем. То есть, на самом деле, мы это сравнивали с носителями других славянских языков на предыдущей конференции. Удивительным образом оказалось, что у них тоже у всех почти есть бешеные деньги, и в южной группе, и в западной. Но мне кажется, что если мы пойдем дальше, то... Ну, тут ровно та история о синхронии и дихронии, что такие значения возникают постепенно. Вот эти страшный, бешеный, адский. Собственно, когда мы нашли очень много чего-то, что нам не подошло, потому что мы такие, еще novel metaphor до некоторой степени, наверное, там что-то будет промежуточный случай, и потом остановились на более классических вариантах, типа страшный, бешеный. Мне кажется, в зависимости от того, в какой точке мы это фиксируем, насколько это сильно далеко расползлось, то да. Потому что если, к примеру, страшный — это прям интенсификатор, который проявляется абсолютно совсем, то даже в русском мы найдем, значит, количество идентификаторов, которые сильно более ограничены, там, типа, не знаю, крепкие зубы, условно, конкретной лексемой. И здесь уже, наверное, какая-то другая история. Спасибо. Вот, если... Я бы еще быстро просто сказала, что, конечно, ментальные лексиконы могут отличаться у людей, так как и просто лексиконы могут отличаться, и связи тоже могут отличаться, но в целом мы смотрим на общую картину, и она тоже вырисовывается. Спасибо. Да, если больше нет вопросов, то мы можем уже попрощаться до завтра. Завтра в 10 часов начало новых докладов. Спасибо всем.